Ой, господи. О. Так. Как будто бы вот так, да. Пойдет. Ну что ж, давайте начнем потихонечку. Так. Ну да. Да вроде ничего не забыл. Но разве что, может быть, вот просто потише чуть-чуть сделать. Так, и все. В принципе, все. Да.
Всем привет, это Васильев Евгений, я приветствую вас на курсе по разработке игр на Unity Skillbox. Сегодня мы перейдем к созданию игры Save the Village, но перед этим рассмотрим еще несколько тем. В предыдущем модуле вы уже достаточно много изучили по теме UI, но сегодня мы продолжим с ним разбираться. Итак, вначале вас ждет работа с Image, как менять параметры Image с помощью кода. И мы сделаем из картинки простейший таймер с помощью встроенных инструментов этого компонента. Затем перейдем к настройке звука, как создавать фоновую музыку, либо отдельные эффекты, как зацикливать или воспроизводить звуки одноразово. Что такое источники звука и слушатель звука. Это будет тема второго урока. Дальше мы перейдем снова к классу Time, и на этот раз рассмотрим параметр Scale, который отвечает за скорость течения игры в Unity. И, наконец, перейдем к разработке игры. Я покажу вам ТЗ, который вы сможете использовать для того, чтобы создать свою игру. И это будет, собственно, челлендж этого модуля. Но я покажу, как это сделал бы я. И затем, конечно, будет домашнее задание, как и всегда. Перейдем к первому уроку. Ну, я думаю, сразу можно открывать. И первый наш урок касается... Skillbox, говорю, Unity. Блин, как же у меня будет тесно связан этот Skillbox с Unity. И наоборот. Да. Куть-пай, здорово. Unity изучаешь? Да, да. Изучаю Unity. Работы с компонентом Image. Сейчас мы посмотрим, как изменять спрайты с помощью кода, как изменять цвет этих спрайтов, а также какие бывают типы. Так, наверное, создам новый проект. Назову его Save the Village. Save the Village. Так, окей. Потихоньку идем к тому, чтобы сделать в будущем игру по изображению. И после этого, как я уже говорил, мы создадим простейший таймер с помощью встроенных параметров компонента Image с минимум кода. Давайте перейдем в Unity. Итак, у меня есть пустая сцена, на которой я сразу создам Image через панель UI Image. После этого Canvas и Event System, который снимает показания с этого канваса, создаются автоматически. И, соответственно, Image сразу создается внутри канваса. Могу кликнуть 2 раза, чтобы... Окей. Ну, по сути, да, всегда надо вот так начинать. Вот. Это тупо удобно. Так. Угу. Давайте сразу его вот так вот сделаем, наверное. Чтобы отскейлить изображение так, чтобы имидж был прямо посреди экрана. Либо кликнуть по канвасу, чтобы видеть его целиком. Сразу поменяю спрайт нашему имиджу. Давайте выберу что-нибудь из ассетов, например. Так, ну я думаю, все тут включено. Работа с Image PDF. Ну-ка. Открыть. Новое понятие спрайт. Двухмерное изображение, соответствующее одному объекту в игре. Цвет RGB. В этом ролике показано изменение цвета спрайта. В этом много... так, давайте-ка вот так вот. Цвет во многих приложениях сохраняется в формате RGBA. 4 значения, соответствующих красному red, зеленому green, синему blue и альфа каналу альфа. То есть RGBA. Red, green, blue, альфа. Отвечающему за непрозрачность. Записали? Угу. Как правило, эти значения варьируются либо от 0 до 255. Что это, да? Хочешь-то? Посмотри. Арулхан! Gel. Эти барыня на хаяра. Это алария. Но то хлебка им бихер. Класс Color в Unity дает доступ к англоязычным названиям многих часто используемых цветов.
Так, при масштабировании спрайт может вести себя по-разному. Это поведение задается параметром image в компоненте image. Simple. Изображение просто растягивается целиком. Slice это растягивается центральная часть изображения, сохраняя рамку по сторонам. Спрайт сохраняет размер, но область, отведенная под него, заполняется его копиями. Так, fillet. Область заполняется изображением. Этот режим отлично подходит для всевозможных полосок, индикаторов и тому подобного. А, а, заполняется fillet. Так, масштабирование изображений. Тык-тык-тык-тык. Масштабирование двухмерных изображений сложная тема, очень важная для спрайтовых игр. По умолчанию Unity масштабирует изображение со сглаживанием. Для некоторых изображений, например, фотографии, это помогает избежать искажений, но в тех, где важна четкость каждого пикселя, наоборот, создает замыленность. Чтобы выключить это сглаживание в инспекторе ассета изображения Filter Mode, нужно выставить в point, no filter. Угу. Иллюстрация один и тот же спрайт, увеличенный со сглаживанием сверху и без него. СНК, да. Принадлежат права СНК. Это спрайт из игры Metal Gear Solid. Блин. Не, на самом деле, как он назывался? Metal Slug. Slug, да. Метод getComponent. Этот метод позволяет получить из кода доступ к определенному компоненту, к определенному... Альсабенера японер. GameObject. В уроке рассматривается пример с доступом к компоненту Image. Прикрепленно к тому же... Это было долго, да? Важно, getComponent достаточно медленная операция, рекомендуется избегать его часто использования. Например, в апдейт, если к какому-то компоненту нужно обращаться часто. Хорошая практика один раз получить его, getComponent, например, в старт, и сохранять в переменную. Такой прием называется кешированием. Ага. Окей, ладно. Так, комментарии о терминологии. В этом уроке снова видны разные подходы лекторов к терминологии и устоям именований. В частности, функция более общий термин, метод более узкий из объектно-ориентированного программирования, означающий функцию, принадлежащую объекту. На практике многие программисты не делают между ними различий. Окей. Ну... Он. Так, но это все, конечно, замечательно, но немного не то чтобы не то. Я хотел взять ассеты. 27 минут он будет сейчас мне тут рассказывать, я херею. Это много. Так. Просто эти 27 минут растянутся на час или типа того. Так. Ну, хз. Как будто бы и надо... Как будто бы и надо сразу найти какие-то картинки. Но в то же время как будто бы и нет. Может быть, в Asset Story мы сейчас что-нибудь быстренько найдем. Ну, я думаю, так и надо поступить.
Top selling assets. Pro камера 2D, Definitive 2D, 2D камера плагин for Unity. M-Farm RPG Assets Pack. Но вот это как будто было прикольно, конечно. Пиксель эффекты. Но мы берем что-нибудь по... Так, 2D. Free. Ага. Это такая тема, да? Ну, давайте просто введу в Village 2D бесплатно. Так. Classic Legacy Pack Village 2D Hand Painted. Прикольненько. Pixel Art Platformer Village. Довольно популярный, кстати. Да, симпатично. Ля, какие открываются вообще. Да, игра сделана из ассетов. Так. Прикольная так-то тема. Интересно, сколько он зарабатывает, ну, на таких приколдесах. Открыть приложение Unity Editor. Так. Давайте теперь Village UI. Ага, тут у нас теперь... Так, UI просто... да. Ну не toolkit, ну просто UI, да. Так, мобилки. Не, ну серьезно, чё не могут оставить просто ссылки на эти ассеты? В чем проблема? Нет, надо потратить время на поиски. Ну что-то вот на такое вот надо бы, что ближе похоже на... Давай-ка попробуем ввести не просто UI, а, не знаю, Village UI. Такое вообще есть? Странный запрос на самом деле. Ага. И чё, реально типа есть Village UI, но только RPG. Типа background, pixel. Ага. Не. Так, давай-ка
Не Village UI. Да, реально RPG UI. Там должно быть много иконок. Интересно. Здорово, Nano Z. Игру делать будешь? При фри ассетах фиг найдешь. Я пробовал хоррор сделать из говна и палок, вышло не очень. С бесплатных ассетов прибыль приходит автору. Скорее всего, с бесплатных ассетов не то, что прибыль приходит автору, он, скорее всего, зарабатывает на этом какую-то посещаемость своего профиля, что в дальнейшем его обогатит, так как он сделает платные ассеты и как бы больше людей будут видеть его платные ассеты и покупать их, я думаю. Ну, как-то так, я думаю, работает по большей части. Вот, ну, hand patent. Вот это вот возьму, по-моему. Ну, у меня тут чисто... Как его? Вот по учебному курсу нужно сделать игру. И мне на самом деле, ну, не то чтобы насрать на качество будет, но я вот хотя бы вот приблизительно какой-то вот по общей теме вещи найти хочу. Поэтому сейчас вот сижу, заморачиваюсь с этими ассетами. Ну вот было бы насрать, я бы просто сейчас, к примеру, взял бы, ну я хз, наверное, это или... Во, вот это, например. Да не, на самом деле вообще еще раньше бы взял что-нибудь. Но это что-то забавное, как будто вот прям РПГ. А, а, ну, да. Привет, Аргрем. Ну реально, просто посещаемость какая-то растет его по профилю и все. А так он автор ассетов чисто бабки получает за счет, ну реально этих платных ассетов. Здорово, Гудзон. Абдулла Воронин, здорово. Какие хорроры будут? Ну... Ща, погоди-ка, я гляну, что у меня там в сундучке, так сказать. Так, роюсь, копаюсь. Не, ну мы на самом деле можем поиграть симулятор квадробера. Так, но это такое чисто по угару хуйня. Ну, думаю, потом. Антология хорроров есть от русских разработчиков. Ее можно заценить. Но я думаю, это будет быстро. Ну, я думаю, короткие такие хоррор-игры поиграем. Какие-нибудь всякие разные интересные. Может, тихое место еще заценим. В общем, инди-хоррор сегодня будет прям нормально. Ну, хотя вот тихое место, Scary Place, он как будто бы на самом деле не то чтобы инди. Он с бюджетом прям. Цау, я 3 скриптонит. Что? Леха 228. Наркоман, что сказать. Нет, чтоб написать чисто по-человечески привет. Все такое. Нет, да он наркоман. Он цау. 3 скриптонит. Антология русского хоррора, на удивление, мне понравилась. Надо будет оценить. Там есть одна игра, очень мне интересная. I'm Not the Human называется. Вот он довольно-таки любопытный. Вчера читал, смотрел, как хейтит Dragon Age. Напихали туда необычных, небинарных перцов. А Dragon Age не твоя, да? Ну, как бы... Да...
Ну реально, мне очень трудно вникнуть в историю фэнтези игры какой-нибудь. Я вообще сеттинг, концепцию сеттинг фэнтези игр вообще не очень. А, ну кстати, да, был мультфильм. Да, там сериал был. Антология русского хоррора, да, была, кстати. Там графоний норм. А тогда диалоги пустые. Не, ну, не то чтобы... Мне ну, вообще вот эта вот концепция магии, типа палок этих волшебных, чувачков с этими вот, блять, типа вот, с мечами и доспехами, которые бегают, там кого-то убивают, крошат. Вот это вот мне не особо нравится. Но она мне начинает казаться реально тупой вообще. Безумно тупой. Лучше уж фантастика. Ну, что-то такое. Не то чтобы именно фантастика, а что-то, что вот поближе к реалиям, более-менее. Ну, хотя бы то, что теоретически может быть возможно в будущем. Ну, как бы, да, типа. Ну, что-то, что вот такое, ну, хоть как-то ближе к тебе, по духу и так далее. Ведьмак вот норм. Ну, к Ведьмаку такое, блин, на самом деле особое отношение. Особое отношение, так как Ведьмак, он считает, ну, во-первых, вообще, если брать из глубины, то он же это... Протяжении всей моей жизни практически существовал. Ну, как бы, молодости он... Первый Ведьмак там выходил, второй, я даже как-то пробовал трогать, там и так далее. Потом вот выходит третий Ведьмак, а он такой весь озвученный, такой атмосферный, такой прям как будто бы, ну, не знаю, близкий по духу, что ли, вот именно русского менталитета, что ли, такое. Очень близкое по духу, поэтому она кажется таким довольно-таки прикольным. То есть, пускай там и есть магия, там монстры и тому прочее, но, блин, прикольно даже как-то, на самом деле. Она вот именно этим притягивает тем, что ты как будто бы где-то в русской глубинке прошлого там что-то бегаешь, рубишь утопцев и всякое такое. Она как-то прям попала в аудиторию русскоязычную. Очень хорошо. В Dragon Age диалог есть на пару минут, где объясняется, как важно называть небинарных они и оно, бля. Так, мне просто интересно. Как дела у этой игры вообще? Вот, вот, вот. Давай. BioWare. В основном положительное. Положительный, говоришь? «15 часов уже чел провел. Игра настолько плохая, что я из-за нее сегодня спал 2 часа. В отличие от некоторых индивидуумов, которые покупали игру и через полчаса делали возврат, даже не представляю себе, как у них так быстро получилось пройти пролог. Он же обучающая миссия. И действительно понять, что игра плохая. Все очень просто. Для этого достаточно идти на поводу у трэш-блогеров, которые обиделись, что им не досталась прелизная версия игры. И они решили вылить всю свою боль в экспертных обзорах. Впрочем, самое забавное, что все они под копирку повторяют и показывают одни и те же элементы игры и диалоги, как игровые журналисты, которые делали обратные, которые эти блогеры обвиняли. Двойные стандарты, которых предпочитают молчать. В игре действительно не все так хорошо, но это уж точно не повестка, которой в других играх эти же люди стараются не замечать, но об этом чуть позже. Разработчики решили угодить всем, но так не бывает, как говорится. Если каждому давать
поломается кровать. Это вышло с Вейлгвард, которая вышла слегка поломанной. Основные претензии были, как ни странно, не к повестке, а к открытому миру и и разработчики сделали его наподобие Origins. Ограниченные локации с возможностью исследований, также к заданием «Пойди собери 20 ушей мертвого осла». Теперь игра стала более сюжетно ориентированной. Прислушались к фанатам и добавили спутники нитку Хардинг. За эту рыжую бестию им отдельное спасибо. И многое другое. Но в погоне за тем, чтобы угодить всем, они потеряли себя. Игру значительно упростили и сделали более доступной для этих самых всех. Но вы не увидите больше крови, грязи, кишки. То, что было в основной. Фишки всей серии. Мрачная депрессивная фэнтези осталась в прошлом. Теперь это просто героическая фэнтези. Бля, окей. Где мы идем? Дать по рогам любому, кто встанет у нас на пути. А игра-то соевая стала, походу, да? Лично мои претензии — это рваная анимация, которая вызывает настоящий дискомфорт. Достаточно побегать персонажем по кругу, как глаза бросаются резкие ускоренные скачки анимации и общая тяжесть персонажа, который как будто прилипает к земле во время движения. Упрощенная боевая система. Если в Inquisition было 8 слотов под навыки, то теперь всего 4. Да и вообще игра перестала быть по-настоящему партийной RPG. Теперь это просто зрелищный экшен RPG. Скорее даже просто экшен наподобие Mass Effect. Теперь вообще не имеет значения, какой класс вы выберете. Танковать все равно придется вам лично. Интеллект у монстров, как недавно вышедший Space Marine 2, где любой монстр, завидев вас, забивает о существовании ваших напарников и, сломя голову, несется к вам всей толпой. В целом, это не мешает наслаждаться действительно красивой, эпичной игрой, но оставляет осадочек. А теперь вернемся к нашим баранам, которые увидели запредельный уровень повестки в игре. Ребята, вы не пробовали поставить модификацию для Baldur's Gate 3, которая делает всех алфавитных персонажей натуралами? Так вот, у меня челюсть отпала, когда я увидел их количество. Во всех 4 частях Dragon Age не наберется столько. Вам не понравился редактор Veilguard, которому, к слову, я посидел 2,5 часа и не увидел ничего криминального? Шрама, удаления груди. Серьезно? Да там десятки шрамов на лице и теле, но прицепились именно к этим. А мужики с вагиной и женщины с пенисом вас не смущают в редакторе Baldur's Gate 3? Это другое. Вы говорите, Dragon Age Origins — это канон. Там нет повестки, как в Veilguard. Так говорят либо те, кто вообще не знает о вселенной Dragon Age, или ничего, либо просто хайпажоры, которые пришли покричать в толпе. Ты посмотри, Сайда, что ли? Убай Сайда, да. Джулур убай Сайда, да. Джулур на халамар я пон. Которые пришли покричать в толпе. Чё? Вот так. Чё? Играть в кино. Играть в кино. Вот так. Апу. Шумбин играть. Это то Саян посмотри. Сайбатыры. Ой, ой, ой. Ты туда гынны. То Саян. Сайбатыр нельзя. Косметик. Уйханды. Ух ты. Убай сайым, махкимидан сайым. Бәгән көмескүр булыхны хая, илетин кихини. Көмескүргә хаялар. Мәнә ник хайбаттыр? Бабытлы. О, ты посмотри. Да папа кehirbat. Папа kehirbat. Просто saya марида. Потом Марухан кehirah jadi.
И ты где? Меня не гаматтар. Так нельзя. Косматый. Не гаматтар просто. Папа кырбат. Битте. Папа кырбат. Просто ник сайма меня. Тох надо наехать. Он не аргументында. А чё он? Он не уйдет, да и так. Мутик куранда. А чё он? Он не баранда. А чё он? Посмотри. Bitti. Saymakından. Ай, господи, что там? Лучший РПГ в мире обсуждать. Здорово, Дима. Так, соевая, да, народ жалуется, что из темной фэнтези сделали Шрека. А, серьезно, Шрек прям. Так, хорошо, что там? Открою секрет тем, кто не в теме. Вселенную Dragon Age придумали открытый Гейдер. У него даже фамилия Гейдер. И она всегда была рупором повестки. Нравится вам это или нет? Любите Dragon Age Origins? Любите все, что к нему прилагается? Или это снова другое? Не верьте никому и пробуйте сами. Вам голова дана не только для того, чтобы в нее есть и слушать чужие рекомендации. Пробуйте сами, учитесь мыслить объективно. Игра, конечно, не шедевр, но однозначно стоит внимания. Ну, смотрите-ка, люди вот прям ему шута поставили. Ну да, ну давай поставим ему крайне полезно. А что крайне полезно где? 300. Да. Пока что после первых 4 часов игра супер фэнтезийна, супер красиво, супер весело, просто зашибись. Что будет дальше, посмотрим. Перс Беломорск. Вот именно только 22 шута, типа где-то вот 22 челика какие-то. 23. По течению почти 4 часов играется лучше, чем было. Польта на нее говна, локация моя почти. Даже пошли флешбеки из БГ-3 в локации деревни со скверной. Играем дальше. Отмечу нормальный редактор персонажа, конечно, не такой, как Dragon Age. Dragon Dome, но эти ползунки с пресветами лиц дают широкие настройки. Неоднозначно, да, как-то. Ну, хз, вот прям на накрутку очень не похоже. Чтобы... Ну, вот 4 часа и 3, ну... Он так-то до сих пор играет, а 11 часов уже прошло. Этот чел на момент написания в 11 было, сейчас 15. — 11. 17. Может, действительно как-то вот полная херня эти все обзоры. Там действительно, скорее всего... Но много смысла вот в этом тексте, как по мне. Я вот насчет этого, кстати, не знал, что вообще конкретно создатель вселенной Dragon Age вообще конкретно открыто гей, и он там толкает такую тему. Не то чтобы толкает, но я как-то вообще, по сути, даже не замечал, когда я проходил остальные Dragon Age, эти темы. На самом-то деле. Я это вообще впервые слышу. Но я не поклонник Dragon Age, но когда хорошие серии нахер посылают, это грустно. РПГ так и мало выходит. А если выходят, то вот такие.
Че из недавнего РПГ было хорошее? Baldur's Gate и все. Я вчера вечером Дзен познал в RPC на году. Там из коробки даже JSON RPC можно подправлять любой сервер, который может в RPC из них подключить. Чем больше узнаю, тем больше мне нравится сетевой код годошный. Когда шифровать можно будет скомпилированный билд, будет конфетка. Так. Попробовать стоит. Это не та, да, которую мы любили в первой части, но плюс у нее есть отличная идея с небольшими локациями. Третья часть не очень зашла как раз из-за якобы открытого мира бесконечного гринда. Боевая система здесь, с одной стороны, проще всего, на несколько умений на персонажа. Блин, вот знаете, на фоне этого всего, что происходит с Dragon Age, имело бы большой смысл заводить марафон Dragon Age. По факту. На самом деле. Чисто ради того, чтобы, типа, знаете, взглянуть на предыдущие части, в какую сторону шло развитие, где они оступались и там прочее. И, соответственно, потом в конце концов подойти вот к четвертой части, вот именно к этой, к Велгварду, и увидеть, что, где и так далее. Может, действительно, с самой первой части, и вообще постепенно там была такая тема, что было много такого. Блин, ну на самом деле BioWare это BioWare. Я хз. В BioWare там реально вот, гейских таких тем и небинарных типа вещей. Ну, небинарных вообще по сути не было. Были только гейские и лесбийские темы. Чисто вот эти вот темы были. И как бы, все это воспринималось чистым рофлом, на самом деле, я помню. Я в Mass Effect вообще там разишем играл, был жестким. Типа, в какой-то момент я поэкспериментировал. В третьем Mass Effect или во втором, я точно не помню. Но BioWare это BioWare, действительно. Там такого сплошь и рядом всегда было. То есть с самого начала. Так что вот эта вот тема с тем, что типа повестка, как будто бы да, действительно, типа вдруг у нас тут типа другое, так сказать. То было раньше, а сейчас это сейчас, типа. И сейчас это вот клеймится повесткой, а раньше это было, так сказать, другим. То есть раньше это был рофл. Ну, такое на самом деле тоже. Если уж брать доебы и занижать оценки к игре, которую, разрабатывали люди, прям, прикладывали к нему прям старания и какие-то человека часы тратили огромные, то уж давайте по справедливости как-то оценивать игры, а не вот так вот. Повестка и нахуй дропай. Такое себе на самом деле. Реально. На пиратском диске. Ну, я думаю, тогда все так покупали. У меня, помнится, был одноклассник один, который, очень любил говорить о том, что слышь, это оригинал, нахуй. Я купил лицензионный диск. Капец, он флексил этими лицензионными дисками. Он еще прям любил приносить его в школу и хвастаться им, типа, зырьте, ребята. Видите эту надпись? Лицензионная. Там оригинал было написано. Еще угарная херня. Ну, всю эту ебанистику очень сильно, как бы это сказать,
Ну, в этом во всем по большей части Sweet Baby Incorporated очень сильно виновата. По факту. Очень сильно в этом виноваты. Они просто как бы стали теми людьми, которые дико пернули, обосравшись в темной комнате. И на них фонариком, так сказать, направили. И благодаря этому как бы они осветили не только то, что они сами вот такие обосравшись, а то, что вообще в принципе везде и всюду встречается вот такая вот типа вонючая хуйня, как именно вот это вот типа, ну, повестки. И откуда типа растут ноги у всего этого, ну, стало понятно как бы. И поэтому, да, сейчас это остро негативно стало восприниматься. А раньше, во времена еще первых Mass Effect'ов, это, ну, вообще было всем похуй на это все. И реально это все как бы воспринималось очень урофильной теме, скорее, типа. Всем реально было, типа, по угару, типа, пойти трахнуть, типа, какого-нибудь мужика, типа. Вот это вот была, типа, реально такая тема. Когда маркетинг игры был, типа, дали поиграть такие проверенным обзорщикам и ЛГБТ-персонам, чтобы он Байвер говорит, ну, в каждом обзоре очень хвалят, акцентируют. Ну да, еще вот эти вот ребята тоже виноваты, которые продажные, ну, игражуры, в общем, хуевые. Они тоже сильно виноваты во всем этом говне. Очень сильно тоже виноваты. Gender identity options. Oh my, uh-oh, here we go. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of the hero. Блять, он прям себя создал. Заебал. Ё-моё. Так, Who ну-ка. can get it done. Establishes transgender identity and unlocks new dialogue options in future conversations. I love who I am. It feels good to see the real me. Should I do it? I mean, every single option makes me transgender. There's no option not to be transgender. It says makes me trans. This one does, and this one. I don't know why I have to be trans, guys. I can't. Guys. I don't know what to do. Forced transgender. This is what Donald Trump was talking about. I'm getting there. It feels good to see the real me. It took a while for me to figure out why the face staring back from the mirror felt wrong. But once I was able to be honest with myself, it was a relief to figure out I was trans. And it's worth it to look in the mirror today and see the man I am staring back. Can I do it again? Oh, well. Хотел бы я сказать, чтобы я кинул туда коктейль Молотовым, но меня неправильно поймут. Коктейль Молотова имеется в виду, типа, знаете, я бы им подал алкогольные напитки классные. Зажигательные такие классные, прикольные. There have been a lot of people that have given extremely positive and favorable reviews to a game that has received a tremendous amount of criticism. Dragon Age: The Veilguard is Так, Checkpoint Gaming. Ага. a triumphant return to form. Without a doubt, a return to form for BioWare. Return to form. Ну, то есть тут одно это выражение у всех встречается, да? Return to form! Return to form! Return to form! Dragon Age: The Veilguard review. Ну, So,
There's a reason YouTube got rid of dislikes. What is the dislikes be? 40K? Holy shit! I clicked on the video merely for the comment section. If you ever feel useless, remember that this channel exists. This isn't a review, it's sponsored content. Todd, that's fucked up. Todd lied better. Ну да, тот умеет врать, блять. Вот в этом плане ему стоит отдать должное. У этого ублюдка харизма прям ебашит, я ебал. Он врет так, что просто охуеть можно. То есть, эта сука настолько хорошо врет, что во время презентации Старфилда я, бля, поверил нахуй. Я ждал Старфилд. Какая же мразь. Он реально, он очень харизматичный сукин сын. И вот это вот ему нельзя, ну как... Это вот у него точно врожденное прям есть. Точно. Fine talking about dragons boring. What? How? Who doesn't like dragons? You're not ready? I'm not ready either. Let's watch it. Pounding that snake's nose. She's still holding the ruby in her other hand. Maker's panties. I was so proud. Oh, Ah, shit. They're still holding it. Sorry. well, what are you doing? Pulling a bar. Бинарная хуйня. Okay. Bad blood among your crews, not Серьезно good for начала morale, but there's not always time for делать big, drawn-out отжимания из-за того, что она apologies. неправильно So, when one of us screws up and we know we've screwed up, we don't проанонсила. pretend to put it right. Pulling a I will say that looking at her, she's still hot. Now, like the narrative and like her doing push-ups because she she used the wrong pronouns. Yeah, it's really stupid. They did nerf her boobs. I think they did. Any reason you can't just apologize? Ну Sometimes да, people say, сиськи oops, sorry, занерфленные. and hope that fixes it. But they just want to get the whole thing over with. But pulling a bath, you sweat a little. Makes you think about it a little more. Shows the other person you mean it. What if they mean it when they say they're sorry, though? And that's the other reason. Some people mess up and get all dramatic. They make it about them. Oh, I didn't mean it right. I'd never do that on purpose. They feel so bad about it that it's on everyone else to smooth it over and make them feel better. Oh, okay. Yes, some people might do that. Pulling a bath puts it on the person who screwed up. They made the mess, they fix it, done. I cannot wait for tomorrow. Tomorrow is going to be such a good day for me. I'm going to wake up early. What's this dialogue? It's not dialogue, it's a sermon. Окей. Ну это крайне, да. Ну, короче, я вижу в этом теперь, несколько смыслов. Короче, смотрите. Короче, тут штука в чем? Как бы и вот эти ребята правы. Ну и теперь вот эти ребята тоже кажутся мне правыми в том плане, что они бойкотируют подобные игры, потому что, как бы с этим дерьмом надо как-то бороться, это точно. Ну, то есть, пиздец же какой-то, с одной стороны, да. Ну, то есть, я в свое время, когда был подростком, когда играл в всякие разные игры, типа RPG Толка, там те же Dragon Age, к примеру, или там, Mass Effect, те же самые, я ни в коем случае не чувствовал, что, где-то идет обработка моего мозга, так сказать, что мне капают на мозг. Там таких я диалогов нихуя не встречал, вот на минутку, блядь, я вообще не встречал подобных диалогов. То есть, тут буквально, сука, учат, типа, понимаешь, тут учат игрока, как как быть небинарной личностью, какие у него привилегии появляются, типа, к ним особое отношение, так сказать. И тут у нас одна героиня из-за того, что неправильно проанонсила, она такая начинает качать. Типа, блядь, я охуею, я не знаю, блядь. Это пиздец какой-то, если честно. И то, что там было в первом видео, где Асмонголд такой, типа, подошел к этому, что-то, к какому-то зеркалу, и вдруг там просто 3 варианта, он транс, и один
вариант пойти назад и отказаться быть трансом, как будто бы. Ну, то есть, охереть же можно, типа. Если бы я в Mass Effect вдруг, типа, подошел бы к какому-то предмету, и тот, типа... Хоско. Попутер Хогар. И типа там вдруг какой-то такой предмет сказал бы то, что вдруг вы осознаете, что вы гей, типа, я бы охуел реально, типа, ну это пиздец какой-то. Там я вот, блядь, не встречал подобного. А тут реально промывка мозга идет какая-то. Просто тебя обучают быть каким-то таким, понимаешь? Ну это пиздос какой-то. Так что, да, как бы, блядь, это нихуя неправильно. Я уже вижу в этом дохуя смысла. Так что, увы, блядь, увы, надо такую игру бойкотировать. Как бы хорошо ни игру не сделали, там действительно, походу, очень красиво и там прочее и так далее. Ну, мама куда-то же ложила. Там где столик Хоско. Столик Хоско. Может быть, еще где-то есть. Когда? Да вот же. Бо. Чайна. Спасибо, собачка, за фоллоу, подписку на ВК. При всем подобном люди разделяют в целом вот ЛГБТ-персонам, ну и пофиг твое дело, кто-то с кем и куда. Но вот повестка, вот это вот анального все в щели, и все ненавидят просто. Навязывают уже реально. Но было бы у меня играть за небинарное меню. Ну ок, нет вопросов, но кому надо, да. Ну ты прикинь, короче, я не думаю, что Асманголд выбрал, типа, быть небинарным челиком, но он, когда, видимо, подошел к зеркалу, там как-то строится диалог таким образом, что ты приходишь к такому выводу, что ты транс. Ну это как-то жестко, блядь. Что-то вообще не прикольно, я вам скажу. Так что, да, тут надо бить тревогу, как я считаю. Ну, разработчики сами виноваты. Если эта игра утонет конкретно прям в негативных отзывах именно по причине того, что они учат быть небинарными, трансами, геями, лесбиянками, это да. По этой причине стоит это делать. Разрабы сами решили пойти по этому пути. А те, кто их, ну, дефуют по причине того, что, ну, бля, вы заебали, типа, довольно-таки неплохо, все играется хорошо и тому прочее. Но они как бы не видят вглубь, куда это все идет. Да, действительно, то, что было вот в Mass Effect, Baldur's Gate и тому прочее, вот там никто тебя не учит быть небинарным, никто тебя не учит, как говорить, тебя никто не учит. Никто не осуждает, прежде всего, что ты, например, не ответил взаимностью какому-нибудь, блядь, персонажу, который пытается тебя выебать, нахуй, в лагере. А там таких много, нахуй. Типа, каждая сука пытается тебе присунуть, я вам скажу. Кроме медведя, там, блядь, волшебники и прочие уебки, нахуй, хотят тебя трахнуть. Вот в натуре каждый чел хочет тебя трахнуть. Но ты им отказываешь, и это, ну, нормально совершенно, блядь. Это пиздец. Хотя, если так подумать, там такого слишком много есть, чё. В какой-то мере там тоже там такая хуйня, бля, прям. Ну, я чисто по угару помню этот. Ну, Baldur's Gate точно детям давать играть нельзя никак, ни в коем случае. Короче, вот есть несколько игр, которые вообще никак нельзя давать играм. Ну, точнее, детям играть это прямо вот прям никак. Да. Вот прям такое. Я вспомнил сцену с Элитидом, где он такой типа говорит:
Нет, там просто диалог можно было выстроить так, что ты трахаешь или Тида, короче. И это очень забавная хуйня была. Вообще, такой бред может там сотворить. Вообще безумный нахуй. И все же, вот все-таки вот как-то в Baldur's Gate сохраняется вот эта вот тема именно то, что это рафляная тема, но в то же время там слишком много вот этих вот приставаний от этих других чувачков, поэтому в памяти все кажется не таким уж ну, неоднозначным. Да. Ну а конкретно про те старые игры, ну, там как бы конкретно, да. Мнение остается неизменным вообще конкретно. То, что вот было тогда. Там это действительно вообще никак тебя ни к чему не принуждают. Просто у тебя есть выбор. Всунуть в очко или дать очко быть просунутым. Там нет акцента на повестке, там хорни и все, да, и ржачно. Да, ну там такое, да, да. А тут прям что-то, прям караул. Угу. Да, все. Теперь мне все стало ясно. Спасибо за видосики. Пиздец. Вот эти часы. И поменяю source image. Сразу остановлюсь на таком моменте, что при изменении размеров Unity автоматически скейлит с размытием. То есть можно видеть, что каждый пиксель, он становится вот таким вот. Так, ну. Давайте-ка мы... Двинемся дальше. Я занимался поисками, ёпта, ассетиков. Работаем. Да, работаем. Что бы такого взять? Вот именно чтоб UI прям Character Portrait Free. Вот делать какую-нибудь мобильную каловую игру, вот тут прям вообще этого навалом. Бери, ну вот бери и делай прям вообще. Капец, тут много РПГ каких-то штук. Какая-то рейтинговая херня. Так, ладно, что-то я отвлекаюсь. Ну, мне нужен не РПГ. Да, короче, просто UI поищу. Что-то для меню такое нужно. Simple UI Elements. Давай посмотрим. Да, это вообще жестко. Чё? Мефедрон. А, Mad Fire On. Мефедрон. Ну вот, допустим, он типа вкинул вот это вот мефедрон, а у него все сеты бесплатные. А толку так делать? А, чтобы все перешли на его сайт с играми. У него прям есть игры. Mefedron Games. Завтракаем. Сегодня рабочий день, да. А, сегодня же суббота, блядь. Почему ты говоришь рабочий день? Охуеть, я в момент подумал, что сегодня понедельник, ебать. Я такой, типа, чё нахуй? Как-то на момент отпал из этой реальности. Прям что-то подумал, что-то не то. Где-то меня наебывают. Официально рабочие перенесенные. Ну да, я слышал об этом. Так реально рабочие. Сегодня вся Россия работает. А. Ну такие я работаю.
получается. Все работаем. Получается так, да. Я с вами, братья. Steampunk UI. Хуета, наверное. Посмотрим. Что-то я начинаю жестко отвлекаться. В плане того, что я просто уже начинаю бродить по Asset Store, смотреть на бесплатные ассеты. Вообще, какого рода тут что есть вообще. Ну, довольно-таки залипательная тема. Ну, так простенько. Прикольненько. Ну, что меня прикалывает в том, что можно взять эти ассеты и просто поменять их как ты хочешь. Цвета и там прочее, чисто. То, что текстом и цифрами, это полное говно, конечно. А так вот что-то вот из этих вот вектор перевести и забрать можно было бы, да. Довольно-таки неплохие вещи там как будто бы есть. Мажавил, здорово. Есть телеграм-канал с пиратскими ассетами, слитами, и если нужно, могу кинуть. Давай, давай, давай. Мне просто для учебного курса нужно. Просто вот ребята из Skillbox что-то вообще ни в коем случае не дали мне ссылку на ассеты, поэтому, блять, я сижу сейчас трачу время, чтобы поискать, ебать. Кстати, нахуй. Полное говно. Содержание. Добавить. Так. Где ссылка на ассеты? Приходится временно их поиски. И все. Сбил тебя с ритма видосами. Но, блять. Я болею, потом в понедельник за справку, потом еще выходной. А ты им писал, что не дали ассет? Ну, вот только что написал. Фу нахуй. Я имею в виду фу нахуй, что они сидят без коктейля Молотова. Так. Закиля Марс. Download now free. Gentle Land. Ну, кстати, да, он такой. У него есть реальные игры какие-то. Application, которые не кликабельные, кстати. Странно.
Это настораживает. Так. Я же добавил его в ассет свои, да? Так, открыть в Unity давайте. Steampunk UI. 20 кнопок. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну... Ладно, давайте по старинке я лучше это сделаю. Я просто сейчас вдруг подумал, что это размер моего проекта ебать как увеличит. И он опять станет типа чуть ли не гигабайтом. Ну 800 мегабайт точно, наверное, где-то будет. Поэтому нахуй надо. Я просто посмотрю здесь, что тут есть. Там, что там. Какая-то круглая хуйня. Часы. Еще какая-то круглая хуйня. Тут... Ну разве что один какой-то спрайт есть. Armor bar. Health dot. Хорошо. Ну давайте. Короче, просто по стариночке идем на Google's. И... Не, хотя давай Яндекс. Яндекс как-то вот в плане поиска картин как будто бы чуть получше, что ли. Именно... Фото, блять, векторных картинок. Ну, типа того, да. Так, клок. Welcome. Можавиль, спасибо за фоллоу. Здорово, Rebel. Ну, что-нибудь. Около простенькое. Ну вот, как будто бы... Ладно, вот это я попробую подметить себе. Так, что там еще есть? Dot 2. Какая-то херня. Так, ладно, а что если я поищу что-то вот по цвету похожий на это, цвет такой. Ну, кстати. Только не градиент, я думаю. Dot. А в чем, почему именно такие точки? Вот интересно, для каких целей они нужны, интересно. А знаете что? Вот мозга ебать себе не буду, и вам тоже. Покажу, как надо это делать. Просто берем вот так вот. Да. Ну, есть вариант такой, что я просто беру и ищу его вот таким образом. Это раз. А также могу просто пойти сюда. Если я и нужен. Так.
Скайбоксы. Ага. Окей, понял. Тут души, все, спасибо. Сохранил. Но тут, я думаю, мы в рамках нашего обучения сделаем вот так просто. Сами все сделаем. Сегодня не работаешь? Я человек безработный. Но вот видишь, хочу, чтобы деньги приносили, точнее, приходили от игр всяких. Поэтому вот иду по пути гейм дизайнера, соло-разработчика и все в таком духе. Поэтому сижу, учусь по скиллбоксу. А короля вечеринок сделал, не? Да, сделал. FreePix сайт всегда им пользуюсь. Пон. Я в Дискорде добавил новый раздел. Типа мои игры там. Вот, мои игры. Вот, Король вечеринок, Дедушка Космос. Просто. Покеш. Я его даже билд захерачил. Заодно я знакомился, как билд работает на Unity. Вот, даже иконку поставил. Ща, подождите. Сколько весит? 88 мегабайт. Или около того. 84. А если проиграть, то... Ну, если время закончится, то ты проиграл. Шейд хороший. Да. Удачный. Знал бы ты, как я ебался с этой хуетой долго. Я в себе все мозги выебал, как добавить кириллицу на эту Unity. Вообще охуеть. Да. Вообще, чтобы сделать эту игру более играбельным, можно было бы заморочиться и добавить random count. Что по сути легко сделать, как будто бы. Короче, чтобы не одна цифра всегда была, а она варьировалась от 1 до 10. И тебе нужно было бы ебаться с тем, чтобы добавить, сделать так, чтобы... Но я просто побоялся, что игра не будет проходимой именно с этими значениями. Тогда и значения эти надо будет менять как-то. Ну, в общем, такая довольно-таки... Ну, сделать какую-то фиксированную головоломку для какой-нибудь игры survival horror жанра или что-нибудь типа такого. Типа просто промежуточный какой-то маленький головоломку всунуть. Типа, чтобы ты получил какой-то ключ или что-то в этом роде, то норм. Инклюзивности.
тир какой-нибудь для тупых. Да, на самом деле эта игра мега простая. Просто я вдруг понял, что знаешь, как можно сделать. Я вдруг осознал, что просто можно взять и въебываешь это на максимум, потом это въебываешь до 5, и тут въебываешь до 5. Все, победил. АВД, спасибо за подписку на ВК. Ну, то есть это прям как какая-то фиксированная головоломка для какой-нибудь... Внутри какой-нибудь игры, то норм. Хорошая тема. У тебя какой план? С основным Unity научиться и куда-нибудь женому пойти или свою игру выкладывать в Steam? Свою игру в Steam? Да. Хочу жестко выебнуться. Максимально. Не знаю. Первым проектом, по сути, надо бы делать хоррор какой-нибудь, может быть. Скорее всего. Хочется именно прокачаться по навыкам создания атмосферы, саунд-дизайна, нарратива. Вот все эти очень важные штуки. Они вот, да. А потом уже, имея то, что имею, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну вот в плане именно хоррора, вот тоже как-то хочется что-то иное сделать. Не просто ходить, бродить, и ты пугаешь от скримаков, а что-нибудь такое, что просто может запомниться. Надо что-то, что прям у тебя в голове засядет. Я, кстати, знаете, что заметил за собой? Что когда я ложусь спать, и мне холодно, мне всегда кошмары снятся. Я просто вдруг осознал, что 2 дня назад, что я могу это использовать. Могу просто тупо лечь без одеяла и охуевать от холода в какое-то время и ловить кошмары, чтобы потом их записывать. Что там было и там прочее, и почему это вызывало мне дискомфорт и так далее. Есть интересные моменты, иногда во сне приходят прикольные штуки. Но, блин, надо их записывать сразу. То есть, когда я буду повторять эту тему, надо будет пойти с тетрадью, чтобы зарисовать идею того, что я увидел во сне. Да. Протяжение дня, пока ты не спишь, вынашиваешь какие-то интересные идеи, думаешь об этих вещах или что-то тебя может напугать, а потом во сне у тебя все это скомпилируется и выдаст какую-то картинку, и потом это, да, надо будет записать. Проскивиди туалет и выложить на Яндекс Игры. Сраные скибиди туалеты. Black Uffy. Если делать хоррор-игру какую-нибудь, то надо там задать такой, типа, какой-нибудь геймлуп, который... Короче, надо сделать такую игру, которая не пустит все твои старания на... ну, в помойку, на самотек. Нужно что-то, что будет реграбельным хотя бы на протяжении какого-то времени. Просто обычно все эти хоррор-игры, они кончаются спустя 2 часа или меньше. Потому что у них какая-то фиксированная история, у них всегда какая-то фиксированная череда действий, маршрут один и тот же, поэтому как бы там все это очень легко и быстро как бы делается и происходит. Можно сделать хоррор-игру на тему, ну как, типа, знаешь, как завлечь? Вот единственное, что пришло в голову, ну, по крайней мере, первое, что пришло в голову, это сделать игру, которая
требует от тебя нескольких прохождений, как Nier Automata, к примеру. То есть ты первый раз игру прошел, игра это фиксирует, и, например, меняется главное меню. Там что-то типа другое. И концовка игры на первом прохождении она будет чем-то таким, типа с открытой концовкой, к примеру. И потом ты такой, что за херня? Просто нажимаешь опять новую игру, и там уже типа оно по-другому начинается. И так несколько раз можно это проделать. Но опять же, это просто по сути... Это долго, короче, такое делать. Второе, на самом деле, более такой умный подход, это какой-то такой интересный геймлуп сделать в игре. Поэтому многие хоррор-игры, по сути, являются симуляторами чего-либо. Типа симулятором охранника, как Five Nights at Freddy's, там, симулятором кассира, или чего-либо там, что часто встречается в всяких разных хоррор-играх. Я слышал, что некоторые инди-разработчики хоррор-игр перешли на Unreal. Ну да, это, ну так. Это нормально. Не знаю даже. А что за поп-киллер? Зачем мне его бить? Это блогер какой-то? Где поп-киллер? Мне сказали, я его должен побить. И иду такой ебить ему просто лицо, потому что он поп-киллер. Блин, игра, сука, корл говна вылетел. Почему? Ладно. Так, погодите-ка. Давайте я кофе-шоп включу. Вот мне огонь, фаер, вот это что-то прям мне особо нравится. Я вчера узнал про одну интересную стратежку в стиле Stronghold. Называется Age of Despair. Очень жду ее. Лежит как инструмент, подбирается под задачу. Ну да. Но, видишь, видимо, многие, типа, авторы хоррор-игр, они просто набили себе руку, и они решили идти по пути красивого визуала, и поэтому перешли на Unreal. То есть добиться красивого визуала в Unreal куда проще, чем на Unity, очевидно. Поэтому они идут туда. Ну, я к тому же, если тебе надо графоуни, иди в Unreal. Ну да. Не, меня не графоуни интересует. Меня интересует реализация механик. А в этом плане Unreal вполне подойдет. Ну, как бы один в один делать такое, конечно, но это еще изменить можно будет. Сок будь тогда. Это утыги? В смысле нет? Пись-то. В смысле пись?
Угу. Наверное, по сути, это как просто иконка, да? Не думаю, что тут стрелка будет реально двигаться. Так. Что у тебя играет лоу? Называется «Приход родственника». Да это кофешоп. Я не знаю, блин, меня остальные звуки начинают раздражать уже. Может быть, сверчки? Ну, то есть огонь я что-то прям уже ставить не хочу. Может, просто тупо музыку поставить. Ну, там авторские права. Ну, это прям на поспать, реально, типа ветерочек. Ну, пока, да, пускай ветер, волны, норм. Я под дождь с Гроховой часто работаю, вообще норм. Ага. Ну, пока пускай так. Может, потом, да, перейду на этот, на Гроху. Поставь амбиент из сталкера. Ну, может, поставлю, да. Ёпта. Значит, баран ремонта. Мне тюгера ремонта. Котенка. Так ты. Ну, второй тебе деньги. Как это? Ол ты. Ну да. Угу. Так. Бум. Даксы. Блин. Да ё-моё. Вот так, да. Крики девственниц варящих в котле хады.
Есть такой интерес. Ну вот. Походу тебе придется это выяснить. Я уверен, что есть почему-то. Чего только не найдешь в ёпты в интернете. Потом будут говорить: этот разработчик во время учебы по созданию игр слышал, точнее слушал эмбиент под названием «Крики девственниц, варящихся в котле ада». Ебанутый просто, ебанутый. Неудивительно, что он решил создать первой игрой хоррор-игру, а потом решил перейти на детские игры по типу Маша и Медведи. Точнее, Маша и Медведь спасают лес. Нету. Блин, печально. Ты теперь дизайнер решил податься? Ну, я и так графический дизайнер. Эх. Ты прям как, не знаю, вечно разочарованный родитель сейчас прозвучал какой-то. Ой, блядь, теперь ты чё, дизайнер, да? Ну, блин, может, наконец на работу устроишься в завод, ну, ёбаный рот. Так. Вот так получше, как будто. Но если прям нужно достоверности еще поближе, ну давай тогда вот так. И вот так. Почему? А, в окружении желтого цвета он прям выглядит чуть-чуть иначе, как будто бы. Так. Ебал дремал. Ну давай похуеваем немного. Там кто-то еще смеется. Там просто чел рыгает в микрофон, что ли? Его друг смеется это. Какая ж хуйня. Нахуй, говорит. Да. Да. А чел, наверное, такой, знаешь, у них какой диалог происходил у этих двоих людей. Один, наверное, такой сказал: блядь, да чего только в интернет, ну, что угодно можно брать просмотры на ютубе, типа такой. Он такой: да ну нахуй, ну серьезно, типа, давай сейчас я вот врыгну в микрофон, обработал его, и мы такие, типа, знаешь, будем сейчас пиздеть, пердеть и смеяться, и закинем это вот просто в обработку, фильтр какой-нибудь, эффект, и ебанем аудио, зациклим эту хуйню, растянем на час и закинем на YouTube, и назовем ее «Звуки из ада». Готово, ёпну. Бля, это ж пиздец какой-то.
Но это не звуки из ада, это просто два рыгающих школьника ёбаных, блядь. Я хуй знаю. Какой же колледж. Алло. Алло. Оу. А. Где? Да где? Скоро это он вообще. Вот это. Ага. Окей. Посмотрим. Под этот звук, знаешь, типа писать сообщение. Может сложиться такое впечатление, что ты типа что-то угрожающее пишешь. Так, ну раз уж такая малафья, то может быть эту тему... Сейчас посмотрим. Ну вот, нормально. Приятно. Хорошо, все. Это говно мы закидываем в ассеты. Так, что еще есть? Что еще есть? Так, еще есть у него Armor Bar и Health Bar. Ага. Еще какая-то бонус БТН и бонус БТН какой-то. А, еще часы 2. Ну, может быть, вторые часы отвечают за то, чтобы... Я даже не знаю. Ну, сейчас проверим. Давай-ка часы номер 2. Как они могут выглядеть? Ну, давай скажем... Просто инверсию цветов ебану.
Погоди-ка, я же могу просто реально инверсию цветов ебануть. Настройки. Так, уравнивание, баланс цветов. Кубизм. Коррекция. На заднем фоне долго с монолитом дерутся. Можно будет как-нибудь устроить марафон Сталкера. Когда выходит Сталкер? Новый. 20 какого-то ноября? Змналит. Змналит. Монолит побеждает. Монолит. На мой ДР. На твой ДР выходит? 20 какого ноября? У меня 1 декабря, если что, день рождения. Тоже очень близко тут. Ровно. 23 ноября. Я не знаю, когда выходит Сталкер, я просто поэтому сижу гадаю. 20 ноября. О, не, а что, вполне реально пройти все Сталкеры. Правда, если я чередую учение и игры, то можно и не успеть на самом деле. Да, я 1 декабря. Я, кстати, не понимаю, вот какая цель у этой иконки. Ну давайте мы сделаем его ненасыщенным. Я думаю, типа время стекло. Я думаю, это так работает. Хорошо. Погнали. Теперь тут у нас Save the Village, ассеты. Создаем папку Image. Images. Внутри. Давайте создадим Icons. И это мы какое выделили? Like a... Clock 1. Ага. Хорошо. И теперь это тупо Clock 2. Dot 1. Dot 2. Nice. Так, дальше идем. Что он еще хочет от меня? Бонус BTN Armor какой-то. Ну, Armor понятно. Так. Давайте сделаем примерно того же размера, что и вся эта канитель. Вот так вот, да? Хорошо. Вот. Сделаем ему гладкие углы по понятным причинам, потому что это смотрится лучше, чем острые углы. И все у нас тут пока что в кругляшках все, поэтому будем делать таким образом. Во. Так, это у нас будет... Ну, хотя не важно, что будет. Потому что они одной формы. Так. Ну, типа. Все. А погоди, а почему это? Что это? А. Угу. Так, вот здесь что там ambient закончился. Ambient.
Так, короче, в Game Sound зайду, в плейлисты. А, тут прям... Слушай, довольно-таки прикольный канал, подписался. Буду здесь, короче, сейчас... Дайте-ка музыку из Disco Elysium послушаем. Проникнемся. Ну да, норм. Тебе-то в кайф ковырять. Ну да, есть такое. Мне в кайф реально ковырять это дерьмо. Угу. Так. Health. Bar icon. Наверное. Не, тут будет правильнее его закинуть не сюда в icons, а UI и health bar element. Да, элемент. Так, armor элемент. Там не очень какая-то бонус говна была, кстати. Совсем забыл об этом. Ладно, вот так вот. Просто закинул. Так, вот тут, наверное... Что там у них бонус? Бонус. А ты математику любишь? Не особо. Но... Я думаю, изучить математику можно будет. Или хотя бы какой-то минимум знать для того, чтобы это мне понадобилось для создания какой-то игры. Я думаю, да. Не понимал математику, пока кодить не начал. После прям начал изучать, особенно линейную алгебру. Это ебаная магия оказалась. Можно очень красиво делать всякие вещи. Я люблю. Ну, то есть полюбил. Математика это как какая-то такая, знаете... некрасивая, может быть, порой странная девушка, но ты решаешь с ней заговорить и чё к чему там и так далее, и вдруг ты понимаешь, что она довольно-таки клевая, да, все у вас с ней может сложиться, и она довольно-таки прекрасные вещи может творить. Да, вот алгебра, она, видимо, такая штука, да, математика. Если любишь, можно специализироваться на написании шейдеров. Потом он достает стропон. Но это же математика. Да, это же математика. Но я люблю ее прикладной плане, когда ты сидишь там с вращением и так далее. Все за тебя, и очень красиво кто-то придумал на квадрионах, и выглядит круто. Гури.
Так, я вдруг подумал, а я могу это сделать? М. В смысле? Гурбангули. Здорово. Чё за хилт? Инжектор зависимости. Вот эти ребята, наверное, шарят. Я, честно сказать, нет. Пиздеть не стану.
Да ёбаный рот. А. Не, погоди, не. А давайте я просто сделаю прозрачнее. Хз, что это вообще? Бонус. Буб. В технопарке Якутия работает над проектом учета домашних оленей с помощью ее. За Kotlin тут вряд ли что расскажешь. Кто расскажет? Kotlin Sharp, да, почти одно и то же. И тоже шеш. Dependency Injection, знаю, что это. Знаю только, что инжектор зависимости за инжектор. Жопа горит в жизни, хуёвый инжектор не видел. Это вроде когда один класс определяет свойства другого, или есть просто. Так. Farmhouse. Farmhouse Алматы. Блин, вот это прям красивый такой. Ладно. Cartoon Farmhouse. Блять. А что если я заморочусь? Как всегда, блядь.
А что, если я опять заморочусь? Фреймворк. Компсовский. Это прям какая-то узконаправленная тема, да? С этим. С Котлином. Кто с ним может работать вообще? Если два этих товарища не знают об этом. Ведущий язык под Android. Понял. Прикольно. Не, я пока вообще жабу не знаю. Хотя у меня есть целая книга. Которая называется JavaScript с нуля. Хотя по картинке как будто бы JavaScript для петухов, но тут написано с нуля. Хотел его изучить, но что-то был занят всякими другими делами. Дон Симпсон. Он меня прям преследует. Ладно, давай-ка уберем картун. Просто Farmhouse Vector. И уберем цвет, любой цвет. Блин, мне этот нравится прям. Говно язык. Действительно для петухов. Да. Это жестко. Да, это жестко. Так, ну давайте-ка прикинем слегка, как это будет выглядеть. Типа, закидываю я такой домик. Солнышко вышло. Солнышко мое, вставай. Ласковый и такой.
Хон. Теперь давайте думать. А мы думаем. Я просто вот чисто теоретически хочу прикинуть, что вот делает этот хер. Вот, видите, у него домик какой? Вот раз, и вдруг вон тут мельница еще какая-то. Блин. Ладно, давайте просто смотреть дальше этот видос, посмотрим. А хотя не, погоди. Он сказал, что добавляет image сюда, да? Я добавляю icon clock. О. Ага. Так, давай-ка мы это сделаем. Угу. Так, мы идем к чему-то. С размытием по краям. Тем не менее, пиксели видно, потому что картинка достаточно... Это... Не размыто? Ну, достаточно, да. Поэтому сразу давайте настроим эту тему. Это даже не здесь, а вот тут. Alpha source, single, mesh type tight. Так, нет. Wrap mode. Point, no filter. Да, нормально. И везде так сделаем. Фильтр ставим. Угу. Просто в дальнейшем, чтобы это четче выглядело, надо просто, ну, с большими размерами закидывать. Можно шрифтом на всех спрайтах менять настройки. Ага, понял, спасибо. Это мне, очевидно, потом понадобится. Так, чуть потише сделаю. Окей. Низкого разрешения. Но, если у вас пиксельная графика в игре, либо на UI, у меня она будет позже, потому что некоторые иконки у меня как раз выполнены в пиксель-арте, вы можете поменять настройки картинки, когда вы выбираете ее не в сцене, а в папке ассетов. У нее тоже есть множество свойств. И здесь есть параметр фильтр мод. И если поставить здесь не B-liner, как по умолчанию, а point, то в скобочках написано сразу... А, ебать, я вообще осознал, что ты сказал. Все, понял. Спасибо. No filter, то есть нет никакого фильтра при изменении размеров изображений. Похожий параметр есть и в фотошопе, когда вы скейлите какую-либо картинку. И вот если что мне надо было сделать? Блять, он мне ассетов не дал, я поэтому их создал. Вот что случилось вообще в принципе. Этот чел, этот скиллбокс, вот что со мной сотворил. Размер изображения, то видно, что пиксели не размываются. То есть картинка остается один в один, все пиксели на месте, не добавляется ничего лишнего. Можно поставить либо трилайнер и сразу увидеть, как она сглаживается, либо билайнер. Визуально это не очень сильно заметно по сравнению с Point No Filter. Верну дефолтное
значение Beeliner. И сразу нажму кнопочку Set Native Size, чтобы моя картинка стала такой, какой она должна быть относительно своих размеров. То есть можно видеть, что image size — это 161 на 162 пикселя. И image стал размером 161 на 162. Поместим эти часы, например, в центр. Итак, менять спрайт встроенными. Inv 114. Inv 114. Я правильно прочитал твой никнейм? Или Invich вообще у тебя никнейм? Так. Спасибо за фоллоу, большое спасибо. Так, вот здесь сразу ставим 1920 на 1080. Окей. Да, правильно. Здравствуй. Так. Нативный сайз. Свойствами баттона вы уже умеете, поэтому давайте напишем теперь свою функцию, которая может не только это, а еще какие-то дополнительные действия, например, подсчитывать количество очков или что-то еще. Всегда удобнее, когда у вас есть собственная функция, которая делает все, что необходимо. Итак, мы создадим свой собственный скрипт, new script, и назовем его image changer. Нажмем Enter, скрипт появляется у нас в ассетах и появляется на объекте image. Щелкнем 2 раза, чтобы открыть Visual Studio. Но мне такая помойка не нужна, поэтому я вручную, не в инспекторе, а здесь в ассетах отдельно создам папку folder, сделаю scripts, здесь, пожалуй, сразу создам скрипт, потому что, или все-таки... Не, ну пока создам. Я, конечно, пока не понимаю, насколько объемный этот проект, в принципе, что тут будет и так далее. Но давайте пока вот просто так сделаем. Так. Image script, да, он сказал? Угу. Заходим. Уровень владения Unity каков у тебя? Маленький. Очень маленький. Маленький настолько, что он соразмерен моему пенису. Настолько он маленький. Типа... Это 6-й день, когда мы изучаем Unity. Меня просто сильно бустанул знание годов. Как бы. Как писюненот. Типа того, да. Алло? Вот. Окей. Посмотрим. Ну а так, если вот зайти в Discord, то вот эту вот игру я вчера сделал, а не позавчера, на Unity. А это вот уже годошная тема, которую я делал за 3 дня. Это так, ну, не то что прям игра играми, это скорее просто результаты освоения в промежутке того или иного времени. А на небе только и разговор, что о писинах. Но музыка задает такое настроение, да, прям как будто бы
прям. Но не удивительно. Это музыка из диска Элизиума. Да. Не удивительно. Studio. И после того, как Visual Studio загрузилась, мы первым делом создадим переменную, которая будет отвечать у нас за тот спрайт, который мы хотим заменить текущий. Это будет публичная переменная, public sprite. И назовем его new sprite. Давайте сразу переименуем лучше. Changer. Все-таки у него есть конкретная такая функция изменять изображение, типа image changer. Что нам нужно сделать дальше, это получить ссылку на тот самый компонент image, который находится на том же объекте, на котором находится наш скрипт. Чтобы это сделать, нам нужно написать функцию getComponent. Прежде чем написать ее, давайте создадим переменную, которая уже будет не публичной, а приватной, чтобы она не торчала наружу, ее не было видно в инспекторе, ее нельзя было случайно изменить. Private image. Image у нас по умолчанию в Visual Studio неизвестен. Можно либо вручную дописать использование библиотеки Unity Engine.ui, либо навести и показать возможное решение, где Visual Studio подскажет, какие решения могут помочь исправить ошибку того, что она не знает, что такое image. И один из вариантов нам подходит, это using Unity Engine.ui. Выбираем его, и автоматически у нас добавляется строчка использования библиотеки. Напишем название нашей переменной. Назову ее просто img, сокращенно от image, без гласных. И в старте нам нужно назначить какое-то значение этой переменной, чтобы она не была пустой. И мы назначим в нее getComponent. В вот таких вот фигурных угловых скобках мы укажем, какой же компонент нам нужно получить с объекта, на котором находится скрипт. И это, конечно же, компонент image. Когда вы вызываете функцию, всегда должны быть круглые скобки. Точка с запятой. Теперь у нас есть переменная img, которая хранит ссылку на наш компонент image. И мы можем делать с ним что-либо, например, менять и sprite, и color, и все что угодно. Давайте же напишем функцию, которая будет это делать. Public void change sprite. Обращаю ваше внимание, что название функции всегда с большой буквы. Как встроенных, которые уже есть в библиотеках Unity, так и тех, которые вы сами создаете. Всегда старайтесь правильно именовать функции и переменные. И дальше мы напишем img. То есть мы переходим внутрь этого класса, внутрь класса image, и у него есть свойство sprite или параметр sprite. И мы можем его поменять, просто написав равно и присвоив ему какое-то другое значение. В данном случае это тип sprite, и мы можем присвоить в параметр sprite только объект такого же типа. И присвоим мы сюда new sprite. Точка с запятой. Сохраним, никаких ошибок нет, перейдем в Unity. Unity немного подумает, и у нас появляется новое публичное поле, new sprite. Мы можем сюда назначить любой спрайт, который захотим, для того, чтобы он изменился при вызове этой функции, которую мы написали. Давайте я добавлю сюда уже другие часы, clock icon, который выглядит вот так. И теперь нам нужно создать в канвасе кнопку. Канвасе. Ладненько. Ну-ка еще раз, что-то там прогнал. Так, публичный new sprite, приватный image. Делает getComponent image конкретно. Потом image sprite, new sprite. Окей. Так, давай попробую по памяти написать. Public image. Так, Unity UI получается. img. Public image. Private
Здесь, по идее, New Sprite должен быть, да? Так, а здесь приват. Он также его имиджем назвал, по-моему. Он тот назвал спрайтом, а этот имиджем. Так, ладно, по памяти такое. Image. Image. Ага. Так, для того, чтобы прописать скрипт, который меняет изображение, для начала мы объявляем публичную публичную переменную типа sprite, new sprite, и также приватный image внутри, называем его image. Далее void start мы задаем image get component image, что нам подсказал Visual Studio. И дальше уже мы прописываем новый метод change sprite, которая будет, скорее всего, вызываться путем нажатия кнопки какой-нибудь, или данная функция будет вызвана тем, что истечет время, к примеру. Так, и здесь мы добавляем этот самый скрипт. Так, добавляем этот скрипт, icons. Вот, все. Сохраним. Никаких ошибок нет. Перейдем в Unity. Unity немного подумает, и у нас появляется новое публичное поле, New Sprite. Мы можем сюда назначить любой спрайт, который захотим, для того, чтобы он изменился при вызове этой функции, которую мы написали. Давайте я добавлю сюда уже другие часы, clock, icon, которые выглядят вот так. И теперь нам нужно создать в канвасе кнопку, уместить ее где-нибудь вот здесь, пониже. Давайте изменю название и напишем здесь поменять спрайт. И теперь мы можем у кнопки в панели onClick добавить событие, выбрать объект, это будет наш image, просто перетаскиваю сюда и выбираю функцию не из тех, которые уже есть, а из скрипта, который я до этого создал. И здесь есть наш метод, наша функция changeSprite. Указываем ее, и она будет вызываться при нажатии на кнопку. Давайте запустим игру и проверим. Так, момент. Подошли к ненавистной мне теме. Хотя не то чтобы ненавистные, скорее просто... которые вызывают у меня не очень приятные воспоминания по добавлению шрифтов теме. Моменте подошли, да, к моменте. Так, что бы добавим? Ну, в принципе, здесь давайте-ка мы просто начнем, скорее всего, с титульного какого-нибудь, типа Save the Village. Так. Ну, этот уже как будто бы окейный. Save the Village тоже такой. Так. Пока архив закину сюда. Это у нас титульный. Ну, кстати, что не так уж и маловажно.
Угу. Ну, нормально смотрится, кстати. Практически. А, все с маленькой у нас написано. Может, все с большой написать? Да, давайте. Почему инсульт? Workshop Brush. Давайте возьмем это. Workshop Brush. Workshop Brush. Так, workshop. Так, workshop brush. Ага. Пойдет сюда. Так, теперь нужно то, что будет мне отвечать за вообще все остальное. Время вышло. Time up, к примеру, и пошли. Что-нибудь такое. Что-то, что будет ближе. Семейку из Dead Space. А, ты про Dead Space, типа. Ну да. Ну, такой прям. Правда, тут что тут вот с этим беда какая-то. Эта запятая просто, блин, в стратосферу улетает. Васек. Ну ёпта, Васек, блядь.
Компота с ситро. Вот это беру. Компотес. Лобстера ебаш. Ну блин. Да не. Все, с этим разобрались. Куда быстрее, чем я думал. Кстати говоря. Ах ты собакина. Так. О, воспользуемся советом очень хорошим. О, блин, кайф. Вот хорошо, что... Да. Спасибо еще раз, спасибо. Это прям... Оно. Так. Собака. У JetBrains есть идеюшка Райдер, но на той неделе стала бесплатной. Для некоммерческого пользования подходит для Unity, Sharp, еще для Godot и для Unreal. JetBrains. Эй, идишка Райдер. Что это такое вообще? Я ни хера не понял. Вот от у JetBrains до Райдера я нихуя не понял. Что это такое? Так, что-то крутое. Это замена Visual Studio, но намного лучше. Специально. Да ты чё? Намного удобнее. Серьезно? Блин, звучит как что-то must-have-ное. Посмотри.
А, подождите, я херню уже делаю. Вот так вот надо было увеличивать. Угу. Ну, как будто бы надо... Подождите, а он как сделал? Отдельно сделал. Русские делают. Так, это русская, по сути, компания. Только как они будут отслеживать, делал ли я игру на бассейне или на райдера. Ну, действительно, вопрос такой. Как они поймут, что это не Microsoft Visual Studio, а что-то другое? Как будто бы мне имеет смысл просто его закинуть вот так вот нахуй и сделать тут вот так вот. А, подожди, кстати, не-не-не, полная херня. Я могу и не так делать, я могу просто вот так вот его сделать, и ничего страшного тоже. Чисто, да, буквально одно и то же. Что-то я намудрил. Все. Так, давайте проверим, насколько длинное тут сообщение может быть. А что так длинно? Поменять. Sprite. Угу. Все. Угу. Допустим. Поменять спрайт. Спрайт поменялся. Причем можно видеть, что, если посмотреть в сцене, что размеры спрайта остались такие же, как были до этого. То есть имидж сам по себе не меняет свои размеры, если не указано иное. Если это не сделать вручную или кодом. Так. Давайте поправим. Ты, кстати, разобрался с Nine Grid для кнопок? Не знаю, что это. Что это такое? Можно в фону в настройках спрайта разметить зону, как он должен расширяться, и расширять спрайт как хочешь. При этом обводка не ломается. 9 Grid это, наверное, обычная фигня для растягивания хорошего от контента. Типа 9 зон. Не, кстати, не пользовался. Но, конечно, полезная тема. Это досадное недоразумение и пофиксим сразу спрайт тоже кодом. Выйду из игры. Кстати, спрайт вернулся назад. И допишу вызов функции setNativeSize. Без каких-либо параметров. Это просто вызов того же метода, который
можно вызвать, нажав вот эту кнопку. И теперь при изменении спрайта у меня будет меняться и размер. 55 на 60, видно, что image size действительно 55 на 60. Таким образом, мы можем накрутить довольно много функционала в одну единственную функцию. Но давайте создадим вторую кнопку. Я нажимаю Ctrl-D, чтобы продублировать первую, и двигаю чуть-чуть ниже. А текст на ней меняю на «поменять цвет» на этот раз. И мы напишем еще одну функцию. В этот раз не change sprite, а change color. Public void change color. О. И здесь мы также... Я, кстати, что-то зевать начал.
Погодите-ка. А я, интересно, могу сделать вот что. Ты чё, ебала нахуй? Так. О. Так, насколько я понимаю, звук тут не ловится, что ли? Я вдруг понял, что надо еду приготовить. Поэтому пойдем готовить. Пойдем готовить. Жены дома нету пока что, поэтому...
У вас звук от телефона вообще идет, нет? Не, понятно.
вот так вот. Сейчас этот лапша сварится и нормально. Я там этот показывал. Нож якутский. Так. Давай, Дима, пока. Печеночка? Нет, это говяжье мясо. Говяжье мясо, которое со вчерашнего утра маринуется в копченой паприке молотой, плюс чесночок с ним был в мариновании и немного соли. Вот. Вот думаю сейчас, может там вообще охуенно будет. Сейчас лапша сварится, туда закину прям в это мясо. Все перемешаю, потом под закрытой крышкой оставлю и пропитается всем этим ароматным вкусом. Думаю, будет окей. Сам не ожидал, что так резко быстро приготовлю еду. Что-то вдруг понял, что надо еду приготовить. С жареными сосисками, блин, кайф. А мазик был? А, погоди, будет ли мазик тогда вопрос? Сейчас же 11:38 у вас. Вот. Так. Change color. Color white. Угу. То есть я такой беру. Здесь меняю. Так, пойду гляну лапшу. Что, вас с собой заберу? Блин, я там правда вырубил это все.
Че, он прям жестко тормозит, что ли?
сидит-то? Лапша сидит-то. А это то, куда съебался. Пепещаться. Все равно нихуя не видно, да? А чё он тупит-то? Ну ладно. Ну, по идее, должно было вот так показывать, но почему-то... А, я забыл показать. Ну ладно. Короче, я там, в общем, готовить сделал себе. Вот лапшу. Вот, с острым. Да. Ну, быстренько так хорошо приготовил. Вот и все. Да. Данная новость была у меня в телеграм-канале. Ой, как давно. Ой, как давно. Давайте-ка я вам покажу. Стримерша Корина Копф ушла из OnlyFans, заработав 67 миллионов. Это 6 миллиардов рублей. Да, за 3 года. Такая вот тема. Как говорится, ебучая society. Society ебучая. Ну что поделать? Что сказать? Она молодец. Это, во-первых, заработала на гоях и ушла. Это довольно-таки похвально. Не хватит до конца жизни. Да похуй вообще, ты че, угораешь тут? Возможно, и даже и хватит, если жить как, ну, я, например, как ты, как любой из нас. Также эти деньги могут хватить в легкую, если их вложить куда-нибудь. Какой-нибудь бизнес. А еще похуй. Изучить рынок. Какой бизнес самый типа
стабильный и приносящий заработок, какой-нибудь тоже такой стабильный, и все, туда влаживаешься, и оно окупится через какое-то время, но все равно ты будешь при деньгах. Так. Так, наверное, не белый, а red. Привет, Димон. Ля, наушники балдеж. Ну да. Ну какие уж есть. У меня других нету. А эти наушники я купил в Таиланде по приколу, так как дети такие сказали: о, мяу, мяу наушники, мяу. Я такой: хотите куплю? Они такие: да. Я такой без Б и купил. А если честно, я квадробер. Обращаемся к переменной AMG, которая отвечает за наш компонент image, и параметру color. Нитрок просто завидует. Рандомный поставь. Цвет? А как? Рандом. А ладно. Пока не буду этим заморачиваться. А то я сейчас опять в эти дебри уйду и все. Поминай, как меня звали. Сгорю, как хер знает кто, и просто буду сидеть гореть типа вопросами. А как это сделать? Color. Что мы можем делать с параметром color? Мы можем обратиться к... Так. Как-то один образованный философ предсказал, что через 50 лет в мире будут летать машины, и человечество победит голод. И общество станет более гуманным, человечным, когда он дожил до почетного пожилого возраста, и его спросили, почему машины до сих пор не летают. То он в злости стал размахивать руками и орать: откуда я мог знать, что люди настолько озабочены, что вся цивилизация крутится вокруг своих кексовых потребностей. Да. Можжевель, ебать ты умный. Ну ладно. Но мы к этому подойдем потом. Классу color, ну, а так в котором уже есть статичные примерно, свойства, которые... Ну, примерно понимаю, типа, чему, как можно это сделать. Посмотрим. Скорее всего, отдельный int или array надо будет ебануть с 4 цифрами. Хотя, ладно. Или 4 переменных. Ладно, короче, не буду пока думать. обозначает конкретные цвета. Это черный, синий и другие цвета. Основные цвета палитры. Например, можно выбрать мадженту. Сохраняю, мадженту? Перехожу в Unity, пару секунд, и у кнопки «Поменять цвет» мне нужно поменять и функцию, которая вызывается при событии onClick. Image Changer, Change Color. Запускаем игру и проверяем работу кнопки. Хоп. И можно увидеть, что цвет стал мадженты, то есть такой ярко-розовый, насыщенный. Спрайт тоже можно поменять, но color никуда не делся. То есть у нас не меняется весь image, у нас меняется только отдельно спрайт.
и спрайт, соответственно, никак не зависит от цвета, так же, как цвет от спрайта. Но что делать, если нам нужен какой-то другой цвет, не только из тех, которые представлены уже в классе Color? Давайте обратимся к API Unity и посмотрим, что она говорит нам на этот счет. Здесь есть уже зарезервированные цвета, те самые, которые вы уже видели, и тут напротив описано, каким кодом RGBA представлен соответствующий цвет. То есть 0,0 это значит нулевое значение, R красного, red, G0 тоже, G это green, зеленый, и blue это синий. То есть единица синего, и по нолям всех остальных получается чисто синий цвет. A это альфа-канал, тот самый, который также можно настраивать в панели Color, прямо в Unity. Вот этот 4-й параметр, который влияет на прозрачность. Для того, чтобы какой-то свой цвет задать, абсолютно любой, нужно просто написать создание нового класса Color и выбрать соответствующее значение. Давайте покажу конкретно. Ну, я реально вижу только способом реализации 3 переменных или 4. 4-ю переменную альфа просто никогда не менять, и остальные 3 типа вот меняешь. Хотя если ты хочешь поменять 4-ю переменную альфа, то ты ее под какую-то отдельную функцию, там кнопку можешь задать, типа сделать прозрачно. Но я таким образом вижу, что можно реализовать даже не интом, а флоутом, чтобы ты такой уходишь в инвиз, проигрывается анимация, например, появление дыма. После этого спрайт героя, есть 2D игра, спрайт героя становится полупрозрачным, типа на 0.5, 0.3, и он типа ушел в инвиз. Там еще потом код притянуть скрипт такой, что ни один враг его не видит, и все, типа ты реализовал механику инвиза. Или можно к этому стелс механики вообще сделать конкретные, то есть не тупо просто инвиз, магию какую-то ебаную, а типа так, что враг смотрит на героя какое-то время, он попадает в его vision zone какой-нибудь, и если долго стоять, смотреть, и шкала наполняется, при наполнении шкалы он такой типа замечает. Передний в коде. Закомментирую эту. Now Engine ждешь? Как думаешь, он сможет оставить конкуренцию другим движкам? Вообще без понятия, Димон. Я только начинаю заниматься изучением движка Unity, это раз. Во-вторых, я начинал с изучения Godot, и это было в этом году. Вообще изучение движков в принципе. Это 2. Ну и в-третьих, знание моих движков это просто Godot. Популярные движки. Godot, Unity, Unreal, может какой-нибудь GameMaker, RPG Maker. Во время участия геймджемов также узнал, что есть конкретный игровой движок под новеллы, как-то он назывался. Хер его знает. Ну и потом просто крутой какой-то, типа там язык кода есть, типа Rust, и на нем ты можешь создать собственный движок как угодно. Я сам вообще профан в этом плане. Я только вот вникаю во все это. А так, что за движок вообще? Поясни-ка, видимо, что-то интересное. Раз уж прошаренные люди в этом заинтересованы. Строчку. Если я ее комментирую, то... Кстати, надо музыку. Так, давайте дальше слушать музыку не Disco Elysium, а что-нибудь из... Ну, спокойное тоже что-нибудь. Ну, похуй, давайте этого. Сталкера поставим. А, не, погодите. Но остальные такие динамичные. А, вот Тень Чернобыля. Короче, давайте Тень Чернобыля. Там Unreal Tournament и всякое такое. Короче, еще жесткие такие. Я буду из всех слушать, и там вообще в пляс пуститься можно. А что за движок-то на Engine? То тогда она не выполняется среди разработки.
и напишу почти то же самое в начале. ng_color равен. Только теперь уже я не обращаюсь к классу и его внутреннему свойству, а обращаюсь к экземпляру класса. То есть я создаю новый класс и передаю в него параметры. Я могу передать как раз те самые 3, либо все 4 значения. Если я не буду передавать альфа-канал, он по умолчанию будет равен единичке. Давайте попробуем написать здесь, например, 0.1, 0.2 и 0.3. Для того, чтобы у нас пропало красное подчеркивание, нужно дополнительно написать F, чтобы Visual Studio точно знала, что это float. И что ж, давайте попробуем запустить и нажать кнопку «Поменять цвет». И посмотрим, какой это цвет. Можно увидеть, что наши шкалы RGB, они примерно соответствуют значению 0.1 от всей длины шкалы 0.2 и 0.3. Таким образом, получается, что задавая здесь значение от 0 до единицы, мы как раз и выбираем цвет, которым будет представлен соответствующий спрайт. Повышая значение одного цвета, у нас меняется его присутствие на спрайте. Если выставить везде 0.00 значение, это будет абсолютно черный, и спрайт покрасится в черный цвет. Абсолютно белый соответствует дефолтному цвету спрайта. Каждый пиксель просто-напросто не меняется, отображается так, как он выглядит в исходном спрайте. Перейдем к следующей нашей теме, и чтобы ее... Ну это YouTube так тормозит. Давайте я включу Яндекс.Музыку все-таки. Вот что-что, но Яндекс.Музыка, да, это классная тема. Музыка из видеоигр. О. Достаточно полно раскрыть, мне понадобится несколько имиджей. Я создам еще 2. Первый у меня будет source image, я выберу спрайт дефолтный, из тех, которые есть уже в библиотеке Unity, это будет UI sprite, стандартный UI sprite. И еще один имидж я могу либо создать... Бесплатный игровой движок для твоих лучших проектов. Почему бы нет? Добрый день. Меня зовут Александр Месищев, и я руковожу командой разработки NowEngine. NowEngine — это новый движок для разработки компьютерных игр и медиаконтента. NowEngine — это open-source решение, которое будет разрабатываться для разработчиков и вместе с разработчиками. Именно поэтому я захотел представиться вам лично и рассказать про свой собственный опыт и про свое видение того, куда мы будем двигать этот движок своей командой. И очень надеюсь, что вместе со всем комьюнити. Я занимаюсь разработкой уже... Это очень прикольно, что он сам появился, разработчик. Как-то больше доверия внушает, больше веры. Уже более 14 лет. С разными командами я запускал проекты на всевозможные платформы. Мы использовали коммерческие движки и уже существующие решения на рынке, но из раза в раз мы приходили к тому, что нам нужно дописывать свои утилиты, какие-то сервисы, инструменты для решения именно наших задач. В итоге это привело нас к собственным решениям, которые так или иначе кочевали из проекта в проект. За эти годы стало ясно, что на рынке не хватает очень простого и понятного инструмента, который бы решал проблемы разработчиков вне зависимости от того, в какие ситуации они бы попали. Почему я так думаю? Мой опыт позволяет разделить разработку проекта на 3 крупных этапа. Первый этап жизни проекта всецело посвящен идее. Команда эту идею придумывает, после чего оборачивает в интересные игровые механики, а затем упаковывает в обертку из Компонентная система. Короче, русские Unity сделали, только зачем? Unity русским вроде не блокировали. фантика шикарной графики и наполняет его жизнью. Дальше начинается второй этап, на котором продукт нужно донести до аудитории. И чтобы его не расплескать по дороге, нужно подключить огромное количество маркетинговых инструментов, таких как аналитика или различные модули цифровых площадок и рекламных инструментов. И вот когда проект начинает продаваться, тогда мы переходим к третьему этапу. И тут, казалось бы, сиди, радуйся, но для того, чтобы продукт на рынке выдержал сумасшедшую конкуренцию, его нужно оперировать. А для этого нужно создавать огромное количество систем. И в эти системы входят чаты, реферальные системы, различные ивенты, различные технические инструменты для того, чтобы решать проблемы, переносить данные с одного сервера на другой.
и прочая работа, которая остается за кадром и про которую вспоминают в последний момент. А теперь взглянем на ту же самую ситуацию с точки зрения разработки. На первом этапе, казалось бы, большую часть задач может закрывать уже существующие игровые движки. Но это лишь отчасти. Потому что со временем мы понимаем, приходим к тому, что огромное количество задач, которые необходимо выполнять, невозможно сделать специалистом средней руки. И именно это побуждает дописывать различные собственные инструменты, редакторы и системы визуального программирования, для того, чтобы, возможно, двигать дальше проект большой командой. Со вторым этапом еще сложнее. Для того, чтобы все задачи на втором этапе решить эффективно, нужно собирать огромное количество мелких сервисов, которые решают очень маленькую часть задачи, собирать из этого большой кадавр, а после этого пытаться его интегрировать в свой продукт. И только вот этот большой кадавр позволит решать все задачи, причем каждую из них нужно поддерживать отдельно. Начинаю догадываться, к чему он клонит. Короче, по сути, это, видимо, будет типа Unity, у которого есть кое-какие-то встроенные плагины. Но самое главное, это, видимо, какие-то встроенные функции отдельные конкретно, которые отвечают за, возможно, создание какого-то медиа, какого-то медиа-контента с прямым подключением к аккаунту Гугла, чтобы ты мог сразу выложить это на YouTube канал и другие социальные сети. Ну это да, это да. Но тут, видимо, посмотрим, но вообще выглядит как штука, которая типа, вот на тебе, не парься, не ищи всякие разные плагины. Типа игровой движок для ленивых, типа так сказать. Или скорее для тех, кто не хочет сильно заморачиваться с поиском плагинов. А самое главное, скорее всего, знаешь, чем этот движок будет побеждать и интересен быть. Возможно, он будет включать в себя те фишки плагинов, из Asset Store Unity, которые, по сути, являются платными. То есть, в этом движке, скорее всего, ты найдешь такие плагины, которые в Unity будут платными. Как бы. Поэтому я уже думаю, что как будто бы... На этом этапе команды вообще предоставлены сами себе. Проще всего тем командам, которые уже что-то разрабатывали. Они могут взять свои старые наработки, обернуть их и переиспользовать в новых проектах. Но для новых команд или тех команд, которые сталкиваются с проблемами впервые, на рынке в принципе существуют либо очень дорогие решения, которые делают лишь часть работы, либо вообще ничего. Что это значит для Neo Engine? Я смотрю на игровой движок сильно шире, чем это принято в игровой индустрии. Он должен позволять не только собрать из идеи игру, но и помочь донести ее до аудитории, а также очень сильно облегчить жизнь разработчика на этапе, когда он продолжает поддерживать этот проект. На текущий момент на рынке ни один из инструментов не дает возможности сделать это в комплексе. И для команды Neo Engine задача стоит таким образом, чтобы наш продукт позволял решать проблемы разработчиков на всех этапах жизни продукта. И сделать это достаточно просто и эффективно. Еще одна проблема, с которой мы каждый раз сталкивались, когда начинали новый проект или масштабировали команду, это поиск и обучение сотрудников. Современные движки достаточно много имеют инструментов для того, чтобы облегчить жизнь, но все еще ориентированы на очень высокий уровень экспертизы. Те инструменты, которые у них существуют, помогают не очень сильно. Вы можете мне возразить, что существует миллионы обучающих видео на YouTube, да и сами компании постоянно... На самом деле, платность ассетов в Unity это чисто проверка на честность, на четность. На честность? Каждый... Господи. Извините. Каждый ассет можно спиратить, есть всякие... где каждый платный ассет вложен свободно. Да. Ну да. Не, вообще я это понимаю. Типа я не против платных ассетов и тому прочее. Просто именно чем привлекательный этот движок, я имею в виду, он вот именно этим и будет хорош. Понимаешь? Возможно, он именно благодаря этому сыщет популярность большую. И скорее всего этот Neo Engine будет очень сильно похож на Unity, потому что Unity безумно популярен.
чисто чтобы переход от Unity к NUA, к NAU, был куда более безболезненным, чтобы порог входа снизить. Ну, интересно. Строят образовательные программы для того, чтобы наращивать базу знаний со своим продуктом. И да, вы будете правы. Но это капля в море. Основная проблема кроется не в моменте, когда нужно сотруднику обучить знанию, которое дает ему возможность работать с конкретным инструментом, а сильно раньше. Время между началом обучения работы с движком и началом работы над собственной идеей сейчас измеряется годами. А я хочу, чтобы оно измерялось днями. И я искренне верю, что можно сделать такой продукт, который даст возможность сделать что-то законченное и осмысленное людям с любой экспертизой. Именно поэтому с самого начала разработки Now Engine он будет обрастать понятной и достаточно детальной документацией для того, чтобы облегчить вход для любого разработчика. А также мы будем привлекать специалистов из образовательной сферы для того, чтобы учить все нюансы, которые позволят этот материал и эту информацию усваивать комфортно и просто. И, конечно же, Now Engine будет бесплатным. Ведь чем меньше барьеров от старта реализации своей идеи до конечного результата, тем больше команд добежит до этого конечного результата, и мы увидим новых много отличных продуктов. А некоторые из них даже станут новыми звездами игровой индустрии. Ну и Now Engine создается как раз для того, чтобы таких звезд... Но вообще данное видео это чисто пич для инвесторов на самом деле. На словах-то любой Лев Толстой, так сказать. Ну что тут вообще есть-то? Вакансия. Нихуя. Они к себе работников набирают, кто хочет устроиться. Так. Ну, кроссплатформенная. Для всех задач. Ну, в общем, движок мечты, не иначе. Движок мечты. Но насколько это правда, непонятно. Но как бы то ни было, я оставил свой email, и мы об этом как-нибудь потом в будущем узнаем. Я надеюсь. Ну, вот, что подкупает, он прям такой, прям сам появился, так говорит, что-то как и тому прочее. Это прикольно. Это прикольно. А то обычно всякие разные типа эти компании берут такие какие-нибудь стоковые видео, пускают, монтажируют их и типа, и все. И насрать, типа. А тут прям нормально, нормально. Внушает доверие. Так, опять я что-то... Ага. Дать новый, либо продублировать этот. Это будет что-нибудь из тех спрайтов, которые есть у меня в библиотеке. Спасибо, Димон. Теперь мы знаем, что есть такой движок. Из примерно миллиона, которые я импортировал из разных ассетов. Ну, допустим, это будет вот этот спрайт. Set Native Size. И мы видим, что он по умолчанию горизонтальный прямоугольник. Итак, типы спрайтов. Какие же они бывают? Если выбрать вот этот прямоугольник стандартный из библиотеки Unity, то видно, что image type по умолчанию уже стоит sliced. А тот, который создал я, поменяв sprite source image, здесь simple, так же как у часов. Чем отличается simple от sliced? Дело в том, что есть так называемые 9 sliced images. Это картинки, как вы видите на превью, которые поделены на 9 частей. И в чем же их фишка? Если вкратце, то таким образом вы можете скейлить, растягивать, то есть изображение практически бесконечно, если у вас вот в центральных частях находятся кусочки спрайта, которые спокойно тянутся либо по вертикали, либо по горизонтали, а уголки остаются неизменными. То есть если я поменяю sliced на simple и буду растягивать, то видно, что происходит. Он очень некрасиво тянется, меняется соотношение сторон, и в целом выглядит не очень симпатично. Но если я поставлю обратно sliced, то спрайт сразу преображается. То есть его уголки, вот эти вот части, они не меняются, они остаются того размера, который у них дефолтный. Меняется только центральная часть. То есть вот этот спрайт, он незаметно растягивается так, что этого даже не видно. И это можно делать насколько угодно далеко. Главное не забывать, что при небольших значениях могут появляться вот такие артефакты.
Который но они исчезает. обычно нивелируются, если смотреть в гаговом режиме. Таким образом, вы можете сами сделать такой спрайт, который будет по уголкам какой-то красивый, там, с виньетками, либо еще чем-то, правильно его разметить, и тогда Unity будет аккуратно тянуть вдоль растягивающихся вертикальных либо горизонтальных линий, а уголки оставлять такими, как вы их задумали. Также тут есть галочка Fill Center, которая позволяет либо создавать заливку, либо убирать ее. И центр — это как раз вот тот квадратик, который вырезается 9 из спрайта. Следующий тип, который мы рассмотрим, это Tiled. Лол. Логично следует из названия, что картинка, которая... Погоди. Я хочу это еще раз. спрайте. Перейдем к следующей нашей теме, и чтобы ее достаточно полно раскрыть, мне понадобится несколько имиджей. Я создам еще 2. Первый у меня будет source image. Я выберу спрайт дефолтный, из тех, которые есть уже в библиотеке Unity. Это будет UI sprite, стандартный UI sprite. И еще один имидж. Я могу либо создать новый, либо продублировать этот. Это будет что-нибудь из тех спрайтов, которые есть у меня в библиотеке. Из примерно 1 миллиона, которые я импортировал из разных ассетов. Ну, допустим, это будет вот этот спрайт. Set native size, и мы видим, что он по умолчанию горизонтальный прямоугольник. Итак, типы спрайтов. Какие же они бывают? Если выбрать вот этот прямоугольник стандартный из библиотеки Unity, то видно, что image type по умолчанию уже стоит sliced, а тот, который создал я, поменяв sprite source image, здесь simple, так же как у часов. Чем отличается simple от sliced? Дело в том, что есть так называемые 9 sliced images. Это картинки, как вы видите на превью, которые поделены на 9 частей. И в чем же их фишка? Если вкратце, то таким образом вы можете скейлить, растягивать, то есть изображение практически бесконечно, если у вас вот в центральных частях находятся кусочки спрайта, которые спокойно тянутся либо по вертикали, либо по горизонтали, а уголки остаются неизменными. То есть если я поменяю sliced на simple и буду растягивать, то видно, что происходит. Он очень некрасиво тянется, меняется соотношение сторон. Так. Ну-ка. Ну, как сказать? Ну, что сказать? Ну, что сказать? This image doesn't have a border. Sprite editor. Ну что, если мы рожны себе какие-то, не избитали объехать-то. Хорошо, да? Тарелка тавал? Ал? Он на тарелка тавал, папа мне куто. Package manager. Package manager. Package manager. Да-да-да-да-да. Ну вот потихоньку начинаю типа это, да? Нормально. Ориентироваться. Я такой package manager. Window. Все. Нормально. Так. 2D Game Kit. А, погоди, не. Спрайт, по-моему, конкретно была тема. Спрайт. Так. Unicode, А, нет, это хуйня, это касается этого. Это шрифт. Насколько я понимаю.
Это ложка, да? Угу. Мусорга. Вот так вот. Так, договор. Танцуй. Танцуй, танцуй. Ложком танцуй. 3 раза. Один альбах, япон посмат. Пусте. 1, 2, 3. Чтобы незваных гостей не было. Сыри. А я могу конкретно этот взять? Use Unity Sprite Editor Window Create and Edit Sprite Assets. А, вот, да. Наверное, лучше весь установить. Я думаю, не надо. Ну, если это, то, ну, разберемся. Так. Он. Ну, по сути, все. Пон, все. Это я дурак. Занятно. Любопытно.
Прикольно, прикольно. Спасибо, спасибо. От души душевного душу. И в целом выглядит не очень симпатично. Но если я поставлю обратно слайс, то спрайт сразу преображается. То есть его уголки, вот эти вот части, они не меняются, они остаются того размера, который у них дефолтный. Меняется только центральная часть. То есть вот этот спрайт, он незаметно растягивается так, что этого даже не видно. И это можно делать насколько угодно далеко. Главное не забывать, что при небольших значениях могут появляться вот такие артефакты. Но они обычно нивелируются, если смотреть в игровом режиме. Таким образом, вы можете сами сделать такой спрайт, который будет по уголкам какой-то красивый, там, с виньетками, либо еще чем-то, правильно его разметить, и тогда Unity будет аккуратно тянуть вдоль растягивающихся вертикальных либо горизонтальных линий, а уголки оставлять такими, как вы их задумали. Также тут есть галочка Fill Center, которая позволяет либо создавать заливку, либо убирать ее. И центр — это как раз вот тот квадратик, который вырезается 9-м из спрайта. Следующий тип, который мы рассмотрим, это Tiled. Логично следует из названия, что картинка, которая находится в Source Image, будет тайлиться. Давайте попробуем заменить ее, например, на кноп. И сразу увидим результат. Узор. То есть у нас, как, например, было в Windows, по-моему, 98 или 2000 еще, мы получаем такую замощенную область. И мы в данном случае не меняем размеры самого изображения, мы меняем область, которая заполняется тайлами. В минус область, кстати, заполняться не может, только в положительное разрешение. Отрицательное сразу все ломает. И здесь есть настройка Pixel per Unit, которая позволяет менять разрешение изображения. По умолчанию это, естественно, единица, которая показывает картинку такой, какая она есть относительно размеров канваса. Но это при желании можно поменять, чтобы, например, увеличить количество тайлов в области. Следующий тип, который мы рассмотрим, для этого выберем снова часы и выберем Field. Field — это как раз тот тип изображения, который поможет нам сделать таймер. Во-первых, попробуем сначала на прямоугольнике. У него есть горизонтальный, первый. Fill метод — это horizontal. И он просто работает, заполняя слева направо. Здесь можно поменять справа налево и будет работать в противоположную сторону. Соответственно, vertical работает ровно наоборот, по вертикали. Либо сверху вниз, либо снизу вверх. Таким образом можно делать различные поушены с маной, хелсбары здоровья и другие заполняющиеся спрайты, которые будут менять степень заполненности вот от 0 до единицы. В отличие от слайдера, здесь нельзя поменять значение, здесь ни больше, ни меньше, только промежуточные значения. Если я поставлю, например, 8, то ничего не изменится. Опять сбросится в единицу. Дальше у нас Radial. Вот это уже становится интересней. Radial есть нескольких типов. Есть 90 градусов, соответственно, картинка заполняется, как будто маска поворачивается на 90 градусов. Есть 180. 180 можно использовать, когда у вас есть, например, картинка, какой-то спрайт, который отображает заполненность бака топливом. То есть это напоминает на приборной панели автомобиля индикатор заполненности бензина. Вот с помощью Field Radial 180 можно как раз показывать подобный индикатор. Также тут есть разные варианты, откуда именно будет происходить заполнение. Сверху, слева, справа и так далее. Прикольно. Ну и самый интересный — это 360. Благодаря тому, что можно выбирать заполняемость на 360 градусов, можно делать часы действительно как часы, то есть в виде таймера, который будет заполняться, и для этого не нужен код. У вас есть полностью готовый компонент Image, в котором есть просто соответствующие параметры, которые помогают сделать вот такой вот симпатичный таймер. Тут тоже есть варианты, например, заполняемости снизу. Ну, я уже вижу, например, что я беру такое, делаю часы с такой темой, да? Но просто позади этого, ну, этих часов я ставлю вот этот спрайт темный. И он такой типа серым становится. И нормально. И нормально. Справа можно сделать заполняемость, как будто у вас тут угол 0 градусов, да, и он заполняется на 90, 180, 270 и так далее. И самый логичный — это как раз вот в виде часов. И есть еще настройка Clockwise, которая показывает, по часовой стрелке или против часовой стрелки будет происходить заполнение. Она также есть для всех остальных типов Radial. То есть 180 тоже Clockwise можно менять. Вот мы с вами рассмотрели все 4 типа, как можно менять настройки типа изображения в зависимости от того, что вам нужно, чтобы картинка делала. А теперь перейдем к последней теме этого урока. Создадим интерактивный таймер, который у нас будет динамически менять нашу картинку. И для этого нам нужно написать скрипт. Давайте добавим через Add Component, New Script, и назовем его, ну, допустим, Image Timer. Движение практически бесконечно, если вот эти вот части смотреть в игровом режиме линий. А логично следует из названия, что картинка, которая находится в Source Image, будет тайлиться. Давайте попробуем заменить ее, например, на кноп. И сразу увидим результат. То есть у нас, как, например, было в Windows, по-моему, 98 или 2000 еще,
мы получаем такую замоченную область. И мы рассмотрим для этого. Здесь можно поменять справа налево, и будет автомобиль. В зависимости от того, что вам нужно, чтобы Enter скрипт появляется. Типа изображения в зависимости от того, что вам нужно, чтобы картинка делала. А теперь перейдем к последней теме этого урока. Создадим интерактивный таймер, который у нас будет динамически менять нашу картинку. И для этого нам нужно написать скрипт. Давайте добавим через add component, new script, и назовем его, допустим, image timer. Enter, скрипт появляется на объекте и в ассетах. Теперь можем его открыть. Перво-наперво мы напишем, сколько по длительности будет наш таймер. Для этого создадим паблик переменную типа float. Назовем ее max time, максимальное время. И нам нужны две приватные переменные. Одна из них это image. Image снова нужно добавить using Unity Engine UI. Также назову ее img, чтобы не придумать ничего нового. И private float current time, которая будет показывать именно текущее время и при полном его окончании сбрасываться обратно в максимальное. И на старте нам снова нужно, во-первых, назначить в переменную img. Так, public float max time, image, private float current time. Ага. Так. Объявляем float переменную max time. Потом privat image. img. И дальше мы говорим private float current time. Вспомнил, Super Meat Boy называется песня. Ну, точнее, Super Meat Boy. Насколько я помню. Наш компонент image с объекта. И, во-вторых, нужно в current time, тоже, чтобы он не был пустой переменной, присвоить сразу значение максимальное. И что мы будем делать в апдейте, который вызывается у нас каждый кадр с каким-то дельта-таймом, мы будем как раз текущее время, то есть current time, вычитать time delta time. Таким образом, мы будем каждый кадр вычитать то время, которое, собственно, прошло с рендера предыдущего кадра. И у нас постоянно current time будет уменьшаться на то время, которое прошло с того момента, как он был изменен к значению максимального времени. И при этом нужно учесть, что если current time становится вдруг меньше, либо равен, если мы пишем подряд не просто равен, или не просто меньше, а меньше равен, это значит, что мы оба условия проверяем. То есть или то, меньше, либо равен. Обычно говорят в таком случае. То тогда мы снова будем current time в переменную current time записывать максимальное время, и так у нас будет бесконечный цикл. Мы вычитаем current time, он становится все время меньше, и затем, как только он достигает нуля, он становится опять равен максимальному времени. И таким образом у нас этот цикл бесконечно повторяется. И чтобы наша картинка менялась, нам нужно img fill amount. Son of a bitch. Он собирается делать смену дня и ночи. Дневное время, потом ночное. Но по уму как бы сделать это по-нормальному, чтобы часики эти выглядели как, симпатично. Хотя изначально так же, как я и говорил, типа делать. Но просто в моменты достижения нуля менять спрайт на тот, который отвечает за, скажем, типа.
такой, да? Ну, типа ночной. Во. Норм, как будто бы. И потом, может быть, если необходимо, то вот остальные цвета тоже под это менять можно. Вот так. Типа ночной. Skyrim. Тофакин, 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 Тофакин. А, вот он. Fill Mount. Написать простейшую формулу уровня, наверное, 3-го класса школы, где-то примерно так. Чтобы у нас любое время, которое мы не указали в max time, например, 5, 10, 12,7, 100 и так далее, любое количество секунд, чтобы мы могли показывать, зная current time и зная max time, какое-то значение от 0 до единицы, нам нужно текущее значение делить на максимальное. Так как в максимальном у нас всегда будет больше, чем в текущем, то у нас единственный момент, когда fill amount будет равен единице, это когда оно только-только назначено, когда current time только-только стал равен max time. И оно как бы 1 к 1 делится, мы получаем единицу. Все остальное время current time у нас меньше, чем max time, и поэтому будет получаться, соответственно, 0,9, 0,8 и так далее до нуля, пока current time не упадет просто критически низко до там, каких-то копеечных значений, 0,1 и так далее. Это будет практически 0, потому что будем крошечное значение, типа 1/100 делить на, например, 10. Сохраняем скрипт, переходим в Unity, чуть-чуть. Ну-ка. Даем ей времени подумать. У нас есть max time. Поставлю, например, 4, чтобы за 4 секунды мой таймер достиг нуля. Верну значение 360, поставлю fill origin top. И по умолчанию пусть будет единица. Соответственно, когда max time, точнее current time будет поделен на max time, у меня тоже будет единица. 4 на 4. Так. Угу. Так. Max time, скажем, 6. Окей. Теперь что я еще хочу сделать? Да.
хостинге. Ну да, скорее Арчиман, наверное, будет. Напиши ему. А, да, нормально. Угу. Ну ты ему нормально объясни. Всю тему. Эту. Угу. Дискорд зайти может. Ну, по-моему, у него телефон на телефоне был, да. А? Ага. Окей. В течение месяца. Понял. Будет 1, затем будет 3,9 и там десятые сотые доли уже будет 0,99. Запустим и увидим, что вот мой таймер работает, отсчитывает 400. Стоп. Где я проебался?
равен единице, это когда оно только-только назначено, когда current time только-только стал равен max time. И оно как бы один к Блин, качество, ёб твою мать. одному делится, мы получаем единицу. Все остальное время current time у нас меньше, чем max time, и поэтому будет получаться, соответственно, 0,9, 0,8 и так далее до нуля, пока current time не упадет просто вот критически низко, да, там, меньше, чем max time, и поэтому будет получаться, соответственно, 0,9, 0,8 и так далее до нуля, пока current time Да и пощады. на максимальном. Так как максимальном у нас всегда будет больше, чем в текущем, то у нас единственный момент, Меня это смущает, пиздец. А как так? когда fill amount будет равен единице, это когда оно только-только назначено, когда current time только-только стал равен max time. И оно... Я имею в виду, как он if въебал без скобок этих. Это так работает, что ли? Реально? И как-то по автомату начал писать эти скобки. Мой друг программист за 700 евро в год где-то сервер имеет и там все делает. Поищите самый дешевый VPS, пока такие как рыжий. Я так сижу все делаю. Inception, Seed, один из дешевых у меня там есть. По штуке. На таком можно GPT развернуть, наверное, полный. А как программист не может иметь свой сервер? Хотя, в смысле? Ну я думаю, тогда, скорее всего, сейчас дело конкретно вот в этом. Он у меня слайс. Fillet. Да, вот fillet надо сделать. И... Я не то этого. Fillet. Топ. Угу. Во, наконец-то. Да, я просто не там. Кайф. Балдеж, балдеж. Хорошо. Хорошо. Но как бы один к одному делится, мы получаем единицу. Все остальное время current time у нас меньше, чем max time, и поэтому будет получаться, соответственно, 0,9, 0,8 и так далее до нуля, пока current time не упадет просто вот критически низко до там, каких-то копеечных значений, 0,1 и так далее. Это будет практически 0, потому что будем крошечное значение, типа 1/100 делить на, например, 10. Сохраняем скрипт, переходим в Unity, чуть-чуть даем ей времени подумать. У нас есть max time, поставлю, например, 4, чтобы за 4 секунды мой таймер достиг нуля. Верну значение 360, поставлю fill origin top. И по умолчанию пусть будет единица. Соответственно, когда max time, точнее current time будет поделен на max time, у меня тоже будет единица. 4 на 4 будет 1. Затем будет 3, 9 и там 10 доли уже будет 0,99. Запустим и увидим, что вот мой таймер работает. Отсчитывает 4 секунды. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. И вот прям видно, как fill amount, каждый апдейт, каждый кадр меняется. Отлично. Вот мы написали с вами простейший таймер. Теперь микро-челлендж по этому уроку. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы таймер работал в обратную сторону. То есть, когда у вас таймер достигает максимального значения, он сбрасывается в 0, и значение current time не уменьшается, а увеличивается. То есть, хотелось бы, чтобы теперь наоборот, оно с нуля
постоянно увеличивалось до единицы, затем сбрасывалось в 0 и опять заново. Напишите, пожалуйста, такой вариант скрипта, который будет это делать. И переходим к следующему уроку. Второй урок нашел. Ох ты, ебать, звук пошел. Я уж хотел было сегодня заебаться и начать играть, и тут вдруг звук пришел. Звук. Модуль посвящен настройке звука. Сейчас мы рассмотрим, что такое источник и слушатель звука, какие есть свойства у источников звука, и потом попишем немного код, как воспроизводить и ставить отдельные клипы на паузу, а также что вообще такое звуковые клипы и как их можно менять. Вернемся к нашей сцене. Давайте добавим какой-либо звук на сцену. В одном из тех ассетов, который уже показывал Алекс на сайте, где вы могли скачать UI. UI? Какой нахуй Алекс? Угу. Вот, только сейчас дали эти ассеты. Я хуя, бля. Я хуя, бля. Еба, бля. Еба. On-screen controls. О, кстати, прикольная тема. Дерьмо для телефона. Кайфец. UI Pack. Кенейп. Слушай, ничего такого. Ну, не знаю, понадобится, наверное. Почему бы и нет? Games. Ебать там. Также есть бонус. В папке бонус есть несколько треков, плюс я добавил еще один свой, который нашел как раз для того, чтобы создать фоновую музыку. Давайте ее перетащим прямо на мейн-камеру. Итак,
По умолчанию есть аудио-листенер на камере. На каждой камере он сразу имеется. Это значит, что камера слушает все источники звука, которые присутствуют на сцене. То есть нельзя просто создать источник звука, и он сам будет воспроизводиться в игре. Так же, как камера работает с рендером, тоже если нет камеры, нет никакой картинки. Вот если нет слушателя звука, то никакого звука и не будет. Я могу запустить игру, и ничего не происходит. Просто потому что отключен слушатель звука. И если я теперь его включу и запущу игру снова, то вы слышите, как в игре появился звук. Отлично. Давайте рассмотрим повнимательнее компонент Audio Source. Это как раз источник звука. И пройдемся по его свойствам, которые нам сегодня пригодятся. Во-первых, это аудиоклип. Это как раз тот самый клип, аудиофайл, который будет воспроизводиться источником звука. Затем есть output. Мы не будем подробно их затрагивать, но это микшер-группа, так называемая. Можно создавать отдельные микшер-группы для нескольких источников звука. То есть, например, у вас может быть микшер-группа для музыки и для звуковых эффектов отдельно. И вы можете, меняя свойства микшер-группы, менять свойства сразу группы звуков. То есть, например, уменьшать громкость всех эффектов или всей фоновой музыки, либо увеличивать. Далее, есть галочка Mute. Она просто-напросто выключает звук. Посмотрим, как она работает. Так же, как кнопка на пульте от телевизора, она просто выключает и включает звук. Далее, Play on Awake. Галочка Play on Awake заставляет звук воспроизводиться сразу, как только сцена запускается. Если мы ее снимем, то звука также не будет, потому что галочка снята, и для того, чтобы воспроизвести звук, нужно кодом, например, заставить его воспроизводиться. Дальше, галочка Loop означает, что звук будет зациклен, то есть после того, как аудиоклип воспроизведется полностью, звук начнет воспроизводиться с начала. Давайте поставим сюда какой-нибудь более короткий звук, например, клик. Я просто перетащу в аудиоклип. То же самое я могу сделать, если перетащу какой-либо звук на мейн-камеру. У меня не создается новый аудио-source компонент, у меня просто меняется аудиоклип. Еще раз, первый стал вторым. И я поставлю галочку Loop и Play on Awake, чтобы звук начал воспроизводиться сразу и чтобы он был зацикленным. Вот у меня бесконечно воспроизводится один звук. Но в папке проекта я могу воспроизвести его один раз. Это очень короткий звук клика. Но из-за того, что стоит галочка Loop, он зациклен и воспроизводится постоянно. Вернем наш фоновый ambience на место. И посмотрим дальше. У нас есть параметр Volume. Он прямо влияет на громкость звука. От 0 до единицы можно менять эту громкость. Есть Stereo Pen, который отвечает за то, что звук будет либо только справа, либо только слева. По умолчанию звук сразу является стереозвуком. И можно заставлять его воспроизводиться либо в левом, либо в правом канале громче, чем в другом. Ну, по умолчанию 0, это значит, что он одинаково громко воспроизводится в обоих каналах звука, и в левом, и в правом. Special Blend делает звук трехмерным. Для того, чтобы явно понять, как меняется звук, если перевести его в максимальное 3D, я создам отдельный объект. А здесь Audio Source могу либо удалить, либо снять аудиоклип, чтобы никакого аудиоклипа просто не было на камере. Я просто перенесу звук, но не на сцену, а в иерархию. И тогда у меня автоматически создастся объект с соответствующим названием и с аудиосурсом. И этот объект я перемещу подальше от камеры. И теперь перенесу Special Blend максимально в 3D. Обратите внимание теперь, что вот эта вот область, это область, в которой звук хоть как-то слышен. И чем ближе к центру, тем лучше он будет слышен. А еще положение звука относительно камеры будет как раз влиять на то, как игрок будет его слышать. Давайте попробуем запустить. И по умолчанию, представьте, звук вообще не слышно. Но если мы приближаем объект к камере, то в какой-то момент он появляется. Он слышен настолько тихо, потому что у нас настроен volume roll-off. Настроен таким образом, что только вблизи звук максимальной громкости, а затем резко громкость падает. И это можно видеть вот на этом графике. Красная линия показывает, насколько далеко от слушателя звука находится наш объект с источником звука. И очень сложно попасть при таком масштабе в самый центр. Поэтому давайте поменяем volume roll-off на liner. И звук резко стал громче. И также очень хорошо слышно, что когда источник звука находится левее от камеры или правее, то это также влияет на то, как игрок будет слышать звук. Какой шикарный звук. Максимальная дистанция — это как максимально далеко звук пропадает совсем. И вот теперь у нас слушатель звука находится слишком далеко, так что нулевая громкость от него в игре. Минимальная дистанция, наоборот, показывает, как близко должен находиться звук, чтобы максимальная громкость была постоянной. То есть у нас теперь есть целых 120 юнитов, примерно 120 юнитов, для того, чтобы звук воспроизводился максимально громко. Да, у нас прошло 2 минуты, и звук просто закончился. Итак, мы рассмотрели все основные свойства источника звука. Давайте теперь займемся интерактивной частью и напишем небольшой скрипт, который будет управлять воспроизведением звука. Этот объект я могу удалить, и на мейн-камере Audio Source тоже можем удалить. Давайте добавим звук на наши часы. Пусть это будет тоже фоновая музыка. И она будет 2D, чтобы не настраивать volume roll-off, и звук был слышен всегда. Попробуем воспроизвести сразу. Все отлично работает. Play on Awake есть. Теперь мы снимем Play on Awake, чтобы звук по умолчанию не воспроизводился, и проверим, все ли ок. Да, отлично, звука нет.
Теперь откроем наш скрипт, который уже есть. Давай. А? Igen pişkinede. То? Не знаешь, да? Вот. Тут вернул ровно. Давайте выберем Image Changer, потому что к нему обращаются кнопки, и далее мы тоже будем использовать его. И на старте мы можем обратиться к аудиосурсу. Для этого нам тоже нужна приватная переменная, чтобы хранить ссылку на этот объект. Private Audio Source. И назовем его аудио. Просто. На старте мы присвоим ему через getComponent значение, ссылку на объект audioSource, на компонент audioSource, который у нас находится на этом объекте. И затем сразу после того, как у нас есть ссылка на компонент, мы можем что-то с ним делать. Давайте сразу напишем audio play. Есть функция, которая заставляет звук воспроизводиться, если он не воспроизводится до этого момента. Запускаем. И теперь звук воспроизводится так, как если бы стоял play on away, то есть с самого старта, с первого кадра игры. Отлично. Что ж, давайте теперь создадим кнопку, которая будет ставить на паузу, либо продолжать воспроизведение нашего источника звука. Я выберу кнопку, которая уже есть, продублирую ее и переназову, перепишу текст на ней. Я сделаю одну кнопку на оба действия. Воспроизвести, пауза. И нам нужно написать функцию, которая будет, собственно, управлять источником звука. Давайте назовем ее Change Sound Play. Для того, чтобы понять, воспроизводится ли звук и надо ли его поставить на паузу, либо наоборот, он не воспроизводится и его надо сейчас запустить, мы напишем проверку if audio. И здесь есть параметр isPlaying. Это булевая переменная, которая обозначает либо звук воспроизводится, то есть true, либо не воспроизводится, это значит false. И если audio isPlaying возвращает нам значение true, то есть оно истина, аудио воспроизводится, то мы будем ставить наш аудиосурс на паузу. Есть также функция pause, которую мы и вызываем. И напишем else, то есть если нет, если не воспроизводится, то есть audio isPlaying возвращает false, то тогда наоборот. Audio play. Сохраняем. Переходим в Unity. У нас написан скрипт, который в самом начале запускает аудиосурс, и мы будем его останавливать первым делом. Нам нужно у кнопки поменять Image Changer. Change Sound Play. Будем вызывать функцию при нажатии. Запускаем. Нажимаем. Звук поставлен на паузу. Нажимаем еще раз. Воспроизводится дальше. Отлично. Мы умеем ставить звук на паузу, либо воспроизводить его. Очень удобно. Теперь давайте посмотрим, как можно заменить звуковой клип на другой. Для этого нам понадобится публичная переменная, так же как для спрайта, которая будет отвечать за то, какой звуковой файл воспроизводит наш аудиосурс. Назовем его клип. И напишем еще одну функцию, для которой создадим еще одну кнопку. Public void change sound. Просто. И здесь мы будем менять источник звукового аудиосурса. Клип равен переменная клип. Так же, как у нас есть спрайт, мы меняем на переменную newSprite, на тот спрайт, который хранится в этой переменной. Здесь у нас будет тоже храниться ссылка на этот файл, в переменный клип. И мы подставляем в клип аудиосурса этот файл. Давайте снова продублируем кнопку. Снова ее переименуем. Поменять звук. И в этой кнопке поменяем снова функцию Change Sound. И обратим внимание теперь на наши часы. Image Changer, появилось еще одно поле Clip, Known Audio Clip. Давайте поставим сюда, например, вот этот звук. И, что важно, поставим галочку Loop, чтобы звук был зацикленный, потому что этот звук короткий и будет не очень понятно, что он вообще воспроизвелся. И запустим теперь нашу игру. Play и пауза все так же работает. И нажимаем поменять звук. Звук пропал. Все потому, что при изменении аудиоклипа у нас ставится на паузу воспроизведения. Мы можем нажать как раз нашу кнопку, которую мы сделали до этого. И вот он воспроизводится, тот клип, который мы поставили. Уже похоже на настоящий таймер, тикающий. Отлично. Теперь мы умеем менять источник звука, умеем ставить на паузу и воспроизводить звук. Для того, чтобы пофиксить проблему с тем, что он перестает воспроизводиться, можно просто дописать после изменения звука, просто скопировать и вставить функцию Audio Play. И теперь все будет работать автоматически. Мы меняем звук, и он продолжает воспроизводиться.
Следующая тема совсем небольшая. Это timescale, то есть изменение скорости течения времени в Unity. Давайте с помощью этого свойства сделаем паузу в нашей игре. Для начала создадим, собственно, кнопку. Прямо в канвасе, переходим в UI, button. И я выберу какой-нибудь спрайт из тех, которые у меня есть. Ну, допустим, это будет желтая кнопка. Set Native Size, чтобы она стала нормального своего стандартного квадратного размера. И мы прямо на кнопке создадим скрипт, который будет управлять нашей паузой. Pause Controller. Назовем его так. Он появился на объекте кнопка. Ну, я могу сразу выбрать onClick, добавить сюда объект, и затем смогу выбрать функцию, которую мы сейчас напишем. Открываем скрипт. Можем полностью удалить и start, и update, потому что они нам не понадобятся, и написать свою собственную функцию. Public void pause game. И здесь нам потребуется приватная переменная, которая будет отвечать за то, на паузе ли игра или... Так, подожди. Так. Так-то предыдущее видео посмотрим еще раз. Второй урок нашего модуля посвящен настройке звука. Сейчас мы рассмотрим, что такое источник и слушатель звука, какие есть свойства у источников звука, и потом попишем немного код, как воспроизводить и ставить отдельные клипы на паузу, а также что вообще такое звуковые клипы и как их можно менять. Вернемся к нашей сцене. Давайте добавим какой-либо звук на сцену. В одном из тех ассетов, который уже показывал Алекс на сайте, где вы могли скачать UI, также есть бонус. В папке бонус есть несколько треков, плюс я добавил еще один свой, который нашел как раз для того, чтобы создать фоновую музыку. Давайте ее перетащим прямо на мейн-камеру. Итак, по умолчанию есть аудио-листенер на камере. На каждой камере он сразу имеется. Это значит, что камера слушает все источники звука, которые присутствуют на сцене. То есть нельзя просто создать источник звука, и он сам будет воспроизводиться в игре. Так же, как камера работает с рендером, тоже если нет камеры, нет никакой картинки. Вот если нет слушателя звука, то никакого звука и не будет. Я могу запустить игру, и ничего не происходит. Просто потому что отключен слушатель звука. Если я теперь его включу и запущу игру снова, то вы слышите, как в игре появился звук. Отлично. Давайте рассмотрим повнимательнее компонент Audio Source. Это как раз источник звука. И пройдемся по его свойствам, которые нам сегодня пригодятся. Во-первых, это аудиоклип. Это как раз тот самый клип, аудиофайл, который будет воспроизводиться источником звука. Затем есть output. Мы не будем подробно их затрагивать, но это микшер-группа так называемая. Можно создавать отдельные микшер-группы для нескольких источников звука. То есть, например, у вас может быть микшер-группа для музыки и для звуковых эффектов отдельно. И вы можете, меняя свойства микшер-группы, менять свойства сразу группы звуков. То есть, например, уменьшать громкость всех эффектов или всей фоновой музыки, либо увеличивать. Далее, есть галочка Mute. Она просто-напросто выключает звук. Посмотрим, как она работает. Так же, как кнопка на пульте от телевизора, она просто выключает и включает звук. Далее, Play on Awake. Галочка Play on Awake заставляет звук воспроизводиться сразу, как только сцена запускается. Если мы ее снимем, то звука также не будет, потому что галочка снята, и для того, чтобы воспроизвести звук, нужно кодом, например, заставить его воспроизводиться. Дальше, галочка Loop означает, что звук будет зациклен, то есть после того, как аудиоклип воспроизведется полностью, звук начнет воспроизводиться с начала. Давайте поставим сюда какой-нибудь более короткий звук, например, клик. Я просто перетащу в аудиоклип. То же самое я могу сделать, если перетащу какой-либо звук на мейн-камеру. У меня не создается новый аудио-source компонент, у меня просто меняется аудиоклип. Еще раз, первый стал вторым. И я поставлю галочку Loop и Play on Awake, чтобы звук начал воспроизводиться сразу и чтобы он был зацикленным. Вот у меня бесконечно воспроизводится один звук. Но в папке проекта я могу воспроизвести его один раз. Это очень короткий звук клика. Но из-за того, что стоит галочка Loop, он зациклен и воспроизводится постоянно. Вернем наш фоновый ambience на место. И посмотрим дальше. У нас есть параметр volume. Он прямо влияет на громкость звука. От 0 до единицы можно менять эту громкость. Есть стерео pen, который отвечает за то, что звук будет либо только справа, либо только слева. По умолчанию звук сразу является стереозвуком. И можно заставлять его воспроизводиться либо в левом, либо в правом канале громче, чем в другом. Ну, по умолчанию 0, это значит, что он одинаково громко воспроизводится
в обоих каналах звука, и в левом, и в правом. Special Blend делает звук трехмерным. Для того, чтобы явно понять, как меняется звук, если перевести его в максимальное 3D, я создам отдельный объект. А здесь аудиосурс могу либо удалить, либо снять аудиоклип, чтобы никакого аудиоклипа просто не было на камере. Я просто перенесу звук, но не на сцену, а в иерархию. И тогда у меня автоматически создастся объект с соответствующим названием и с аудиосурсом. И этот объект я перемещу подальше от камеры. И теперь перенесу Special Blend максимально в 3D. Обратите внимание теперь, что вот эта вот область, это область, в которой звук хоть как-то слышен. И чем ближе к центру, тем лучше он будет слышен. А еще положение звука относительно камеры будет как раз влиять на то, как игрок будет его слышать. Давайте попробуем запустить. И по умолчанию, представьте, звук вообще не слышно. Но если мы приближаем объект к камере, то в какой-то момент он появляется. Он слышен настолько тихо, потому что у нас настроен volume roll-off. Настроен таким образом, что только вблизи звук максимальной громкости, а затем резко громкость падает. И это можно видеть вот на этом графике. Красная линия показывает, насколько далеко от слушателя звука находится наш объект с источником звука. И очень сложно попасть при таком масштабе в самый центр. Поэтому давайте поменяем volume roll-off на liner. И звук резко стал громче. И также очень хорошо слышно, что когда источник звука находится левее от камеры или правее, то это также влияет на то, как игрок будет слышать звук. Максимальная дистанция — это как максимально далеко звук пропадает совсем. И вот теперь у нас слушатель звука находится слишком далеко, так что нулевая громкость от него в игре. Минимальная дистанция, наоборот, показывает, как близко должен находиться звук, чтобы максимальная громкость была постоянной. То есть у нас теперь есть целых 120 юнитов, примерно 120 юнитов для того, чтобы звук воспроизводился максимально громко. Да, у нас прошло 2 минуты, и звук просто закончился. Итак, мы рассмотрели все основные свойства источника звука. Давайте теперь займемся интерактивной частью и напишем небольшой скрипт, который будет управлять воспроизведением звука. Этот объект я могу удалить, и на мейн-камере аудиосурс тоже можем удалить. Давайте добавим звук на наши часы. Пусть это будет тоже фоновая музыка. И она будет 2D, чтобы не настраивать volume roll-off, и звук был слышен всегда. Попробуем воспроизвести сразу. Все, отлично работает. Play on Awake есть. Теперь мы снимем Play on Awake, чтобы звук по умолчанию не воспроизводился, и проверим, все ли ок. Да, отлично, звука нет. Теперь откроем наш скрипт, который уже есть. Давайте выберем Image Changer, потому что к нему обращаются кнопки, и далее мы тоже будем использовать его. И на старте мы можем обратиться к аудиосурсу. Для этого нам тоже нужна приватная переменная, чтобы хранить ссылку на этот объект. Private Audio Source. И назовем его Audio. Просто. На старте мы присвоим ему через getComponent значение, ссылку на объект audiosource, на компонент audiosource, который у нас находится на этом объекте. И затем сразу после того, как у нас есть ссылка на компонент, мы можем что-то с ним делать. Давайте сразу напишем audio play. Есть функция, которая заставляет звук воспроизводиться, если он не воспроизводится до этого момента. Запускаем. И теперь звук воспроизводится так, как если бы стоял play on awake, то есть с самого старта, с первого кадра игры. Отлично. Что ж, давайте теперь создадим кнопку, которая будет ставить на паузу, либо... Так, погоди-ка. Так. Так, audiosource.
21, 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 21. Так, понятно. Free sound. Reddit. Блять. Так.
Они все оригинальные.
Это я сейчас только что побывал на вечеринке. Гендер пати называется. Там моей сестры родной скоро пополнение в семье. И там будет девочка. Вот так вот. Хотя... О, окейушки. Какая же все это суета. А, подождите. Блин, вот это вот все скачать бы на самом деле. Капец, любопытно. Я какую взял? Part 7. Part 7. Это вот. Это 23-го года. Блин. Короче, самое новое и самое старое, может быть, взять. Ну-ка. Так, Underwater, Калифорния, Голливуд Dragons, Water, Tools Construction, Road Riders, Laughs, Waterflow, Gong Kong, Action Arrow, Ice Cold. Блин, ну хочу. Так, и давайте еще, ну вот, между 18-го года. Так, Carpenter's 2, Electronic, что-то там, Glitch UI, Small Fire, Thunder, Go. Impulse, In Motion, там что-то какой-то. Бёрп. А знаете что? Все года хочу. Так, protesting people, pedestrian streets, bathroom, steam trains,
Summer. А чем боливийская пустыня от обычной пустыни отличается? Интересно. А вот это вот прям проходу прикольно, слушай. Chainsaw, Sci-Fi Book. Короче, это беру. Все, Белдиш. Так. Но как бы то ни было, я вот этот сайт, пожалуй, себе запримечу. Прям реально крутой. Оставим себя. Free sound. Ну пока какой-нибудь саунд поставили. Клок. Во, вот это вот кайфовый. Вот это вот кайфовый, слушай.
Блять. Пон. Так. Home. Clock. Tick. Grandfather clock. Да. О. Продолжать воспроизведение нашего источника звука. Я выберу кнопку, которая уже есть, продублирую ее и перепишу текст на ней. Есть source. И назовем его аудио. Ставим кнопку, которая заставляет звук воспроизводить. Если он не... Погодите-ка. А.
Чё-то я не понимаю прикола. Воспроизводится до этого момента. Запускаем. И теперь звук воспроизводится так, как если бы стоял Play on Away, то есть с самого старта, с первого кадра игры. Отлично. Что ж, давайте теперь создадим кнопку, которая будет ставить на паузу, либо продолжать воспроизведение нашего источника звука. Я выберу кнопку, которая уже есть, продублирую ее и переназову, перепишу текст на ней. Я сделаю одну кнопку на оба действия. Воспроизвести, пауза. И нам нужно написать функцию, которая будет, собственно, управлять источником звука. Давайте назовем ее Change Sound Play. Для того, чтобы понять, воспроизводится ли звук и надо ли его поставить на паузу, либо наоборот, он не воспроизводится и его надо сейчас запустить, мы напишем проверку if audio. И здесь есть параметр isPlain. Это булева переменная, которая обозначает либо звук воспроизводится, то есть true, либо не воспроизводится, это значит false. И если audio isPlain возвращает нам значение true, то есть оно истина, аудио воспроизводится, то мы будем ставить наш аудиосурс на паузу. Есть также функция pause, которую мы и вызываем. И напишем else, то есть если нет, если не воспроизводится, то есть audio isPlain возвращает false, то тогда наоборот. Которая будет... Я сделаю одну кнопку на оба действия. Написать функцию, которая будет... Аудиосурс, ёпта. Угу. А что делает аудиоклип, интересно тогда? Что происходит? Не используется, не используется.
Welcome.
Так, что-то я не понял вообще. Что ему не нравится? Что это за говно? Почему у него такое? А, ёб твою мать. The answer para Japonai darıdır. А.
Угу. Ну тут тебя я тоже люблю посмотреть. Да. Пожалуйста. Тише, мама, я бегаю. Да. Микроволновку. Микроволновку. Микроволновку, так оно вкусное было. Собственно, управлять источником звука. Давайте назовем ее Change Sound Play. Для того, чтобы понять, воспроизводится ли звук и надо ли его поставить на паузу, либо наоборот, он не воспроизводится и его надо сейчас запустить, мы напишем проверку if audio. Так.
И здесь есть параметр isPlain. Это булевая переменная, которая обозначает либо звук воспроизводится, то есть true, либо не воспроизводится, это значит false. И если аудио isPlain возвращает нам значение true, то есть оно истина, аудио воспроизводится, то мы будем ставить наш аудиосурс на паузу. Есть также функция pause, которую мы и вызываем. И напишем else, то есть если нет, если не воспроизводится, то есть аудио isPlain возвращает false, то тогда наоборот. Аудио play. Сохраняем. Переходим в Unity. У нас написан скрипт, который в самом начале запускает аудиосурс, и мы будем его останавливать первым делом. Нам нужно Переходим в Unity. У нас написан скрипт, который в самом начале запускает аудиосурс, и мы будем его останавливать первым делом. Нам нужно у кнопки поменять Image Changer. Change Sound Play. Будем вызывать функцию при нажатии. Запускаем. Нажимаем. Звук поставлен на паузу. Нажимаем еще раз. Воспроизводится дальше. Отлично. Мы умеем ставить звук на паузу, либо воспроизводить его. Очень удобно. Теперь давайте посмотрим, как можно заменить звуковой клип на другой. Для этого нам понадобится публичная переменная, так же как для спрайта, которая будет отвечать за то, какой звуковой файл воспроизводит наш аудиосурс. Назовем его клип. И напишем еще одну функцию, для которой создадим еще одну кнопку. Public void change sound. Просто. И здесь мы будем менять источник звукового аудиосурса. Клип равен переменная клип. Так же, как у нас есть спрайт, мы меняем на переменную newSprite на тот спрайт, который хранится в этой переменной. Здесь у нас будет тоже храниться ссылка на этот файл, переменный клип. И мы подставляем в клип аудиосурса этот файл. Давайте снова продублируем кнопку. Снова ее переименуем. Поменять звук. И в этой кнопке поменяем снова функцию Change Sound. И обратим внимание теперь на наши часы. Image Changer, появилось еще одно поле Clip, Known Audio Clip. Давайте поставим сюда, например, вот этот звук. И, что важно, поставим галочку Loop, чтобы звук был зацикленный, потому что этот звук короткий и будет не очень понятно, что он вообще воспроизвелся. И запустим теперь нашу игру. Play и пауза все так же работает. И нажимаем поменять звук. Звук пропал. Все потому, что при изменении аудиоклипа у нас ставится на паузу воспроизведения. Мы можем нажать как раз нашу кнопку, которую мы сделали до этого. И вот он воспроизводится, тот клип, который мы поставили. Уже похоже на настоящий таймер, тикающий. Отлично. Теперь мы умеем менять источник звука, умеем ставить на паузу и воспроизводить звук. Для того, чтобы пофиксить проблему с тем, что он перестает воспроизводиться, можно просто дописать после изменения звука, просто скопировать и вставить функцию Audio Play. И теперь все будет работать автоматически. Мы меняем звук, и он продолжает воспроизводиться. Или нет. Private bool, булевая переменная, paused. И следующая тема совсем небольшая. Это timescale, то есть изменение скорости течения времени в Unity. Давайте с помощью этого свойства сделаем паузу в нашей игре. Для начала создадим, собственно, кнопку. Прямо в конвате, переходим в UI, button. И я выберу какой-нибудь спрайт из тех, которые у меня есть. Ну, допустим, это будет желтая кнопка. Set Native Size, чтобы она стала нормального своего стандартного квадратного размера. И мы прямо на кнопке создадим скрипт, который будет управлять нашей паузой. Pause Controller. Назовем его так. Он появился на объекте кнопка. Ну, я могу сразу выбрать onClick, добавить сюда объект, и затем смогу выбрать функцию, которую мы сейчас напишем. Открываем скрипт. Можем полностью удалить и start, и update, потому что они нам не понадобятся. И написать свою собственную функцию. Public void pause game. И здесь нам потребуется приватная переменная, которая будет отвечать за то, на паузе ли игра или нет. Private bool, булевая переменная, paused. И во время вызова функции мы будем проверять, собственно, пауза true или же false. Если pause true, то мы будем запускать игру, то есть нам нужно timescale, сказать, что он будет равен единице. Это стандартный timescale, мы его возвращаем. Но если у нас paused false, то есть мы в этот момент должны поставить паузу, то timescale мы говорим, что будет равен нулю. И после того, как мы поменяли timescale, мы инвертируем paused. Что это означает? Это означает, что если paused в данном случае true,
то восклицательный знак — это отрицание. Мы в pause запишем pause наоборот. То есть там, где был true, станет false, там, где был false, станет true. Неважно, какой он был до этого. Это просто удобно, потому что можно не писать отдельно. Вот здесь строчку, можно одной строчкой просто инвертировать булевую переменную. Итак, у нас есть переменная, которая отвечает за то, с какой скоростью течет время, единица или 0, и есть переключение при каждом нажатии и вызове этой функции. Теперь осталось настроить это нажатие. Выбираем вместо noFunction pause controller, pause game. И давайте попробуем запустить игру. У нас воспроизводится музыка, можно поменять цвет, поменять спрайт. Время все равно течет, все окей. Нажимаем кнопку, видно, что у нас перестало уменьшаться время. Но при этом музыка воспроизводится. Музыка не зависит от таймскейла. Я нажимаю баттон еще раз, и у меня продолжает идти время. То есть таймскейл работает таким образом, что он влияет на апдейт и fixed update функцию. Так как у нас в image timer каждый апдейт попробуем запустить игру. У нас продолжает идти время. То есть таймскейл работает таким образом, что он влияет на апдейт и fixed update функции. Так как у нас в image timer каждый апдейт меняется fill out и меняется current time, то он просто перестает меняться, потому что апдейт больше не вызывается. То же самое можно сделать наоборот. Давайте в pause controller перепишем, что здесь будет, например, 5, а здесь 0.2.
Сохраняем и посмотрим, что получится. Сейчас я буду ставить не на паузу, а буду замедлять время в 5 раз. Нажимаю, и видно, как медленно теперь уменьшается fill amount. Буквально по тысячным долям. А теперь, когда я нажму еще раз, наоборот, время ускорилось в 5 раз. И теперь у меня проходит не 60 секунд, а только 12. За полный цикл оборота этих часов. И снова 0,2. И снова 5. Давайте пофиксим воспроизведение музыки. Достаточно легко сделать. Естественно, это становится сложнее, если у вас много различных звуков, и это должен быть отдельный менеджер, который имеет ссылки на все звуки, либо как-то управляет ими еще. Но мы можем это сделать быстро, потому что у нас довольно простая сцена пока. Public Audio Source. Назовем его просто Sound. Когда мы включаем игру, Sound будет воспроизводиться. А когда мы ставим ее на паузу, то есть таймскейл становится равен 0, мы будем Sound останавливать. Довольно простое усовершенствование, которое позволит нам сделать паузу действительной паузой. Проверим сначала, что у нас в скрипте появился sound. Мы сюда просто перетащим наш image. И от имиджа у нас эта переменная возьмет именно компонент audio source. Если бы у нас была переменная типа image, то она бы взяла компонент image, а так она берет audio source. Все, функция осталась та же самая, запускаем. Даже можем поменять звук, например. И вуаля, пауза. Действительно полноценная пауза, такая, какая она и бывает в играх. Все остановилось. И... Это проверим. Мы будем саунд останавливать. Так. В скрипте появился sound. Мы сюда просто перетащим наш image. И от имиджа Интересно, а если я сюда перекину? у нас эта переменная возьмет именно компонент audio source. Если бы у нас была переменная типа image, то она бы взяла компонент image, а так она берет audio source. Все, функция осталась та же самая, запускаем. Даже можем поменять звук, например. И вуаля, пауза. Действительно полноценная пауза, такая, какая она и бывает в играх. Все остановилось. И снова пошло. Вот такой простейший способ сделать паузу в вашей игре. Четвертый урок этого модуля посвящен челленджу. Прямо перед вами сейчас находится ТЗ на игру, который вам надо написать в рамках этого челленджа. То же самое ТЗ вы можете найти в текстовом виде ниже. И давайте я объясню его словами. Игра представляет собой симулятор деревни, в которой у вас есть два вида, по сути, ресурсов. И в то же время юнитов. Это крестьяне и воины. Крестьяне добывают пшеницу с определенной скоростью. То есть есть таймер, который отсчитывает, и каждый цикл добывает какое-то количество пшеницы. Не обязательно 2, как у меня написано в ТЗ. Воины потребляют какое-то количество пшеницы за цикл. Это уже другой цикл, он может отличаться. И, например, раз в 5 или 10 секунд каждый воин будет съедать 2 единицы пшеницы. Крестьяне у нас пшеницу не потребляют. Они ее только производят. Найм одного воина стоит какое-то количество пшеницы. Не смотреть, что X и там, и еще в нескольких местах. Это все могут быть разные цифры.
Суть просто в том, что X показывает некую переменную, которая отвечает за количество ресурсов. Найм одного крестьянина также стоит N пшеницы. Найм воина занимает какое-то количество секунд, так же как найм крестьянина тоже занимает какое-то количество секунд. Пока у вас тренируется, то есть создается один воин, нельзя нанять другого. Пока тренируется крестьянин, то есть также нанимается или создается, тоже нельзя нанять другого крестьянина. Всего один юнит каждого типа может создаваться в один момент времени, но при этом крестьяне и воины могут создаваться параллельно. Есть еще один таймер рейда. Каждые несколько секунд, например, раз в 30 секунд. Ну, этот челлендж, я думаю, завтра выполним. Так, сегодня такое, по сути, нерабочее настроение, но что-то смогли сделать. Чуть-чуть, пускай, но сделали. Свои UI штуки сделали, авторские, так сказать. Блин. Короче, завтра этим займусь. Выглядит интересно. Хочется развить. Прямо хорошечно. Так, сейчас будем хоррор играть. Какой-нибудь.
Ну что ж. Ну, что ж. Что ж. Что ж. Ну, что ж. 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 Ну что ж. Что ж. Что ж. Что ж, ну что ж, что ж, что ж, ну что ж, что ж. Я не зеваю, я вздыхаю. Вздыхаю я. Так. Во! Поиграем в хоррор-антологию игры. Хоррор-антология. Хоррор-антология. Так. The One Love, спасибо за follow. Я такого не увидел. Оказывается, тут на меня зафоловились, лол, да.
Подвисаем. Так, ща. Ну, я думаю, это... Короче, надо стрим перезапускать, по-моему. Охуенно, блядь. Чё, Twitch опять решил потралить? Самое время, да? Самое время пришло. Пришло время потралить, да? Пришло время потралить, да. Ну что ж. Опять перезапускаю. Ну, это я для твичевских говорю. Для тех, кто на твиче, это было сказано. Вот так. Ну я хз, на какой-то сервак подсоединился. Вроде нормально. Вроде нормально. Ага, все. Так. Угу. Все. Итак. Ну, давайте по порядку пойдем, я думаю. All Along the Toon Tower. Выберитесь из мультяшного целикал говна какого-то. Ну, вроде бы... Ясно. Короче, тут я, пожалуй, вот просто захват экрана сделаю, потому что там лаунчер стоит в игре. И он и он включает, видимо, разные эти приложения. Что? Где я?
Помню здание. Какой-то архив. Экскурсия. Много подвижных картинок. Потом все рухнуло. Потом темнота. Комнату перед... Господи, ладно. Тут надо было мышку двигать. Я не додумался просто. Тюк-тюк. Окей. Окей, понимаю. Интересная задумка. Опять завис. Отвис. Гони зло прочь. Все, понял. Окей. В такие комнаты заходить не стоит, насколько я понимаю. Тут безопасно относительно. Блять, да как он успевает-то зайти туда? Все. Так.
Так, я могу кидаться. Опа, вот это... И чё? Ладно. Так, кто-то идет там. Блин. Крик Тома Джерри. Крик кота Тома. Данную игру создал не такусик. Используй меня, хоть мое сердце тьма. Все новые и новые механики подходят. Не видеть зла. Ага. Блять, ёбаная. Окей. Да ёб твою мать, я просто не успеваю забежать. Ладно, а если я так сделаю? Да ебать нахуй, нажмись, сука. Почему тут зона вот так вот стоит, а не вот так? Блять. Он не мог...
Один хуй не успеваю. Да это, блядь, шутка какая-то. А-а-а. Какая-то полная хуйня. Это, блядь, какая-то полная хуйня. Так, хорошо, ладно. А, ебать, он стоит. А почему тот шел, а этот стоит вообще не понимаю. В чем разница между ними? Ладно. Херня полная. Давайте вот Sensation. Не знаю. Не потеряй свою сенсацию. Сенсация. Режим дислексии. Не надо. О, ёпта мать. You're from England, America. Уже темнеет, черт, меня уволят, если я не принесу контент для громкого заголовка моей карьере. Нас репортера наступит конец. А в каком? Он в режиме окна открылся или что, я понять не могу. Почему у меня рабочий... Какой у меня два сенсейшена? Так, уже темнеет, меня уволят, карьере конец, да. А потом я не смогу вернуть долг за аренду и сдохну в гнилой коробке на улице. Что это сейчас было? Надо включить камеру. Тут что-то промелькнуло, типа, я не понял, я тоже. Прекратите играть! Я еще не сходил в душ, не взял еды, чтобы смотреть стрим. Так что я отлучаюсь. Давай. А мы все, конечно, подождем. Пока он там натрет свою жопу.
нашелся, не бойся. Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши. Спасибо на ним за 40. Да. Так, ну что ж, ждать мы никого не будем, конечно. Да. Бу, испугался? Не, ну, да ладно, это поиск предметов. Женщина, что прошла мимо меня, очень похожа на эту актрису. Одно лицо. А бутылка? Это портсигар. Дарили самым популярным звездам Токио на недавнем кинофестивале. Всеми любимая актриса берет перерыв. Уверен, что ее видел именно ее. What the fuck? Oh my god. Holy shit. Пропал малыш Джо. Какое большое награждение за нахождение собаки. Кличка собаки Джо, как на плакате. Правда что? Это чё, блядь? Бля, мне показалось, это хуйня для того, чтобы... Ладно, неважно. Правда, что фотографии звезд на упаковке увеличивают продажи. Мега полезно. Не знаю. Я знаю эту мангу. Она о девушке, которая сводит мужчин с ума и их приводит к гибели. Что-то я не понял вот этого управления вот этого говна. То есть он сам по себе плывет, и я должен нажимать вовремя. Типа это так работает. Никита Кадзе, Ромеро Ха, именно моих коллег, наверное, перечень интервью. Журавль в оригами. Это украшение я видел во многих телепередачах и газетах. Королева японского кино, главная статья сериалов, точно она. Почему самая популярная актриса Японии так скрытно себя ведет? Я последую за ней. Она что-то скрывает. Я смогу узнать ее большой секрет. Тебя тихо слышно, звук игры громкий. Угу. Окей, спасибо. Так, сейчас исправим. Вот так лучше? Вот так лучше, да? Угу. Так. Тайна станет явью. Рейтинги канала достигнут небес. Босс будет в восторге. Меня повысят. Стану лучшим телерепортером канала. У нас главный герой типа 19-летний пацан какой-то. Или могу шантажировать начальство. Да. Спасибо еще за 40. Да. Оче, бар. Мне дадут все, что я захочу.
Хочу пиццу. Она ключ от всех дверей, ведущие к успеху. Она моя сенсация. Блин, такое ощущение, что разработчик просто поснимал свою тян. Каблук. Бедняжка. Зато мне стало проще ее поймать. Комок использованный. А, комок бумаги. Здесь написано «Оставь меня». Ну уж нет. Не оставлю. Все еще горячий. Она бросила стаканчик. Бля, это стаканчик. Я подумал, это перевернутый бак мусора или типа того. Жесть, она здоровая, походу. Это... Туда вместится литров 20, это точно. Так, журавль в оригами. Это талисман дочь с моей семьи, моей сенсации. Сначала пропала собака, затем муж. Она могла бы не передачу сходить, надавить на жалость. Как бы ты ни скрывалась, я все равно узнал тебя. В портфеле остались только монетки, иероглифы на них стерлись. Менеджер отеля. А это визитка мужа актрисы. Отель должен быть недалеко. В пакете мужское обручальное кольцо. На нем остались следы крови. Это капли крови, типа. Я продолжаю следовать за ней, как тень, улавливаю аромат ее парфюма. Слышу шуршание ее плаща и замечаю глазами ее следы. Я включаю камеру, но она тут же бежит за угол. Оставь меня, уходите, прощу! Она побежала быстрее, но я все еще слышу, как сбивается ее дыхание. Она далеко не уйдет. Черт, тупик. Куда она подевалась? Она обронила ключи, она от меня так легко не избавится. No, no, no. Бейджик Ромеро? Ха! Почему он весь в крови? О май гад, what? Разбили прямо перед черным входом в отель. Тут явно что-то хотели скрыть. Талантливая дочка звезды. Звезды. Сколько бы я получил за интервью с девочкой? Зачеркнуто 3 человека. Это что это значит? Она убила 3. По крайней мере 2. Она бронила телефон. Последние сообщения прошли от неизвестного номера. Посмотрю позже. Сейчас я слишком занят хуйней. Главная звезда Токио ищет членов семьи без помощи полиции. Статья от журналиста. Этот гад был близок забрать мою награду, но я буду первым. А, вот он, шар. Детский шарфик в грязи. И что она делает в таком месте? Тут была кровь. Мы близки к разгадке, ребята. Мы очень близки. Мы скоро узнаем всю правду. Матку. Ага, она обронила телефон.
И пришло сообщение от неизвестного номера. У тебя осталось мало времени. Тебе легко это достать. Принеси еще, иначе ты больше никогда не увидишь свою дочь. Как интересно. Мой репортаж становится все дороже и дороже. Почему эта вывеска у черного входа? У меня такое ощущение, что ее только что повесили. Добро пожаловать. Твою мать! Что это? Я уже находил эти монеты в портфеле, оказывается, там было написано смерть. Каблук совпадает, это точные туфли. Детские ботинки, значит, ее ожидает дочка в этой комнате. Все указывает на то, что моя сенсация спряталась в номере этого... в этом номере. Какая мерзость! Не повезло работникам отеля. Сломали любимую куклу девочки, как бы ее запугать. Как подло, чтобы ее запугать. Вся в засохшей крови. Жив ли муж моей сенсации? Ну, это вот так и никогда не узнаем. Мне кажется, что малыш Джо жив, и он явно встретил какую-то тварь. Сломанный намордник. Любопытно, любопытно. Ух, чуть не потерял след. Не уверен, что я нашел нужную комнату. И ключ подходит. Я так просто не упущу свой шанс столь резким ходом. И вонью серы меня не запугаешь. Ёбаный рот. Там труп тут прославляется. Тот, кто смотрит разбитое зеркало, разбивает и душу. Сука! Нечто сожрало его лицо. Это мусор, да? Девочки разрисовали ночник. Бедный ребенок. Я думал, что эти штуки достаточно крепкие и не рвутся. Если муж моей сенсации потерял столько крови, то ему сейчас должно быть херово. Очень херово. На стуле кровь. Сначала репортера пытали. Какого репортера? Откуда он это берет вообще? Чисто разработчик такой типа вкидывает дальше то, что он знает. Сюжет просто спойлерит этому игроку все. На опережении все пишет. Да. Или вот, получается, Рамирес Ха, или Родригес его звали. Его поймали, пытали. Нет, я еле удрал того, кто преследовал. Чего? Кто преследовал? Как же я сразу не заметил. Вот черт. Дарси, посмотри.
Боже, это было так глупо. Вокруг меня творилась такая чертовщина. А я не хотел обращать внимания. Ля, как их много. Чё? Почему все уставились на меня? Они сверлят меня взглядом. Надо срочно скрыться. Ясно. Вау, так много людей делали эту игру, серьезно? Пон. Понятно. Так, Old Man's Liver. Я скушал печень старика. Теперь это, сука, моя. Психологический артхаус ужас про потерю девственности. Пиздата, бля. Бобер Брос. Так, давайте-ка я буду убирать чатик, потому что все равно ничего не пишете. И, может быть, буду убирать... Хотя, нет, ладно. Чуточку поменьше сделаю просто. Во. Угу. Погнали. Бобер Брос. Представляю. Я скушал печень старика, и теперь это, сука, моя. Ух ты. Собакевича. Так день одно и то же. Отвертку мне взад. Может, нужно обратить антенну? Закрой свою пасть и слезет псов. Бесполезный кусок говна. Ясно за твой отец не бити достаточно. Да, пан. Иди налево, ты мудень. Да, пан. На каком языке не базарь? На другой лево, ты курва. А. Не видишь, куда едешь ты, слепой черный. Другое лев. Помой день, муж мог обладать себе малым пальцем и задоволить полдюжины в Нахуй ты все застуто работа. Убегаешь от своей курва, да? Че ты там промямлил, недоумок? Я еще не нашел то единственное. Только не говори, что ты... Ясно, у нас главный герой девственник. Я слушал одну байку. Мужик работал на скале. И доработался он до того, что чайки его жопу приняли за гнездо. А он и рад, хоть какая-то компания. Капец, у нас собаки флексит. Бля, он телек включил. Че за говно? Наконец. Лучший ракурс. Опа.
Веди ровнее. А там тучки. Время выгулять пожилого питона. Какого хуя ты творишь, дурачок? Я пытался поворачивать, но не получилось. Я за секунду тебе мудную оторву, придурок. Грязь ты подзалупно, прыщ гнойный, ты сорвал лучший кадр. Я не хотел, тут я говорю, сучка. На, пощущина хуйна. Уже расплакался слюнтяй. Нажмите, чтобы оттолкнуть деда. Какого? Так, спокойно, милая собачка, я невкусный. Хочешь мне что-то дать? Меня покормит. Хочешь? Нажми F, чтобы съесть печень. Как же хорошо. Это лучше, чем ебля. Ты наконец показал себя старшей, сказал волк. Чего? Вуф-вуф. Ты свергнул этого хромого мопса. Теперь ты вожак стаи. Вуф-вуф. Не слушай, он слабоумный. Я ебанулся? Вуф-вуф, слабоумный. Знаешь, что нужно настоящему альфа-самцу? Вуф-вуф. Сейчас бы маленькую, милую, нецелованную осуждаю. Самочку. Почему именно маленькую? Можно и большую. О. Главное, взрослую. На нахуй! О. Скоро поймаем ее. Да, уж это конченая игра, что сказать. Ну, разработчика немного это, ну, так сказать... Желания такие интересные у человечка. Ну, как бы, может он фанат Моргенштерна, он типа, знаете, пока разрабатывал игру, слушал «Я съел деда», «Дед был вкусный», вот это вот. И потом он такой, блин, а девушки-то у меня нету. И вокруг вот, ну, короче, тема она сама появилась у разработчика, вот, в принципе. О, Минус, минус, я его, походу, да, нормально, ебанул. Ну что ж, остался волк и я. Мы вдвоем. Старшой, только не оборачивайся назад. Ты чё, бля, еще не разбился, мудень? Ты сэр, да сэр. В следующий раз обязательно разобьюсь, сэр. Чё ты несешь нахуй? Это слова не вожака, а сучки. Да блять. Угу.
Гандон! Оу. Помни, самочка превыше всего. Wilhelmskirk. Ну ё-моё. Сука. Падла. Ну я так и знал. Старшой, молодец, ты нашел свою принцессу. Хотя, кого я обманываю? Твой мозг решето от авитаминоза. Прямо сейчас мы с братьями пожираем тебя заживо. Вот так вот. Печально. Ольга Шкиранда, видимо, была той девушкой, которая, ну, типа, поцеловала экран. Блин. Не, ну, под Bobber Games что-то как-то не хочется больше игры играть. Так, ну чё? Можно сказать, ради этой игры я и взял эту антологию. Это... Я не человек, я... Ну, тут буква П есть, и вроде... Ну, неважно, короче. Это история про катастрофу и гостей из-под земли. Вот так вот. Создан на Unity. Стартуем. Привет. Я тут от знакомых слышал, что-то произошло и скоро об этом объявят. К соседям уже начали приходить люди из городов. Люди очень изменились. Если к тебе будут приходить, ты их впускай. Только осторожно, ладно? Я слышал случаи, когда людей убивали другие люди. Теперь я слышу эти истории все чаще и чаще. Знакомый сказал, что приходят существа, похожие на людей. Через несколько дней скажет, по каким признакам можно отличить их от людей. Одному оставаться нельзя, придет что-то очень злобное, и кто знает, что дальше. Что происходит вообще? Ночью спокойно можно смотреть в окна. Я даже советую, так ты хотя бы понимаешь, что окружает твой дом. Днем смотреть тяжко, очень жарко становится, глаза от света такого болят. И что, из дома теперь лучше не выходить? Дай подытожим. Ночью будут приходить люди, ты решай, кого впустить, кого нет. Визуально сложно решить. Нам потом раскроют власти, что делать. Смотри в окна, мало ли. И не высовывайся из дома, теперь опасно везде. Я сегодня переночую у тебя в кабинете, а завтра ты уже сам как-нибудь. Давай, зайди ко мне, поговорим. Днем зайди ко мне, поговорим. Кажется, больше никто не придет этой ночью. И чё?
Ну ладно. Кровать. Доброе утро, дорогие зрители. В эфире утренний прогноз погоды. В нашем городе продолжает сиять солнце и стоять летний зной. Продолжительность такой жары уже побила рекорд Гиннесса, и кажется, хорошая погода никуда не собирается уходить. Ученые внимательно наблюдают за активностью солнца и прогнозируют ее усиление. Но по их уверениям причин для беспокойства нет. Поэтому запасайтесь солнцезащитными очками, берите свои лучшие купальники и не забывайте про головные уборы. И самое главное, смотрите, чтобы вам не напекло голову. По городу в последнее время участились случаи неадекватного поведения, которое, как полагают эксперты, связано с излишним пребыванием на солнце. А это что такое? Ладно. Это, видимо, день. Ох, нихера себе. Так. О, стоит, блядь. Смотрел выпуск новостей? Кошмар какой-то. Ладно, в такую жару каждый диалог будет тратить твои силы. Так что хорошо думай, с кем ты хочешь поговорить. И еще, проверять людей на признаки гостя. Тоже в диалоге надо. Так что осторожно трать свои силы. Если решишь, что поговорил со всеми и спать не хочется, бахни пиво. Нихуя себе. Сходи на кухню, попей холодненького из холодильника. Ну это нормально прям. Это потратит все твои силы, и ты сразу захочешь спать. То есть мне просто сидеть и выживать. Как-то странно это все, не кажется тебе? Да, проговорю на всякий случай. Днем ты можешь поговорить с гостями твоего дома на всякие темы. В диалоге с ними ты можешь... Да, ахарлаг-то... Не то. Это не то. Табу скачивается. Дебар посмотрено. Чела, ты хоть. Вот то игра такая. У тебя Алерман. В диалоге с ними ты захочешь, можешь проверить признаки фальшивых людей. Вот, короче, типа, поняли, да? Морсаланда. Дахсы, маленькая дахсы. Так, ну чё? Дальше сам примешь решение, что сделать, что делать с теми, кто, на твой взгляд, не человек. Если больше не захочешь с ними ни с кем общаться, то на силу останутся, пей пиво на кухне. Там в холодильнике я тебя принес охладиться. Так захочется спать. Блин, нормальный такой мужик пиво принес. Объяснил все. Клевый чувак. Ну и ждем помощи. Если объявят эвакуацию, держись рядом с моей семьей. Сейчас попей пиво и ложись отдыхать, уставший у тебя вид. Да, кстати, я слышал, что ночью кто-то ходит и спрашивает, один ли ты дома. Если открыл дверь, не говори, что ты один. Ну все. Да, вот, смотрите. Вопрос ему задал, и энергия потратилась. Уже вторая, да. Хорошо, ладненько. Во, смотрите. Прикольно. Блин.
Эти разработчики очень крутые. Классно так сделали. Ладненько. А, погоди, а где кухня? А, во. Ох, меня разморило от пива. Самое лучшее сейчас поспать. Окей. А, я мог потратить на просмотр кинчика, что ли? Да ладно. Ну все, ночь. Блять. Вдалеке стоит дом соседа, который сейчас у вас в гостях. В окнах горит свет, и кажется, семья ждет, пока он уйдет от вас обратно домой на ужин. Вы видите, как за окном у поля проводят время несколько подростков. Они беззаботно сидят и о чем-то увлеченно болтают, не обращая на вас внимания. На улице гробовая тишина. Никого нет. Даже алкоголики по непонятной причине решили не появляться на улице. Они кого-то боятся. Или они все мертвы уже. Ох ты, нихера себе. Привет. Мой папа у вас? Вы позовете его? А, днем было не страшно, но сейчас страшно. Много людей повыходило ночью погулять. Расскажи что-нибудь о своем папе. Я много про него знаю. Нихера себе. Стремно. Перед тем, как пойти в гости, он любит попить немного пива. Мне он оставляет и обед, и ужин, и сок. Я сегодня попробовала пиво, которое он пьет. Фу, гадость какая. Нихера себе. Зачем такое пить, если есть сок? Ой, не говорите ему, пожалуйста. Че, спокойно дошла до сюда? Знаете, как будто все перевернулось с ног на голову. Люди днем теперь сидят дома или спят, ночью гуляют и делают дела. И я еще не отвыкала от бояться темноты, но вроде и бояться нечего. Или есть чего. Хорошо проведите время. Спасибо и вам тоже. Мы уже пойдем. А то мне страшно одной ночью. А, они только вдвоем живут, что ли? Мы будем играть в игру, он сделал мне какую-то там... Надо кубики бросать. И потом ходить по предметам. То есть, ну, по креслу там, или дивану. И вот, надо строить дорогу. Короче, я покажу вам потом. До свидания. Он стоит так. Ладно, ушли. Чё? Ух, ебай. Вам можно? Я укрывался в пабе, но меня просто выгнали. За что не каждый выдерживает мой темперамент. Но я не обижаю никого, не подумай, просто тошно иногда, сам понимаешь. Чё думаешь, пустишь? С тобой же не будет проблем? Чё ты называешь проблемой, домовладелец? Убийства и драки противны моей душе, но в обиду себя не дам. Выпить и поесть я люблю, люблю поговорить и при поднятом настроении, это проблема. Почему тебя выперли из прошлого убежища? Думал сначала тебе что-нибудь обидно сказать, но передумал. Я уже говорил, неудобно людям, а со мной там было. Сидели черт знает кто. Так подумать, может и хорошо, что выперли. Эти живьем бы сожрали и не заметили бы. Блин, высокий, странный. Да и вроде нормальный, я не знаю. Ладно, проходи, давай. О, ха-ха. Спасибо, доверие к людям сейчас не больше монеты. Поэтому ценю твое доверие. Может,
Ладно, не могу обещать ничего. Ох, ебать. Тут пришел. О, блядь. Здравствуйте. Извините, что так поздно? Днем как-то жарко, по телевизору говорили, что лучше не выходить при солнце. Не найдется ли у вас местечко для меня? Ты кто? Я жила поближе к городу. Там, конечно, асфальт нагревается очень слабо. Я вообще кассиром работала когда-то, но сейчас уже нет. Меня уволили с работы, как-то не повезло. Что будешь теперь делать? Постараюсь как-то выжить. Страшно, конечно, когда вокруг какие-то гости. Солнце адски печет. Очень хочется пожить. Разве вам не страшно? Скажите, что все скоро закончится, пожалуйста. Да проходи, ладно. Спасибо, ха-ха, спасибо, правда. Господи, я проживу еще какое-то время. Ладно. Кажется, больше никто не придет этой ночью. Прикольно. Можно пойти поспать, видимо. Мы прерываем утреннее шоу для срочного сообщения. Сегодня в 6:28 утра на Солнце произошел мощный выброс энергии. Данная вспышка оказалась больше, чем прогнозировали ученые. Температура на улице достигла критической отметки. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Мы просим всех граждан избегать выхода на улицу в дневное время. И теперь к новостям. Гости с того света? Люди, вылезающие из-под земли? Нет, это не фантастический роман или заголовок желтой прессы. Как сообщают очевидцы, по городу стали происходить контакты с гостями. Один из очевидцев наткнулся на мужчину в возрасте, у которого были идеально белые зубы без изъяна. Как выяснилось позднее, этот мужчина был гостем. Были замечены подобные эпизоды с гостями, у которых идеальные зубы. Поэтому, если вы хотите выявить гостей, проверяйте состояние зубов. О, нифига себе. И просим вас быть бдительными и сохранять спокойствие. Теперь перейдем к другим новостям. Ага, все. Так, установочка есть. Давайте проверим. Так, сидит. Да, ты что-то хотел? Мне надо проверить тебя. Что ты хочешь проверить? Зубы. Тебе показать мои зубы? Ну, посмотри на них. Еще остался привкус несчастья и дыма. Ну, не знаю, даже как будто бы белые. Хотя немного желтизна есть, как будто бы. Желтоватые, да? Ну вот и не доебывайся до меня со своими тестами. Я не гость. Ладно. Ладно, этот парень нормальный, видимо. Ух, блять. Жестко, но... надеюсь, скоро это все закончится. Так, мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Зубы. Это же... Что же... Ну, ты что, по зубам будешь принимать решение? Я ведь недавно исправлял зубы. Хотя, если честно... Не могу вспомнить, когда я была у стоматолога. Была ли я вообще у него?
Господи, от страха не могу вспомнить даже, что вчера ела. Ебать, идеально белые просто. Ну это 100% гость. Это что же, я подхожу под описание? О, так не может быть. Я не могу уже быть гостем, да? Нет! Все, готово. Класс. Мощно. Так, ну что, поболтаем. Ты что-то хотел? Что ты знаешь про катаклизм? Как распознать гостя? Ну, он не больше меня знает, наверное. Солнце взрывается. На земле наступил настоящий ад. Без метафоры, чистилищ. Никто никому не верит. Днем людей буквально сжигают заживо. А ради убежища люди родную мать готовы продать. Мне хотелось бы верить в людей, да верится с трудом. А как распознать гостя? Я знаю не больше тебя. Гостей можно выявить через идеально белые зубы. Это ж ёбаный бред. Просто хотят, чтобы мы поубивали друг друга. И непонятно для чего. Ну все, ладно, пойдем спать. Жестко. Блин. О, за окном стоит сосед и его дочка. Они весело просто играют, забывая о происходящем ужасе. Хотя бы на миг. Смотря на это, вы вспоминаете свое детство, и вас охватывает теплое чувство ностальгии. На земле лежат тела подростков. Кто-то убил их. Кажется, совсем недавно, ведь кровь еще не успела засохнуть. От увиденной картины у вас по коже бегут мурашки, и вы чувствуете небольшую тревогу. Жутко. Крыпы. Ух, блин. На тропе стоит бледный, как сама смерть, человек. На его коже странные складки. Кажется, эта кожа ему не по размеру. Ё-моё. Отсюда не видно его глаз, но чувствуется, как он сверлит вас своим взглядом. Вы ощущаете страх и молите Бога, чтобы жуткий гость обошел дом стороной. Как же он стрёмно выглядит. Стоит, блин. Здравствуй. Сразу скажу, мне жар не страшен, но я все равно ищу спокойное место. Смогу ли я найти покой? Ты кто? Это больше не важно. Ты же спрашиваешь, не гость ли я? Нет, я не гость. Но кое о чем бы я попросил тебя попозже, пока я не уверен. Тебе не страшен жар? Мне всегда холодно. Пока одни сгорают на улице, я укутываюсь в куртки. И мне все еще холодно. Мне страшно снять одежду. Что если я получу еще больше страданий, и я не смогу умереть от этого? А мне обязательно ее пускать? Типа... Все нормальные люди сидят по домам, а это, знаете ли, такая... Мне похуй. Да гуляй тогда. Понимаю. Пока. Я вижу у тебя на руках много следов пороха. Ты можешь выстрелить меня? Ну да, пули тебе и самому нужны. Пока. Фу. Привет, человек. Как же нам повезло. Мы застали своими глазами наказание людских страстей. Земля очистится, солнце сделает свою работу. И мы пойдем в новый чистый мир.
Вот такая, блядь, благодать. Что? Да ты чего, человек? А ну-ка послушай, я сейчас тебе такое кратко расскажу, сводочку. Солнце горит и печет нас, не просто так, оно из нас выпекает грехи. Мы все натворили всяких дел, и вот теперь солнце злится. Дает нам, по нам свой удар. И это хорошо, все грехи закончатся, будем жить как следует. То есть мы должны умереть? Да какой там? Грехи умрут. Солнце, может быть, умрет, а мы будем жить. Больше не будет смертей, ни воровства, ни жадных ублюдков, которые не могут продать мне то, что я хочу за справедливую цену. Ты можешь себе такое представить? Ты понимаешь, что все это такое? Да нормальные вроде. Проходи. Я тебе еще расскажу много про все это. У тебя пиво-то есть? Забыл спросить. Ну да, точно человек. Литер или просто мужик. О, ничего себе. Когда-то такое уже было, и такое же повторится позже. Жаль, что мы стали свидетелями. Может, и участниками. Ты кто? Просто лицо. Ничего не ищу. Никому ничего не принуждаю. Из тени вышел, из тени уйду. Странный ты. Так даже и безопаснее. Для меня в основном, но все же. Так проще сохранить кое-что от потопов, пожаров и времени. Не каждое семя становится деревом, да. Погадаешь мне, выбери, откуда мне открыть книгу и прочитать строчку. Открой в начале верхний абзац. Мертвый придет и скажет, ему не поверят. Что это значит? Мне нужно теперь подумать. Может, увидимся позже. Ха! И ушел. Мне кажется, больше никто не придет этой ночью. Ладненько. Доброе утро, зрители! В эфире утренняя сводка новостей. Окна смотришь, да? Да. Индигинда. Аномальная солнечная активность продолжается. По прогнозам экспертов, она будет усиливаться и дальше. Нам продолжают поступать сообщения очевидцев о контактах с гостями. Вследствие чего власти в срочном порядке организовали КЧС. КЧС расшифровывается как Комитет по чрезвычайной ситуации. Сотрудники комитета одеты в желтые защитные костюмы. Комитет начал функционировать недавно, однако они выявили новых признаков гостей. Эксперты комитета полагают, что кроме зубов гостей можно отличить по грязи под ногтями. Как сообщают источники, это выявили вследствие проверки одного из домов. Сотрудников встретила женщина, работавшая медсестрой. У нее по непонятной причине под ногтями была грязь. С учетом того, что гости вылезают из земли, женщину забрали на проверку, в ходе которой подтвердился ее опасный статус. Если вы заметили кого-то, кто похож на гостя, незамедлительно обращайтесь к членам КЧС или по горячей линии 0451. Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Теперь к другим новостям. Окей. Так, сидит. Да-да, что-то хотел. Хотя давайте я его спрошу. Да я уверен, что он нормальный чел, у него желтые зубы были. Так, кто такие гости? Как много жертв? Он так чисто поболтать, да, видимо. Ну давай, типа. Как много жертв? Тысячи? Сотни тысяч? Миллионы? Честно, я вообще без понятия.
И никто тебе не скажет, чтоб лишний раз не перепернул от страха. Сколько бы ты ни думал, умножай это на число на 3. Наверное, столько же этих жертв и будет. Ну вот так вот, да. Ну, действительно. Так. Ага. Так, где наш толстый друган? О, сидит. Внимая словам твоим, человек, говори. Надо проверить тебя. Пиздец он. Что ты хочешь проверить? Ну... Он в ванной сидит так-то, типа руки моет, наверное, не? Давай зубы. Мои зубы тебе показать. А я ими правду отстаивал. Все правды свои я отстоял. Да ты сам посмотри, что тут на самом деле. Ну, зубов нет, но они чистые. Ну да. Я спасаю зубы пивным раствором, а он хорошо сохраняет кальций. А без этого давно бы зубы растерял. Так, это... Ну, у него нет зубов некоторых, как будто бы нормально. Ладно, понимаю, конечно. Сейчас только все происходит, но мы живем дальше. Погоди, давай руки проверим. Никаких запретов, мой друг. Смотри, мои ногти, сколько тебе влезет. Я натренировался получать ими полезный солнечный свет. И открывая крышки пива. Чистенькие, чистенькие, да. Ты это, просто проверить хотел? Думал, ты просто злой человек. Так, кто такие гости? Я не думаю, я знаю саму правду матку. Ты спрашиваешь меня, кто такие гости? Так вот, я тебе отвечу. Это, друг мой сердечный, гости из других планет. Они наследники инопланетян, прилетавших на Землю, когда Солнце было моложе, а трава зеленее. Они поселили их в Землю, словно ростки зла, и те взращивались веками. А теперь они вылезли и хотят отнять нашу Землю. Но Солнце решило защитить нас, ибо Солнце гостям не милостиво. Иначе чего они под землей прятались все это время? Логично, логично. Бля, вот пивка холодного пахнуть. Так, подожди. Давай-ка спросим у него, чё, как много жертв? Много! И поверь, друг мой, это далеко не все. Это только начало. Чаша весов еще не наполнилась достаточно, чтобы уравновесить вселенские силы. Нужно больше сожженных в праведном пламени солнца. Но знай, друг мой, эти жертвы будут не напрасно. Когда-нибудь мы все поймем истинные замыслы Солнцеликого. Бля, иногда по ночам я очень грущу от того, что женушка меня бросила. Святая женщина была. Насыкота еще. Блин, чел. Ладно, энергии у нас кончились. Пойдемте спать. Ну, подытожим. Вроде как нормально все вообще. То есть у первого зубы желтые, у этого ногти чистые. Но разве что у него зубы белые прям. Но не идеальные, я бы сказал. Ну, нет у него некоторых зубов. Идеальные зубы — это, ну, все зубы на месте, они белые. Началось. У соседского дома стоит небольшая группа сотрудников КЧС. Интересно, о чем они болтают? Может, они берут образцы почвы? Или ищут место для
разворачивание базы. Вам становится капельку спокойнее от мысли, что кто-то пытается разобраться в этом кошмаре. Ну да, это хорошо. О, на земле лежат сгоревшие дотла тела подростков. Кажется, они пролежали здесь весь день. Двое сотрудников КЧ стоят рядом с телами и что-то записывают. Хорошо, что появились те, кто могут убирать тела. Страшно представить, какая зараза может появиться, если гниющие тела не будут убирать с улиц. Ну это да. О, за окном стоит группа вооруженных солдат. Видимо, это небольшой отряд, высланный сюда из города, чтобы они обеспечивали безопасность КЧС. До вас долетают лишь обрывки фраз про бледного мужчину с голым торсом. А, тот длинный мудак, который тут стоял. Может быть, они хотят выследить того жуткого незнакомца? Вы чувствуете себя спокойнее, что появились люди, готовые разобраться с опасным гостем на улице. Это да. Как будто получше стало. Мать твою за ногу. Я этого мудака не впущу ни в коем случае. Привет. Ты кто? Как тут у тебя дела? Все хорошо. Сука. Блять, идеальные зубы нахуй. Почему ты игнорируешь меня? Слушай, а ты один в доме? Просто интересно, а что ты тут гадаешь кому-то? Кому-то обещаешь спасение? Кого-то гонишь? Я не один. Сегодня тебе повезло. Блин, расстроился. Я слышу, как кто-то шепчется в твоих комнатах. Но кто знает, что случится завтра? Опачки. Окей, так. Ебать. Я могу тебе отдохнуть. Откуда ты пришла? Я уже не помню. Все равно откуда. Я очень устала, и если отдохну, просто упаду под окнами. Твоему напарнику плохо? Это мой муж. Он умер. Оу. Я не могу его нормально похоронить теперь. Отпускать его теперь бессмысленно. С трупаком. Но мне кажется, это байт какого-то своего рода. Думаю, она нормальная. Проходи. Не думаю, что останусь надолго. Мне бы только передохнуть. Амогус. О, здорово, бля. Видал, что происходит? Вообще ахуй. Как там у тебя по делишкам? Что тебе надо? Да так, просто интересуюсь. Ха, вообще у меня есть темка, можешь легко денег поднять. Бля. Ну смотрите, у него зубы не идеальные. Вот он батареи. Вот. Вон скачанные файлы. Вот. Ага, бата. Вон и скачанные файлы. Нет. Да. Да. Вот. Вот.
долго, да? Но его зуб подкупает так-то. В таком кайфе от солнца вообще не напрягаясь может поднять деньги делать. А всякие чмошники боятся чего-то, а надо просто шевелиться. Ко мне зачем пришел? Да ты вот уже делом занялся. Народ собираешь, что-то мутишь тут, движуху наводишь. А мы тут с тобой праздник жизни строим. Ну, блин, как по мне вообще нормальный. Типа вот. Зубы подкупает, очень зубы подкупает. Ну, проходи. А, вот эта тема. Ну все, наконец-то умный человек попался. О, здорово, Леха. Привет. О, еще один. О! Ой, я уже думал, никого нет дома. Так, тихо у вас ночью. Привет, я могу войти? Ты следил за домом? Не, ты что? Нет, конечно. Редко, когда в наполненном доме нет никаких звуков ночью. Кто-то забывается в алкоголе и орет. Кто-то орет от боли и ожогов. Кто-то просто орет от невыносимой тоски. Ты кто? Опять некая инди-игра? Да, русские разработчики. Теперь я странствующий врач. В больницах настоящий ад. Очень советую теперь туда идти. Я оперировал людей. Хирург. Типа он этим объясняет эту кровь, по сути. В нашей больнице не хватает денег, поэтому я много чего делал еще, что не входит в мои обязанности. А сейчас я просто хожу и помогаю, кому могу. Ну, проходи. Надеюсь, я смогу помочь кому-то. Кажется, больше никто не придет этой ночью. Ну, ладненько. Ну, многовато людей я пустил. Как будто бы дохуя на самом деле. Я же всех пустил даже. А кто из них гость, непонятно. По-любому кто-то гость. Арену не катаешь уже? Ну, давненько не катал, да. Доброе утро, зрители! В эфире утренняя сводка новостей. Доблестные сотрудники КЧС организовали карантинные зоны. В них направляют всех, у кого обнаруживаются признаки гостя. Ряд людей высказывает свое беспокойство, что до сих пор неизвестно, кто такие гости. Однако КЧС уверяет, что это всего лишь больные люди, которым нужна помощь. Кроме того, КЧС объявил новый признак гостей – сильно раздраженные кроваво-красные глаза. Эти сведения удалось выявить в результате экспериментов с задержанными гостями. Как полагает эксперты КЧС, раздражение вызвано воздействием яркого света солнца. Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие, не покидайте дома в дневное время. Теперь к другим новостям. Окей. Ладно. Так. Ну чё, проверим его? Ну чё, ёпта? Надо проверить тебя, бля. Чё ты хочешь проверить? Так. Зубы неоднозначная херня. У него и так не дырявые, как будто бы. Я видел. Давай начнем с рук. У меня сколько гостей, ебать? А, у меня 3 гостя. Так, раз, два. Ну, на всех хватит, да. Ну, давай, руки показывай. Да ты че, я нормальный. Ничего такого с ногтями не делаю, ну, глянь. Ну, блядь.
хуй знает, как будто бы и грязные. Ну, нет, ты не подумай. Я моюсь, просто как-то времени не было сегодня в руки полоснуть. Вообще чисто вроде. Ну, да. Здорово, Фред. Здорово. Ну че? Так. Глаза давай. У меня глаза в последнее время чешутся, знаешь. Как думаешь, от солнца или чё? О-о-о. Да, блядь. Это, блядь, какая-нибудь. Да, блядь, говорит. Ну, хуй знает. Да, блядь, говорит. А пизду нахуй. Явно не человек. Вот они реально могут просто помыть ногти. Это правда. Аня, сдохни нахуй. Да и соси ты хуй. О, блять! По-другому же. Я просто до этого других людей убивал, или гостей, кто они там. И они... Ну, труп типа человека был. А тут пакет прям. Да ну нахуй, нормальный был, что ли, типа, или чё? Опа. Граф Дракула. Да-дам. Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Глаза. Ха-ха, ну да, я покажу тебе свои глаза. Не знаю, заметил ты или нет, но у меня поликория. Вот что это значит. Ебать. Нихуя себе. Я хуже из-за этого вижу. Казалось бы, 2 зрачка в одном глазу. Как удобно. Но, увы. Да не, нормальный, по-моему, вообще. Ну, такие мутации, типа, только у человека, наверное, могут быть. Это кто рычит, ебать? Отдохнуть бы немного. Какая прикольная игра. Здорово, Пейн. Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Глаза. Да, глаза, не уверен, красные. Вот зубы давай. Хуй знает. Ну, ставлю на зубы. Что? Ладно. Белые, бля. Все? Я могу побыть одна здесь спокойно? Или не очень белые? Не, ну зубы... Окей, ладно, зубы нормальные, походу. Да, кажется, нормально, слушай. Винир. Так. Поговорить бы с ней еще, что ли? Ну давай. Отдохнуть бы немного. Нам нужно держаться вместе? Я не знаю, прости. Мне сейчас тяжело думать. Я просто хочу немного передохнуть, и все. Дай мне передохнуть, пожалуйста, я очень устала. Ну ладно. Это тут. Типа кто-то из вас гость, что ли?
Что за тип в ванной плавает? Это ее муж. Такая тема. Ну да, кто-то рычит, я вообще не понимаю, что за бред. Так. Может она все-таки, а? Как бы зубы ладно, но давай я тебе проверю еще. Давай глаза. Что ты хочешь проверить красноту? Попробуй. Если я показываю эмоции, значит я гость. Может ли человек в этом новом мире плакать, смеяться? Уж точно нельзя. Ну ладно, это, ну, вообще, да, я об этом говорил и был уверен, что у него красные глаза. Ну ладно, давай ногти, блядь, ногти. Руки, сейчас, подожди. Руки устали нести того, кого спасти отказались. А, ну, слушай. 2 из 3. 2 из 3. А вообще, можно меня не просить этой хуйней заниматься? Если хочешь пристрелить, просто постреляй. У меня нет сил больше. Нет, извини, я просто очень устала. Может, это она так храпит, ебать. Я не понимаю, если честно. Ладненько, давайте ложиться спать. Вроде все спокойно. Ой, бля, началось нахуй. Соседский дом, что недавно покрасили белое, сгорел дотла и теперь абсолютно черный. Серьезно? В смысле? Похоже, пожар утих совсем недавно. Неужели кто-то поджег его намеренно? Что произошло с соседской семьей? Да ладно, они сгорели, что ли? Выжил ли кто-нибудь? Зачем сожгли дом? Ваши головы переполнились тревожные мысли, и вас охватило чувство непонимания и беспомощности. Блин, музыка-то какая искаженная стала. Ой, блядь, ебать, нихуя себе. Бледный жуткий мужчина стоит на дороге и улыбается. Ебать. У него в руке этот голова солдата, что ли? У него в руке чья-то оторванная голова в каске. Это голова солдата, застывшая на лице гримасы ужаса. Вам очень не по себе от увиденного. Ебать. Эта мразь приходила ко мне на 2-ю ночь, по-моему. На улице стояла. Обалдеть. Весь отряд солдат, который был здесь вчера, мертв. Тела разбросаны по всей улице, и у одного из тел отсутствует голова. Неужели их всех убил тот бледный жуткий незнакомец? Вас охватывает ужас от этой картины бойни, и вы чувствуете себя в опасности. Вот так вот. Ядрить. Ладно. Может, они обе гости? Ну, не знаю, не знаю. Не-не, не они. Они не обе. Я мужика толстого проверял. Вполне нормальный. Я у него зубы проверил. У него несколько зубов не было. Это меня подкупило. Но зубы чистые были. Белые вообще, идеально белые. Но некоторых зубов не было. Ногти проверил. Чистые. Нормально. То есть тут как бы почти идеальные зубы, но там нету зубов некоторых. Поэтому я такой, блядь, ну, может быть. Норм, не? Ох, нихера себе. Доброй ночи. Я из бригады КЧС. Мы пришли вам помочь. Как я могу тебе доверять? Вы наверняка смотрели выпуск новостей. Там говорилось про нас. Плюс я могу показать удостоверение. Как ты будешь помогать нам? Сначала мы должны провести исследование. По его результатам я смогу провести дальнейшие действия, уведомив руководство. Вам нужно только немного подождать. У вас есть план действий? Конечно.
Мы же не можем действовать спонтанно. Мы заберем с собой одного на обследование одного твоего человека. Так как вы могли облучиться солнечной радиацией, мы проверим здоровье одного. На основе этого решим, нужна ли вам всем помощь. Для этого подойдет любой. Мне тоже нужно собираться? Нет, вы, как я понял, владелец дома, вы оставайтесь пока. Мы увезем человека ненадолго, потом решим, как лучше сделать. После мы в любом случае выдадим инструкции. Кого он забрал? Теперь я забираю вас, человека, мы пойдем. Кого он забрал? До свидания. Вот кто руки так ставит? Похож на толстого. Длинный он был бы где-то вот тут, вот так. Кого-то забрали, слушай, кого-то забрали. Ёб твою мать. Здорово. Жесть, что творится, видал? Какое же это общество вскрылось в зверье вокруг? Наконец, никто не притворяется. А ты из этого зверя? Да мы все это самое зверье. Будешь долго отрицать, тебя живьем сожрут. Костей не оставят. Теперь новый порядок. Кто сильнее, тот и прав. Кто говорит, что он не из таких людей, завтра уже будет мертв. Сколько домов ты сменил? Я нигде не был долго. Но повсюду я вижу хаос, страх, закрывает глаза людям на очень многие вещи. У тебя еще порядок? Это интересно. Я бы посмотрел, как ты его держишь. Но хуй знает, он такой какой-то не такой. Но в любом случае, я вот как понимаю вообще игру. Видимо, в ночь я пускаю челиков. Наступает день, я с ними болтаю, проверяю. Наступает еще одна ночь, я впускаю новую партию людей, и остается старая партия людей. Если среди старой партии людей будет гость, то на следующий день, я думаю, после следующей ночи, после новой партии людей, эти убивают рандомно человека из всего ротора людей, или из старого пула людей. Короче, мне кажется, так работает. По типу мафии, знаете. То есть, когда ты идешь спать, происходит убийство. Но в первую ночь они не убивают. Хотя, могу ошибаться. Но я думаю, что примерно такая, типа, тут тема. Поэтому я такой думаю, блять, может я его впущу, а потом завтра проверю его. Давай так сделаем. Да, проходи. Разумное решение. Сила теперь управляет жизнью, и ты либо принимаешь это, либо получаешь проблемы. Так. Фу, здрасте. Пустите меня. Что случилось? Моего папа. Убили папу. Кто это сделал? Попей воды. К нам пришли гости. Они сидели у нас. Папа о чем-то говорил с ними, а потом они его убили. Наш дом теперь горит. Проходи. Вы поможете мне? Мне страшно. Вот так вот. Ой, бля. Как тут обстановка? Я не здешний, не сильно люблю стоять на одном месте. Теперь долго не проходишь, года не те. Что ты тут ищешь? Где в городе? Да просто отдохнуть хочу. После этого солнца проклятого гости стали активнее вылезать, куда-то залезать. Вот что скажу, их надо гасить, они чего-то пытаются с нами сделать.
Где твое оружие против гостей? Да было у меня ружье. Меня чуть самого не убили. Они подкараулили, пока я уснул в палатке, и просто украли мое ружье. Я бежал, они стреляли. Чего, блядь? Я спал, потом они украли мое ружье. Я бежал, они стреляли. Почему они тебя не убили, пока ты спал? Что за бред вообще? Ничего человеческого, кроме оболочки-то и нет. Да пиздит. Пиздит. Жестко пиздит. Но знаете, проверить хочется. Ну типа на следующий день. А так он пиздит, по-моему. Бред какой-то. Типа у меня было ружье, пока я спал. Украли, я убежал, по мне стреляли. Упал в лужу. Блин. Норм типок. Ну, выглядит-то он норм, но история говна какого-то. Ну ладно, проходи. Я проверю. Ну, я в любом случае проверю. А я знал, что ты не тюфяк, нормальный мужик. Замесим этих гостей, они к нам на милень подойдут. Все, кажется, больше никто не придет этой ночью. Че это говно стоит, да? Блять, стоит нахуй. Страшно. Вы чувствуете запах гнили и смерти? Кого-то убили? О, бля. Да ну нахуй. Доктор? Или баба? Блять, баба, что ли? Да ну нахуй, бля. Доброе утро, зрители! В эфире утренняя сводка новостей. КЧС продолжает выявлять новые признаки гостей. По их данным, при попытке сфотографировать гостя он получается сильно размытым на фото. Нифига себе. Подобный эффект можно заметить только на пленочных фотоаппаратах. К сожалению, в этот раз причины подобного явления так и не были установлены. Однако КЧС призывает граждан использовать новые данные для выявления гостей. Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и не покидайте дом в дневное время. К5 к другим говорит. О. Ну погнали, погнали, погнали. У тебя какой-то вопрос ко мне? Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Давай по старинке, думаю, начнем. Дай глаза. Ищешь во мне чужака? Не боишься в них свое отражение увидеть? Какие глаза? Я впечатлен. Не все выдерживают мой взгляд. Ха. Какие глаза? Я бы сказал, на удивление красивые. Будь начеку гостем, может быть любой из нас. Фотка их все. Ну сейчас погоди. Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Фото? Да я особо не люблю фоткаться. Че? Вспышка напоминает мне угрозу, у меня сразу паника. Но ты не понял, я не буду фоткаться. Че ты не будешь фоткаться-то, блядь? Ты охуел? В смысле не хочу, ёп? Ты чё гонишь-то? Бля, ну хуета какая-то, если честно. И чё мы теперь из-за не хочу, не, типа его не будем убивать? Честно, не хочу. Кажется, фотки реально работают. Бля, он кажется гость, ребята. Он пиздел это раз. Не хочет фоткаться это два.
Ладно, если он проебет еще одну проверку, то все, я его, ну, просто убиваю тут на месте. Знаешь, не люблю это все. Фоткаться, резкие вспышки, звуки. Бррр. Нет, все неинтересно. Так. Ну... Давай глаза. Знаешь, у меня когда-то был свет в глазах. Сейчас, конечно, от такой жизни только серые глаза достаются нам. Но я доберусь до всех, раздеру их руками. Тогда мы снова спокойно заживем. Да пошел нахуй, блядь! Чё за хуйня? Блядь, он мне просто энергию жирает, урод, блядь. Чё это было? Он просто отказал мне или чё? Чё? Кто посмотреть? Да? Окей. Папа колея. Бля, не, он мудак, конечно, я в ахуе. Так. Да, мне просто не дали выстрелить. Если бы я мог выстрелить, я бы сейчас выстрелил. Фоткаться отказался. Глаза показать отказался. Напиздел при разговоре. Ну, руки показывай давай хотя бы. Не-не-не, давай. А хотя он скажет, я не хочу показывать зубы, блядь. Руки покажи давай. Погнали, погнали. Ну и, блядь, вроде вот грязь есть, видите, грязь есть. Конечно, у меня руки будут грязные. Я хожу по ночам копать этих чертей. Их даже проще... Да пошел ты нахер. Да пошел ты нахер. Будешь выкидывать меня, положи поближе к этим. Да, он, походу, этот гость, видите? А вот этого чубрика, который здесь сидел, я убил, у него этот, как его, пакеты были. Кажется, это прям отличительная черта такая. Я хочу к маме. Так, у него глаза красные. Ну, я сфоткаем. Фото. Фото? А меня мало фотографировали. Покажешь потом фото. Вы фотографируете девочку. Фотография получилась слегка размытой. Девочка, не дожидаясь конца фотосъемки, побежала к вам. Спасибо. Мне не понравилось. Больше не проси меня делать фото. Ну, вроде нормально. Слегка размыто. Так, погодите, этот чел на месте. Девушку убили, блядь. Сука, доктор нахуй, ты что ли? Да-да. Что ты хочешь проверить? Фото. Хорошо, без проблем. Понимаю, что надо проверить все признаки в этом фотографии доктора. Ничего необычного не получилось. Мне все говорили, что у меня необычная внешность. А что ты думаешь? В смысле? Вот какой-то вопрос ко мне? Ты в людях не разбираешься. В смысле не разбираюсь? Я того уёбку убил только что. Он-то в итоге гостем оказался. Этот вот в клетчатой рубашке-то, который был. Типа, которого ты назвал нормальным типом. Пейн. Ё-моё. Ты чё? Это ты не разбираешься. Фото. Не люблю фотографироваться. А если потом эти фотографии окажутся не в мусорном ведре, мне придется принять меры. Ты понимаешь это? Вы фотографируете собеседника. Вы размахиваете фотографию, чтобы она быстрее проявилась. Вы замечаете, что фотография вроде нормальная. Но у вас вырывают ее из рук. Дай сюда, я выкину сам. Ну, фотография нормальная. Да, ты что-то хотел? Не надо тебе проверять.
Фото. Все эти проекты по признакам по парню в желтом комбезу. Все это как-то какой-то пиздец. Не, у тебя ощущение, что все идет к какому-то страшному аду. Все якобы под контролем, но вокруг полный хаос. Ну фоткай давай. Вы фотографируете собеседника. Он сидит спокойно, человек целиком в кадр не помещается, но ничего необычного вы не видите. Мне просто жутко, что будет происходить дальше. Окей. Охуеть, ебать. Получается, девочка подозрения, ну есть немного, да. Но мне кажется, я уже убил этого гостя, и он был единственный, это был чувак в клетке. А девочка... Ну, блядь, девочка-то, конечно, тоже такая, типа... Ну, у детей бывают идеальные зубы. Так, глаза по-любому заплаканные. Ну, руки как будто только остается проверить. Зубы-то у детей бывают. А не, хотя, подожди. Нихуя. У моих детей зубы-то вообще кошмар. Зубы, показать вам зубы? Зачем? Мне молочные зубки, папка говорил. Я не буду плакать больше. А, да. Забей, нормально. Она человек. Вот какие у меня. Это что-то значит? Все хорошо же? Ну да. Охуеть. Получается, как только я впускаю... Блять. Как только я впускаю гостя, он может убить в эту же ночь человека, получается. Жестко? Жестко. Вы смотрите на соседский дом. От него остался лишь призрачный силуэт. Увиденное опустошило вас. Кажется, еще сильнее вас тревожит понимание, что виноваты в этом не злые гости, а люди с паранойей. Это приносит вам тревожность. Опа. Вы видите кол, на который насажен череп в каске. На черепе осталось немного черной обгоревшей кожи, а зубы, похоже, кто-то вырвал. Голова простояла здесь весь день. Вся эта мрачная экспозиция выглядит как угроза, наверняка оставленная тем жутким бледным гостем. Вот так вот. На фонарном столбе висит подвешенный мертвый человек с табличкой на шее. На ней написано: «Мы не рады гостям». Похоже, бедолагу приняли за гостя и убили в процессе самосуда. Мысль о насилии захлестнула некогда спокойный и тихий городок. Разрывает ваше сердце и вызывает тоску о спокойных временах. Так. Доброй ночи. Мы из бригады КЧС. Нам нужно провести обследование на вашего района. А что насчет прошлого обследования? Результат слишком неоднозначный. Мы пока не уверены в результатах, выборка слишком мало оказалась. А почему одного не хватило? Это слишком маленькая выборка. Начальство сначала сказало взять по одному, но сейчас что-то видно... Но сейчас-то видно, что нужно больше. Поэтому мы снова выехали. Ну, мне людей хватает, так что... Да, дохуя. Да берите. По-другому никак. Ну, по-другому не получится. Так, кого он забрал? Я не вижу. Все это ради вашей безопасности. О, сука, бля. Мы снова встретились. Как тебе этот в костюме? Делает свою работу? Ну хорошо. Времена нынче такие, да? Надо бы быть настороже, согласен?
Ты можешь уйти? Да, конечно. Не думал, что тебе неприятно общаться со мной. Только сначала. Ты сейчас один в доме? Я не один. Готовитесь. А к чему готовиться, знаешь? Это последние дни, тебе разве не говорили? Миром правят собаки, и останутся здесь только собаки. Удачно оставаться. Вот так вот. О, это чудо, что мы дожили до этого дня. Но что будет дальше? Страшная тайна. Как ты выживал все это время? Это не та проблема, которая должна тебя заботить. Но спасибо. И у меня пока нет ощущения, что ледники растают в ближайшее время. Ну, кстати, да. Я об этом что-то не задумался. Там же из-за аномальной жары, наверное, ледники должны были все растаять. Ждать нам птичий дождь, видимо. Ты думаешь, все будет плохо? Есть ли смысл думать? Не думаю, что теперь надо забивать этим голову. Тут хоть речь сохраняй, хотя хоть прячь людей, а все одно. А у меня нет мыслей, как быть. Че у других людей? Тебе зачем это знание? Сколько мы не смотрели на других, кроме карикатуры, не получилось ничего. Ну ладно. Никого. Че за херня? Кажется, больше никто не придет ночью. Это было странно. И что, типа скримеров нет в этой игре? Ладно. Больше небезопасно жить на поверхности земли. А? Барбут пылах. Нету зомби. Вы заколачиваете все окна и баррикадируете двери. Посовещавшись с вашими жильцами, вы решаете больше не выходить в внешний мир. Вам остается беспомощно молиться, что когда-нибудь все это закончится. Если этот кошмар вообще когда-нибудь закончится. Или это лишь относительно оптимистичная мечта, явившаяся во сне. На самом деле ваше тело было изуродовано гостями, которые при возможности испытывать эмоции были только рады такому подарку. А ведь оставался всего лишь один день, да... Чего, блин? Меня гость убил? А? Серьезно? Меня гость убил? Не понял. Посмотрите. Вот тут посмотрите. Глупыс. Так. Трио Сказ. Какая-то новая игра от этих чуваков. Ну. End of Despair. Так. Ну, 5 чуваков сделано. Довольно-таки неплохо. Что тут? Ну, играем в этот. Играем в хоррор. Ну, вот поиграли только что вот в ВХС. I'm Not Human. Трио Сказ тоже тут.
100 тысяч виш-листов, спасибо. Нихера себе. Уже прям успех, слушайте. Неплохо, неплохо. Ну че, нормально, нормально. А кто кот? Кто такой кот? Ну, если он не человек, а гость. Ну, типа он гость. Ну, ладненько. Хорошо. Неплохие хоррор-игры. Неплохие. Так. Так, наверное, посмотришь. Так, что там следующая игра? Так, следующая хоррор игра. Так, сейчас кое-что посмотрю. Я рандомно на Reddit написал по поводу размера одной детальки. Он не поленился, достал ее и измерил. Нихуя себе. Прикольно. Да. Ага. Ну, следующая хоррор-игра. Думаю, такая. По большей части, скорее всего, можно назвать классическим хоррором. Та, которая, типа, знаете, на Unity. Так. Как это называется? Scary Shadow Spot Last Farewell. Scary Shadow Spot Last Farewell. Не такая уж популярная игра вообще. Типа хуй знает. Scary Spooky Spooky. Да-да-да. Именно так. Шпуки-шпуки. Так. Ага. Все. Ну чё, погнали. Да, я был прав, игра на Unity. Jesus. Jesus Christ.
А, то есть мы на... Да, ладно, я понял. Окей. Да, это игра без русского языка. Ну ладно, посмотрим. Тут очень много картинок, видимо, сделанных нейросетью. Spanish надо. English or Spanish. Добро пожаловать, зрители. В ночном эпизоде мы последуем историям Марка. Мужчины, который потерял все и находит себя в уникальном психологическом путешествии, в котором ему нужно выбраться из ужасной теневой зоны, в которую он по незнанке зашел. Ну типа так. You're about to enter an unknown place. Вы собираетесь зайти в неизвестное место. Место, где реальность и кошмар воедино, типа, что-то там тени скрывают какие-то секреты. It is the limbo between light and darkness, between reason and the irrational. You find yourself in a shadowy spot. Вы найдете себя в distorts time and space. Теневой точке. This is the scary shadow zone. This is scary shadow spot. Блин. Как же много shadow spot. Shadow spot. В духе... Бля, заебал. Типа в духе сумеречной зоны. Но это нейросеть. Окей. Так, наш главный герой это Марк. Обычный чел, который что-то там делает. Несколько дней назад Марк потерял свою жену Джейн в трагической автокатастрофе. Вина и раскаяние движут им, и они привели его в старый какой-то дом. Теперь этот дом заброшен и пыльный. Короче, всякие разные звуки стрёмные там типа звучат, там прочее. Да, анимация лица как у Тодда Говарда. Это беседка. Ну, без шуток, как будто бы я в какой-то DLC Fallout зашел. Get ready, viewers, to uncover the truth hiding in the shadow. Because in this dark corner of the world, the line between real and unreal is as thin as a thread. This is Scary Shadow Spot. По-моему, он 10-й раз сказал Scary Shadow Spot. Ладно, наконец-то. Спички. Нихера себе, прикольно. Окей. Как много картин с нейросетью вы хотите? Да. Pendulum Clock 4:44. Время остановилось. А там не 10-й. Таракашки. Блин, передавить нельзя.
Чтобы молиться, держите. Окей. Гоя. Да, нейросеть. Набрать номер. Закрыто. Гойда. Гойда. Просто нужно насрать как можно больше страшных картинок. Снова закрытые всякие эти. О, свечки. Найс. Повесить картину нужно. Окей, окей. Закрыто. Мотылёкусы. Не, ну выглядит красиво. Типа спору нет, но... На кой хуй так много картин вот этих вот страшных, типа якобы. Ну в том плане, что... Ну, в чем поинт, я вообще не понимаю. Ни один нормальный человек не станет развешивать подобные картины. Блин, выключателя вообще нет. Окей. Так. Ага. Нейросетевая женщина. Душевая конкретно заржавела, не открывается. Нужно найти что-нибудь, чтобы смазать. Ё-моё. Для этого нужен ключик. О, спички. Так, ну это закрыто же, да? Да. Кстати, только 3 спички осталось. А я ни одну не юзал. А, что-то положить надо. О май гад. О май гад. У меня какой-то индикатор появился. Что-то блокирует его с другой стороны. А, прикол. Прятаться можно. Погодите. Ага. Видимо, тут система чекпоинтов. В смысле, блядь? Я чё, гавкаю перед тем, как туда зайти? Блин, это чё за бред вообще? Да чё за хуйня? Не, зачем? Ладно, если бы тут простыня была бы, типа, ну, накрыта простыней, но тут же... Да это не, ну это... Это вообще бред какой-то. Чё за кал? Get out. Что бы страшно. Не, ну каким надо быть утырком, чтобы туда, ну... Чтоб туда зайти и спрятаться. Полный бред. Так, молимся. Вам нужны...
Блять. Я потратил, получается, этот, как его, как называется? Короче, я крестик потратил на то, чтобы, ну, видимо, поубавить свои страхи. Но, короче, такое. Так, доктор Will You Stand. Will You Stand. А почему не Will I Am, блин? 20 октября 1956. Я понимаю, что вы сейчас проходите экстремальное, сложное, тяжелое время после недавней трагедии. Внезапная потеря своей любимой должно нести огромную травму. Я настоятельно рекомендую вам поговорить с кем-нибудь, кому вы доверяете, и не изолируйте себя. Если вам нужны дальнейшие какие-то консультации, не стесняйтесь, ну, звонить мне, так сказать, контактировать со мной, контактировать. Ой. Подобрал. А что такой резкий звук? Со мной лучше не говорить. Господи, да блин, это просто гром. Что из-за этого у меня страх набирается? Бегать могу. Окей. А нах тут точка в центре. Ну, чтоб целиться, стрелять. Так, повесить. Да, картину. Ну и? Я молодец. Так, желтая свечка. Что-то пописать захотелось. Так. Ха, подождите, кстати, а где унитаз? Что, мне реально там писать, что ли? Унитаза нет, лол. Оу, щит. Гипервентиляция легких. Гипервентиляция легких. В глубокой темноте кровь протекает, и души кричат. 5 свечей, 5 грехов, 5 нянечек для 5 страданий. Первая одета фиолетовая. Випует бесконечный damnation, проклятие. Вторая голубая шепчет ложь. Третья в красном смеется в боли.
4 зеленым прячет яд. 5 в желтом танцуют в безумии. Кровь и огонь, боль и свет. Только корректный ответ. Заказ. Дверь откроет художественный. Ну, я вполне себе хорошо перевел. Художественная дверь. Ну да, правильный порядок, да. 16:09. Maybe I should examine it carefully. Вау. Контент. Так, короче, нужно проверить 16:09, да. Ну, короче, какая-то головоломочка интересная. Красная свеча. Мне еще свечи надо будет положить, зажечь, типа, в правильном порядке, реально. Пикуем. Living room, зеленая. Так, режиссер похорон разместил гроб Джейн в центре комнаты для завтра. Прикиньте, у них есть режиссеры похорон. У нас такого понятия нет, по-моему. Сохранится. У вас нет монет для кофе? Хуёвый режиссер, ну реально. Что-то в этом веселого мало. О, монетка. Мистер Корт Мортью Карей. Блин, что за имена у них такие? Так, сперва-наперво я хотел бы выразить свое глубочайшее соболезнование по поводу вашей потери. Я знаю, что сейчас дохуя тяжелое время, экстремально для вас и вашей семьи. Я хочу я хочу удостоверить вас, что мы позаботились обо всех деталях и отнеслись с доверием. Ну короче, это как его, ну гробовщики, короче, пишут, что мы все сделали заебись, вообще типа не переживай, старичок, все хорошо, мы классно декорировали гостиную, все как по вашему заказу, и тело почившее будет размещено в гробу, и все было сделано по уважению и хороших манерах. Как бы и друзья, как бы вы можете как бы близкие друзья теперь могут в конце дать дань уважения и в общем проститься, наверное. Если будут какие-то изменения, прошу вас связаться со мной, не типа. Тут, короче, как бы проблемка в чем? Он говорит, do not hesitate to contact me, и там еще была тема, вот, extremely difficult time. У всех одно и то же, ну, письмо, как бы, разработчик что-то такой не особо понимает, что это разные люди, и надо как бы этот момент тоже учитывать и как-то стараться хотя бы в письме передать их разность характера, но хуй знает. Да. Окей. Причем для 1956 года какие-то логотипы прям слишком крутые, не кажется, слишком современные.
типа, ну это же модерн какой-то. Не то чтобы я прям супер дизайнер, но это, ну, и ежу понятно, по-моему. Да, крест просто ёбнуть было бы заебись на самом деле. Это лого MasterCard вообще. Да, есть такое, похоже. Ладненько. Ну, погнали. Так. Тут можно сейвиться. Беззубая какая-то. Тут надо поставить свечу, насколько я понимаю. Но какая-то монахиня непонятно. Мне же монахинь надо искать. Вот тут красное, понятное дело. Тут, скорее всего, ставим красную свечу. Значит, не так. Лол. Скотч что-то. В смысле обратная сторона письма? Прикол, тут все время вырубает свет. Так, purple, blue, red, green, желтая. Окей. Ну... Так, погоди, как ты прочитал? I have left key, give me back if first on the back of this letter. Блин, капец, я невнимательно прочитал. Да. Ой. Там девчуля прошла. Офиски. Блять. Ладно, пойдем. Очканул немного. Да, лишь немного. Чего уронили? Да господи. Да нет. А где офис тогда?
О. Класс. Васю, здорово. Испугаться дернул. Да. Немного испугался. Опа. Ну, такая добротная игра. Memory фигурин. Прием психолога. Книга первая. — 16:09, но помню. Дуровая панель. Так, есть спичечки. А, здесь может сохраниться, кстати. Ну, вроде тут ничего нет особенного. О, еще одна. Инвентарь такой прикольный. Для подобного хоррора что-то вообще. Так, ну давайте послушаем Will You Stand от доктора Вилла-Эма. Давайте послушаем что-нибудь. Hi, Mark. This is Dr. Will. I know you are going through a difficult time. The loss of a loved one can leave you with an immense void. I want you to know that you are not alone on this journey. Your mind may play tricks on you, but it is important that you remain strong. I am very worried about you. In our last session, you gave me a lot to think about. I fear that you are not yet ready to face this truth. Your father allowed me to enter the house. I have left other recordings around and a series of puzzles to keep you engaged. It's a somewhat unconventional therapy, but if you follow my instructions to the letter, I'm sure that your journey will benefit. We will talk again on the next record. Классный трек, доктор. Спасибо. О, опять Will.i.am. Слушаем. Hello, Mark. It's Dr. Will. I wanted to talk to you about some important things to help you manage what you are going through. First of all, I want you to pay attention to your mental state. It can be easily influenced by paranormal events, unknown sounds, and visions. Нормально. If you feel overwhelmed, you might enter an anxiety state, making everything more difficult. You need to be careful not to reach the limit, as it could lead to severe consequences. Теплая атмосфера. To help you manage your mental health, I have scattered crucifixes around the house. When you interact with them, you can get an idea of how you are doing. If you find a rosary, use these moments to pray. I know you are a man of faith, and I believe this can give you comfort. Нормально. Игровые механики нам If you have вставляют. visions of aggressive figures, remember that you cannot fight them. They are projections of your mind. If you get too close to them, your mental state will worsen. Run or hide under a table, in a closet, or any other place that makes you feel safe and allows you to calm down. That's all for now. Remember, Mark, take everything one step at a time. Talk to you on the next record. А им не казалось, что это максимально тупая идея, блять? Ну, раскрашивать дом вот такими вот приколами, нахуй, типа страшные ёбла везде вешать и так далее. Так, ладненько. Ага, проверил. Так. Доктор Will You Stand. Дорогой Марк, я надеюсь, ты нашел
какое-то покаяние в этом маленьком... И надеюсь, в этом маленьком прогрессе, что ты делаешь. Короче, очисти свой разум. Порядок. Ага. Короче, держи порядок не только в своих мыслях, но и в предметах вокруг тебя. Что-то там. Окей. Ну, короче, это терапия такая, ребята. Это такая терапия у них. То есть я вот так вот должен, типа, страшные штуки делать, пройти. А, мне сюда глаза надо вставлять. Вау. В натуре. Заебись. Спички. Так, а где... Ну, кстати, вот это вот, да, наверное. Установите год. Так. Ладно, короче, видимо, найти сейчас надо книги. Может, тут есть что-то? А я не вижу. О май гад, Росшиллер. О май гад. It's a Росшиллер. Holy shit. Вы не понимаете такой дизайн. Если у меня будет свой дом, то именно так и его раскрашу. Украшу. Сразу бронируй себе место в дурке тогда. Алло, дурка. Да. В следующем году заеду. Давайте. Они такие. А у нас уже все забронировано. Может, вы через следующий год потерпите немного? О, Розарий. Нормально. Все. Что это в шкафу было? Где? Кстати, вот это письмо я... Поротейтил, не ротейтил. Клокач. Я не знаю, какое сейчас время. Ты что, бредишь, что ли? 4:44. Мастурбаре пупази. Серьезно? Мастурбаре пупази.
Математика. Где мастурбари попасть? Препузио. Мастурбари пупази. Вау, что это за книга такая интересная. Вот, тут еще одна. Хм. Это с румынской мастурбацией. Не, ну это я понял. Я думаю, это мы все поняли. 4, 4, 4. Так. И что, ради того, чтобы узнать время, то есть вот цифровые часы его не устраивают. Я должен спуститься вниз и там посмотреть, да, сколько времени. Я правильно понимаю, бля? Не пизди мне нахуй. Я заебал. Иди нахуй. Бля, вот это самая пиздатая картина, нахуй. Просто охуенная. О, еще один розарий. Так, 4, 44. А, кстати, дерьмо исчезло. Че, вам стрёмно, когда я так поворачиваюсь? Так. Скрипт. Скрипт. Ну ладно, ладно, иду я. Как же ты дрочишь меня. Здорово. Как дела? Прошло какое-то время после нашего последнего разговора. Я знаю, что сейчас тебе экстремально тяжело. Но я уверен, что как идут, ну короче, да. Почему везде extremely difficult? То есть разработчик был настолько похуй, он везде копировал, ставил для всех людей буквально одну и ту же хуйню. Блин. Насколько неживые тексты. Мне насрать на тебя. Ладно. Насрать так насрать. Да. Это, видимо, дом этого чувака или я хз. Чё ж он так любил-то мастурбировать? Это вообще ненормально. 1703. Понял. 1703. Фото Кофина.
Розарий. Пупаца это марионетка или... Серьезно. То есть... Франшизка Гоя. Опять Гоя. Что за Гойда вот это вообще? Гойда, да Гойда. Так, ну посмотрел я на этот гроб, но... Как бы... Вах-вах. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Бюст пропал с коллекции. Так, подождите. У меня монетки же не появилось, да? Да. Сохраниться надо бы. Планшета нет. Планшеты. Ну пора вставлять все свечи, а то у меня места уже нет. Блин, кто так заботливо мне оставляет свечи? Может, призрак добрый? Типа это Джейн? Ясно. Ну, такой скрипт, мы понимаем. Но это, видимо, потом. Когда мы разберемся с этими картинами. Ну, то есть вот тут очевидно надо ставить красную, но это не так работает, видимо, тут надо что-то другое. Так, тут лубрикант. Заржавело все. А можно было еще более всратый звук поставить, типа? Я больше о звуке думал, нежели чем о том, что какая-то хуйня на меня бежит. Да. Угу. А, погодите, новая хуйня какая-то. Какая эмоция на ней? А, окей. Hi, Mark. It's Dr. Will again. I'm glad you found this recording. I know the living room can be a place full of emotions right now. Seeing the coffin can reopen wounds that perhaps have never fully healed. I want you to know that even if it feels like everything is falling apart, you have the strength to get through this. Each puzzle you will find is designed to help you process your grief and find a new perspective. Each step brings you closer to the truth you need to face. Now there's a small task for you. Search carefully in the living room. You will find an item that belonged to Jane. This item is locked in a box with a numeric combination.
You will find the combination in the bedroom. Теперь оно открыто, кажется. То есть идем. We'll talk again on the next record. Окей, давай. Бывай. Ну чё, засейвимся? А, блять, у меня нет монеток-то нету. А, маленький ключ, который открывает коробочку. What in the box? Это, видимо, все. Так. Years. Коробочка, коробочка. Так, ну давайте облазим это место до конца. Кстати, вот голубая свечка появилась. Блин, прям как это. Прям как Resident Evil. Get out, get out. Оно теперь всегда будет гореть, интересно. О. Окей. Хорошо. Много крестиков нашел. Теперь наш mental health будет какой-то относительной безопасности. Но тут бы свечку зажечь. Не? О, новая партия. Так, время все стоит на месте. Так, коробочка какая-то нужна. Так, может... Окей, все предметы максимально связаны между собой. Ну, точнее, все коробки, которые вот так стоят, то они рядом с этими, с головоломками находятся. Phone number. Без понятия, типа, да.
Ебать. Беру. Коль 9. Вот же стоят лол. Я не заметил их. Погоди. Ну, purple. Это, видимо, blue, красное, зеленое, желтое. Дверь закрылась. О, монетка. Oh no, no, please no, 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 no. God, please no. I don't want to die. Please, please. Oh my god. Nice ass. А что от меня требуется? Ладно, давайте заценимся. Фьюзбокс. Ага. Ладно, похуй, идем на нее. Хотя не похуй на самом деле. Ну, было сказано, что лучше не приближаться. А как ее обойти? Вопрос. Вот так вот, да? Ёбанайдер. Так. Сейчас там лицо будет. Ноль один ноль ноль. Время. 01:00. А вдруг?
Ну, я могу забрутфорсить, но мне кажется, это игру сломает. Обычно всегда берут тут такое число. Который начинается с 4 или типа того. Не знаю почему, но как будто всегда так. Хотя так поступает на самом деле по большей части японцы. Погоди-ка. Не, вряд ли цифры будут повторяться. Ладно. О. Разори. 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 Вау. Какая хуевая машина. А-а-а. Мочи, мочи. Ну серьезно, вспышка говна. Это пугает нас каждый, сука, раз. Че это было? По мастурбиру, что ли, по-бырому? Видимо. Но я не мастурбировал. Это было в игре. А, кстати, тут надо сохраниться. Страшно, очень страшно. Так, ключ от детской. Вау. Вау, это было очень плохо. Да зачем мне на это смотреть, только портить себе настроение? Не. Бибик. Стримерники лист. Не-не, если бы я реально это делал, то вы бы поняли это. Ну типа, я вскрикиваю.
Типа... Не, как это... Ну, короче... Знаете, что-то же такое животное. Прям, типа... В общем, вы поймете, вы поймете. Из одного в конца в другой отправляют меня. Серьезно, так далеко ставят комнату? Да. Тачка. Да. Ага, в детской, да? Хорошо, ладно, я понимаю. Не, я все понимаю. Да. В детской ставим такую фотографию. Вообще кайф. Фонарик. Ну что ж, поехали. Дом Токарева. Да. О, плюс монеты. Вообще кайф. Давай, напугай меня полностью. Абасте, бля, ёбаный рот того, рот. Оно реально идет за мной? То есть я как еблан сейчас прячусь, да? Так оно идет, не? Сука, так и знал, что надо было сохраниться. Пон. Вот типа олень, потому что ее жена как олень умерла? Типа ее сбила машина, поэтому она олень? Прикольно, блин. Блять, в рот того, ёбаный рот. Она просто не дает мне пройти.
Она идет, не? The vehicle crashed violently into a tree along the road. Ебать, она рыгает. Самый невоспитанный призрак, которого я встречал в этой жизни. Вы прикиньте, как с какой протяжностью она рыгает. Блять, теперь она фапает. Красавчик. Twisted Metal, Scarlet Dress. Это, короче, Рокс. As the morning kissed the sky, shadows in the light, oh, they fade away, whispering secrets of yesterday. In the dark we find our way, but the light, oh, the light brings a brand new day. Давай, давай. Какая херня. А, погодите. Тот же свет надо было включить, не? Блин. Но там закрыто, кстати, поэтому не пойду. Ну, пройти не сможем, типа. Гудзон сегодня неравнодушен к токарю. Так. Ой. Красавчик вышел погулять.
Так, они типа все спиной стоят. Ох, вот он насрал. Классной головоломкой. Так. Ёпта, и одна это, блин. Ёпта. Она фулл оборот делает. Блять. Это за шо? Угу. Вот это их не трогает. Гает. А вот это вот только это двигает, что ли? Ёбаный рот.
Ну и тупая хуйня. Что, блин? Почему он ковбой? Кстати. Take a break, enjoy the light. Lonely stride, it's your time. Smooth and easy, what a climb. Lonely stride, lonely stride. A peaceful moment you light. Light one up, feel so free. Lonely strike's the one for me. Lonely stride, oh what delight. Smooth and perfect for your night. Тут даже реклама есть. Понял. Это буквально, ну, типа такой юмор. Окей, понимаем. Да вообще не по времени как-то, не? Ну, 1900 какой год? 58-й. Ага, сейчас. Так, что я сейчас сделал? Взял какой-то ключ. О, от чердака. Опять мы лаем. Да что за бред? Наконец-то. Сравнили котенка.
Нет, тут надо что-то включить, что-то выключить, видимо. Так. Ай-ка, я устал танцевать. Hello, Mark. It's Dr. Will again. You were in a very special room. Jane was a few months pregnant when the accident happened. Да, This was иди ты. supposed to be a child's room, a place Ну full да, of ну hopes and да. dreams. I know how hard it is to face this double loss. I want you to reflect on something important. Double Sometimes loss. to overcome the pain, we need to open our eyes and see the truth. Double even if it kill. hurts. Find what you are looking for and keep it with you. Also, there is a flashlight in this room that will be useful for exploring the attic. Keep being strong, Mark. Every step brings you closer to the truth and peace. We'll talk again on the next record. Hello, Mark. It's Dr. Will. How are you doing? I know all of this may seem confusing and your thoughts might be a mess. It's normal considering what has happened. If you feel strange or have visions, call me immediately. You don't have to face everything alone. I want to talk to you about the deer woman. I know you've had visions of her. I want you to know that this figure represents Jane. It was a deer that caused the accident by suddenly crossing the road. Your mind is trying to process this trauma, and the deer woman is a manifestation of Jane in that fateful moment. In the kitchen, you will find a Ouija board. This can be a tool to contact the other world. Someone might be trying to communicate with you, and you shouldn't ignore these calls. The Ouija board can help you establish contact. The word you need to enter to contact Jane is Veritas. Remember this word. It will be the key to communicating with her. Блин, какой же этот доктор Шизик, просто пиздец. Stay strong, Mark. Every step you take brings you closer to the Я truth. сомневаюсь, что он доктор. Talk to you on the next record. Так, может сохраниться, в принципе. Вот у меня этих монеток до хера. Ну... Дугна, котенок.
Блин, а где планшет найти? Единственный человек, которому я хочу позвонить, это Джейн. Ну, поболтай с ней, его. Вот же она. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Может, типа год их знакомства. Сейчас 50 какой-то год, я думаю, ну, это уже года их рождения, скорее всего, на самом деле. Да. Может, действительно, типа... Нет. Ладненько. Dear woman, dear woman, dear woman. Trying to reassure the public. Dear woman.
Так. Но слегка так не понимаю, что от меня хотят. Dear woman. Нет? Нет. Ну, как будто бы... Нужно пойти в чердак, а там будет типа планшет, но... Я только лишь эти диски послушал, по сути, и все. Только лишь дички пошлющили. Ну тут что-то надо сделать, вот тут что-то непонятно. У меня больше нет фотографий, чтобы повесить. Ну, не знаю, что-то включал тогда. Я думаю, сейчас что-то будет. Ни одного ключа у меня нет. Увидел. И тут Е последнее. Тут написано Джейн.
тост. Очень уютная квартира просто. Точнее, дом. Щекотушки, щекотушки. Ну, хз. Бродфорс, Бродфорс. Но ну что поделать, такая вот игра с ураганным геймплеем. Блять, ну я не знаю, а что еще делать-то, куда идти? Нифига себе. QDSS геи какие-то. Ну хотя ладно, не геи, натуралы.
Да у нас просто захват порта через 30 минут. Захват порта. Типа рейд какой-то. Что за захват порта? Ну-ка рассказывай. Чё? Карта ультразвука? Ё-ма. Мне кажется, все это время какая-то карта ультразвука была. Ёбаный стыд. Ну, в общем, сначала мы такие типа домик. Это. А, точнее, не, погоди. Это. Нет. Портовый город. Типа ты имеешь в виду на фронте, что ли? Или какой-то рейд по полиции? Да ёбаная. В игре. В какой игре? Так. Сидит она, а точнее вот дом. Она такая сидит, потом car accident. Вот это. Так, какой порядок? Так. Она живая. Что-то страдает, задумчивая. Вот так, потом вот так, вот так. Или вот так. Она такая воп. Блин. Машина, потом гроб. Типа воп. Тогда воп. Не понял.
Хорошо. Ну я реально не понял, в какой игре что ты имеешь в виду. Да, ёбаный рот. Джурхан Ахарсканда. Посмотри. Это мама? Спит-то. Окейшки. Нажимай-ка так.
А какая игра? Про пиратов. Sea of Thieves или Skull and Bones там. Какие еще онлайновые игры-то есть? Это говно какое-то. Sea of Conquest. Sea of Conquest. Море завоеваний. Мобилка. Прикольно. Понял. Какая тут логика может быть? Сидишь такой. На. Она такая сидела, потом она такая встала, потом она такая увидела, потом машина разбилась, она страдала, она умерла. Она сидела, думала, вот так вот увидела, хоп-хоп-хоп. Хоп. 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 Ну это фу хуйня какая-то, я не понимаю, блядь. Я не понимаю, блядь. Ну, гроб в конце, мне кажется. Гроб в конце. Ну или вот этот олень в конце. Машина в середине. А возможно это в конце, непонятно вообще. Кровавая Мэри какая-то. Короче, она такая сидела дома. Потом такая, пойдем погуляем. Разбились нахуй. Она страдала. Умерла. Стала оленем. Пойдем погуляем, выйдем. Разбилась. Умерла. Олень. Сидела, вышла. Олень. Сидела, вышла.
олень, разбились, страдала, умерла. Сидела, вышли, олень, разбились, страдала, умерла. Сидела, страдала, олень, разбились, умерла, стала призраком. Сидела, страдала. Машина, олень. Ну, это вообще пиздец какой-то. Ну, давай логически додумать. И брутфорс при этом. Она вот такая вот. Может быть, она такая. О, я стою, селфи дома. У дома. Теперь я сижу такая загадочная дома. Поехали. Сдохли. Умерла, страдала олень. Пиздец, ну и парашенс. Тут нет логики. Вообще. Ноль. Логики нет. Ну хоть какая-нибудь подсказка была бы. Погоди, или вот так, бум, бум, и теперь вот так, вот так, бум, бум, вот так, вот так. Угу. 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 Или а 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
Я в рот ебал. Так, сейчас загуглим эту хуету. Блять. Чё за бред? Прикиньте, сначала, блять, машина. Потом она сидит, думает, умерла она или чё. Кровоточит нахуй. Стоит, ебать. Померла. И олень. Чё за нахуй? В чем, сука, смысл? Буквально, в чем смысл? Вообще нет уже. Вообще пиздец. Блин, это не бедрум. Вах. Танцор с классной жопой. Опять свет вырубился или что? А, нормально. Вай. Вай. Найс комната. Yes. Ясно, у него типа девушка была с ебанцой. Жена. Оккультную хуету творила. 7379. Ёб твою мать. 7379. Химанай, Вуданай.
14:25. Ага. 14:25. Погоди, 14:25. 73, 79. 14:25. 73, 79. 14:25. Как много всего. Позвони мне. Доктор, will you stand? Так. Четырнадцать 25, 7, 3, 7, 9. 7, 3, 7, 9. 14, 25, 7, 3, 7, 9. 14, 25, 7, 3, 7, 9. 14, 25, 7, 3, 7, 9. Да ладно. То есть без глаз это говно не откроется. Ох ты, нихера, прикол. Четырнадцать, 25, 7, 3, 7, 9. 7, 3, 7, 9, 14, 25. 14, 25. Угу. 14, 25. Семь, 3, 7, 9. Няу-няу. Меня пропало. Успокойся, ну пожалуйста. Блять. Ну за что? Опять подниматься в ебучий чердак. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, кстати, не надо подниматься на ебучий чердак. Нормально. Слава богу. Там же был стих для фото, серьезно? А, ну да, наверное. Но он был какой-то дерьмовый.
Охуеть, еще надо. При Child's Room еще открывает. То есть это? То есть на первом этаже там еще, ну, ладно, еще одну комнату в комнате детской. Так, я уже открывал детскую комнату, в которой есть еще одна детская комната, да? Короче, как-то странно там написано. Хотя не то, чтобы написано, вообще странно как-то получается. Ладно. Пусть так. Угу. М. 1856. 1856. Корабль. 1856. М. Так. Сначала ночь. Не, сначала солнце. Звезды. Звезды. Солнце. Погоди-ка. А нихуя себе. Не, погоди.
Море. Ёб твою мать. То есть 6. Солнце. Звезды. Дерево. Звезды. Море. Солнце. 6. Ну вот все. Так. Ну-ка еще раз. Так, солнце, звезды, дерево, звезды, море, солнце, солнце, звезды, дерево, звезды, море, солнце. Да чё за нахуй? Солнце.
Ключ. Синяя, красная, зеленая, желтая. Ага. Че страшная игра. Ну, моментами. А так, игра состоит просто из охуеть какого большого количества ассетов и нейросети. Но чел, как будто бы, который создал эту игру, подошел с небольшим таким... Ну, с небольшой такой долей юмора. Ну, картинки, нейросетки, ага. Не только. Диалоги пиздец. Картинки пиздец. Очень пиздец. А, картинки. Текста, диалоги. Блять, долбоеб. Блин, уже дохуя надо помолиться. О. Угу. $1695. 1695. Лол. А, блядь, ёбаный стыд. Отпуситос, грехитос, моитос. Какой. Хе. Красавчик. Это, видимо, разработчик. Мистер Ассет, нейросеть. Так. 1600. Ёбаный рот. Какой там 1600? 25? 95. 1695. 1695. Да ладно, вот в этом ошибся, что ли?
Так. Ща. 903. Так, 903. 1838. Ладно, тут сохранимся. Так, 903, 18, 38. Че за хуйня? Линия между реальностью и иллюзией очень тонка. Пон. Go out, but I'm still here. Mom doesn't hear me, but I hear her. Never sleep. Don't leave me alone. Never again. Never sleep. The lights go out, but I'm still here. Mom doesn't hear me, but I hear her. Never sleep. Да ёбаный рот. А. Mom doesn't hear me, but I hear her. Never sleep. Don't leave me alone. Never again. Never sleep. The lights go out, but I'm still here. Mom doesn't hear me, but I hear her. Never sleep. Oh my god. Holy shit. This is real? А, блять, 6 было. Oh no! Oh my god! Это опять она. Женщина-олень. Dear woman. Nice ass.
Выкуси. Сука. Ох, так, что я сделал? Че, угораешь, что ли? Ебать, а что не так-то, нахуй? Лоу? Тысяча 856. 16:02. Purple. Oh shit. Так. Чтобы сделать purple, мне надо красный и синий, скорее всего. Да твою мать. Четырнадцать 25. 14:25. 14:25. Да. 14:25 есть. Тысяча 695. Зеленый. Зеленый у нас получается от синего и желтого, скорее всего.
Да. Просто желтый. Здорово. Блин. Поскакал. Выключает еще. Тысяча 703. Да, 1703, все правильно. Шестнадцать 09. Какой голожопый. Так. Молимся. Ага. Именно глаз такой нужен, да? 1856. Корабль. Блин, вот это хуета. Тут явно прикол какой-то. Солнце, звезда.
Не так, да? Господи. Мгм. М.
М. Human Eye. Пон. Пон, потапон. Угу.